Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом ролике я хочу рассказать 1000 фактов в одном видео. Из него вы узнаете следующее. Сколько лет ушло на съемки фильма, который стал рекордсменом по продолжительности производства? Что нужно, чтобы безжизненная почва покрылась густым лесом? Как расшифровывается аббревиатура IKEA? Почему желудочный сок не разъедает деликатные стенки желудка? Зачем выключать микроволновку из розетки на время простоя? Какое вино называют подводным? Что о девушке говорит цвет ее помады? Почему женщины лучше справляются с многозадачностью? Чем полезен токсикоз при беременности? На пике какого психологического конфликта живут волки? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Хочу сразу обратить внимание уважаемых зрителей на то, что это видео скомпоновано из нескольких более коротких видео, которые ранее выходили на нашем канале. Ссылки на эти видео будут в описании. В связи с этим наши постоянные зрители уже могли видеть некоторые части этого большого видео. Ну а новые зрители смогут в полной мере познакомиться с 1000 интересных и невероятных фактов, которые мы внимательно подбирали для вас. В тайм-кодах также будут названы части видео, как и их оригинальные ролики. Кроме того, в данном видео на самом деле немного больше фактов, чем указано в названии, но мы оставили эту цифру для благозвучности. А насколько именно фактов больше, вы сможете узнать, досмотрев этот ролик до конца. Ну что ж, без лишних слов, начнем. 1. Пасьянс-косынка был добавлен в Windows для того, чтобы научить людей перетаскивать объекты мышкой. Перемещать карты можно и при помощи клавиатуры, но это очень неудобно. 2. Музыка для заставки Microsoft Windows 95 была написана Брайаном Ино на компьютере Apple Macintosh. 3. Первым продуктом Nintendo, в котором использовались электронные компоненты, был тестер любви, якобы измеряющий, насколько два человека любят друг друга. 4. В Швеции, родине всемирно известной мебельной компании IKEA, законом запрещено называть детей именем IKEA. 5. В Японии популярны салоны, в которых клиентам чистят уши. Большинство посетителей таких салонов мужчины. Во время проведения процедуры клиенты так расслабляются, что засыпают. 6. Когда Чон Джангук, певец из южнокорейского бойс-бенда BTS, упомянул, что пользуется кондиционером для белья фирмы Downy, весь доступный на рынке Южной Кореи, кондиционер Downy раскупили всего за 2 месяца, а акции компании взлетели на 11%. 7. Желтая крышечка на бутылке Coca-Cola означает, что напиток кошерный, кукурузный сироп в нем заменен на обычный сахар. 8. Samsung, одна из ведущих технологических компаний мира, начинала свою деятельность в качестве продавца сушеной рыбы, местных продуктов питания и лапши. 9. Курица KFC – традиционное рождественское блюдо в Японии. 10. В Макдональдс сделали несколько попыток добавить в детское меню полезные для здоровья блюда. Например, в 2011 году компания приняла решение заменить картошку фри на яблоки в Happy Meal. А до этого ресторан разработал и запустил в продажу брокколи со вкусом жвачки, надеясь,
что это заставит детей есть больше полезной капусты. 11. Мультфильм «Король лев» изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не джунглях. 12. 285 тысяч мировых корпораций, включая Google, American Airlines, Apple, General Motors, Coca-Cola, Walmart, Verizon и другие, зарегистрированы в одноэтажном здании Corporation Trust Center в штате Делавер по адресу 1209 North Orange Street. Этот штат считается самым благоприятным местом для ведения бизнеса в США с точки зрения налогообложения. За последние 10 лет из-за лазейки в Делавере правительство США недополучило $9,5 миллиардов потенциальных налогов. 13. В 2012 году футболист Роналдиньо лишился контракта с Coca-Cola на $750 тысяч из-за того, что сделал глоток из банки Pepsi, стоявшей перед ним во время пресс-конференции. 14. Ресторан Burger King из города Мэтун с 1959 года владеет правами на товарный знак Burger King на территории штата Иллинойс. Знаменитой сети Burger King запрещено работать в радиусе 30 километров от оригинального ресторана. 15. Основатель Sony нанял специалиста по критике продуктов компании, в его задачу входило выискивать недостатки и сообщать о них. Спустя 20 лет этот человек стал президентом Sony. 16. В 1967 году американский бизнесмен Роберт Макколох купил у города Лондон мост, построенный в 1830-х годах за $2,46 миллиона. Мост был разобран и по частям доставлен в Аризону, США, где к 1971 году был собран вновь и стоит там по сей день. 17. Статистически, устроиться на работу в магазин Apple на Бродвее сложнее, чем поступить в Гарвард. 18. В 1974 году Северная Корея импортировала из Швеции 1000 седанов Volvo, а также заводское оборудование общей стоимостью $70 миллионов, но так и не заплатила за них. 19. Стив Джобс страдал компонофобией, боязнью пуговиц и кнопок на одежде. Существует мнение, что именно поэтому он стремился к тому, чтобы его компания Apple создавала устройства, лишенные кнопок. Устройства, снабженные сенсорными экранами и электронными клавиатурами. 20. Имя мистера Пропера меняется в зависимости от страны. В США он мистер Клин, в Германии мистер Пропер, а в Испании Дон Лимпия. 21. В начале 1900-х годов в американском универмаге Marshall Field была должность козла отпущения, так называемый фиртмен, в переводе «уволенный человек», работник которого демонстративно увольняли, чтобы успокоить разгневанных клиентов. 22. Ежегодно мерч компании Ferrari, футболки, кепки, солнцезащитные очки и тому подобное, приносит прибыль в размере $2,5 миллиарда, что лишь немногим меньше выручки от продаж собственно автомобилей. 23. За мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» 1937 год Уолт Дисней получил почетный Оскар, статуэтку нормального размера и 7 мини-статуэток. 24. Японская компания предоставила своим некурящим сотрудникам 6 дополнительных дней отпуска, чтобы компенсировать перекуры курильщиков. 25. Компания Rolex принадлежит некоммерческой организации, которая тратит большую часть доходов на благотворительность, а остальные средства реинвестирует обратно в компанию. 26. Игровые карты для Nintendo Switch покрыты бензоатом динатония, самым горьким известным веществом, чтобы дети не тянули карточки в рот. 27. В 2016 году японская компания-производитель мороженого Акаджи Ниугвия выпустила рекламный ролик, в котором ее президент и другие сотрудники просят прощения за то,
что цену батончика мороженого пришлось повысить с 60 до 70 йен, примерно на 6 рублей, впервые за 25 лет. 28. Компания Nike создала пару кроссовок, повышающих эффективность бега на 4%, а скорость на 3,4%. Они называются Alphaflis. В 2020 году эти кроссовки запретили использовать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх, признав их технологическим допингом. 29. Телесериал «Друзья», даже перестав выходить, ежегодно зарабатывает по $1 миллиард. Это доход от приобретения прав на показ сериала телеканалами по всему миру. Каждый из актеров, игравших главные роли, получает 2% роялти. Это примерно по $20 миллионов в год. 30. Каталог IKEA выходит ежегодным тиражом около 200 миллионов экземпляров, что делает его самым крупным периодическим изданием за всю историю. 31. Вы сейчас видите первое собрание клуба Микки Мауса в Оушен-парке, Калифорния. 1930 год. 32. IKEA принадлежит благотворительному фонду, созданному, по мнению экспертов, специально для того, чтобы самая крупная в мире мебельная компания могла уклоняться от налогов. 33. В Швеции уже более 50 лет существует традиция в Рождество смотреть мультфильм «Дональд Дак и его друзья желают вам счастливого Рождества». 34. Корейское название Samsung означает «3 звезды». 3 символизирует что-то многочисленное и могущественное, в то время как звезды означают вечность. 35. Функция автозамены в Excel, преобразующая определенные комбинации цифр в даты, исказила треть опубликованных научных статей, в которых упоминаются названия различных генов, выяснилось в 2021 году. В результате пришлось изменить минимум 27 генных обозначений, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки, поскольку программисты Microsoft, разработчики Excel, так и не исправили работу автозамены. 36. Microsoft потребовалось 1,5 года на создание звука запуска Windows Vista, длящегося 4 секунды. 37. В середине 1980-х годов Coca-Cola выпустила рекламный постер со скрытым изображением непристойной сцены, и ее можно было разглядеть в одном из нарисованных кубиков льда. 38. Генеральный директор Apple Гил Амелия, которого в 1997 году сменил Стив Джобс, как-то сказал в интервью: «Apple похожа на корабль. Корабль полон сокровищ, но в борту дыра. И моя работа заставлять всех грести в одном направлении». Джобс вспоминал эту фразу и глумился над ней долгие годы после отставки Амелия. 39. Стив Джобс хотел назвать свою компанию Apple отчасти для того, чтобы ее название в телефонном справочнике стояло выше, чем компания Atari, в которой он работал до этого. 40. В Японии принято усыновлять мужчин, этот обычай называется мукайоси. Во главе японской семьи или бизнеса должны стоять взрослые сыновья, поэтому если в семье рождаются одни девочки, родители могут привлечь мужчин со стороны. Например, бывший глава компании Suzuki Осаму Судзуки, 4-й усыновленный наследник этой корпорации. 41. Жена Гэри Кремена, основателя сервиса знакомств Match.com, ушла от него, познакомившись с другим мужчиной на Match.com. 42. Косметическую компанию Revlon основали братья Чарльз и Джозеф Ревсоны. Третьим партнером стал химик Чарльз Лачман. Вот почему в названии фирмы есть буква «Л». 43. В 1951 году студия Disney выпустила комикс, в котором Микки Маус и Гуфи открывают лекарства, подозрительно напоминающие своими свойствами одно запрещенное вещество, и торгуют им в Африке. 44. В 1985 году Стива Джобса по решению совета директоров уволили из Apple, компании, которую он же и основал.
В 1996 его взяли обратно. 45. Apple создала только одну компьютерную игру «Зазеркалье», вдохновленную Алисой в «Стране чудес» и вышедшую в 1984 году. 46. Парикмахерские салоны обязаны утилизировать волосы клиентов путем сжигания, поскольку волосы не поддаются биоразложению, разрушению вследствие деятельности живых организмов, бактерий, грибов, водорослей и тому подобное. 47. Когда группа Aqua выпустила песню Barbie Girl, компания-производитель Barbie Mattel подала в суд за нарушение ее прав на товарный знак. Суд отклонил иск, указав, что песня является пародией, что и защищает ее от подобных исков. Когда же Mattel решила оспорить это в вышестоящем суде, судья Алекс Казинский оставил вердикт предыдущего судьи без изменений и посоветовал сторонам остыть. 48. Имя голосового помощника Apple Siri – это норвежское женское имя, которое означает «красивая женщина», ведущая вас к победе. 49. Средство управления перископом в подводных лодках США обходилось ВМС США в $38 тысяч за штуку, пока в 2017 году военные не поняли, что контроллеры от приставки Xbox легко справляются с этой задачей, гораздо проще в управлении и примерно в 1000 раз дешевле. 50. Средняя наценка на попкорн в кинотеатрах составляет 1275%. 51. Внешний облик Аладдина в диснеевском мультфильме вдохновлен внешностью Тома Круза и образами моделей Кэлвин Кляйн. 52. Несмотря на то, что Стив Джобс был основателем Apple и ее генеральным директором, основную часть его состояния на момент смерти составляли доходы от доли в компании Disney, а не Apple. 53. В списке из 5586 частных компаний возрастом старше 200 лет 3146 компаний, более 50% японские. 54. Грибной менеджмент – это способ управления сотрудниками путем назначения им конкретных задач, не объясняя, зачем нужно их выполнять. Название дано по аналогии с упрощенным представлением о выращивании грибов. Их держат в темноте и кормят всякой ерундой. 55. В США есть понятие секретари-миллионеры. Это секретари, офис-менеджеры, личные помощники, уборщицы и тому подобное, работавшие в первых интернет-компаниях, которым владельцы стартапов, чтобы сэкономить средства, платили акциями. Когда случился бум, и эти IT-компании стали стоить миллиарды долларов, секретари-миллионеры получили баснословный доход со своих акций. В конце 1990-х годов десятки компаний имели таких секретарей. 56. Тельма Ховард, работавшая горничной у Уолта Диснея на протяжении 30 лет, на Рождество и в день рождения получала от мультипликатора в подарок акции его компании. После смерти Тельмы в 1994 году выяснилось, что она владела акциями Disney на сумму $9 миллионов, они достались в наследство ее детям. 57. Название компании Lego – это сокращенная фраза «Лэг год играй хорошо по-датски». Это название дал ей ее основатель, датчанин Оли Кирк Кристиансен, когда в 1934 году решил поменять деятельность своей столярной мастерской с производства мебели на создание деревянных игрушек. 58. Название автомобильного бренда Mazda – это отсылка к зороастризму. В этой религии верховное божество зовут Ахура Мазда – это безначальный творец, создатель всех вещей и устроитель мира. 59. Дом из фильма «Техасская резня бензопилой» в 1990-х годах разделили на несколько частей, перевезли почти на 100 километров, снова собрали и открыли в нем ресторан. Это заведение существует до сих пор под названием Grand Central Cafe и пользуется популярностью. 60. На сайте Twix написано, что братья Эрл и Симус, изобретатели Твикса,
не смогли договориться о том, каким способом покрывать печенье шоколадом, поссорились, подрались и в итоге построили две отдельных фабрики для правого и для левого батончика Twix. Это, разумеется, шуточная история, но она размещена на официальном сайте. 61. Женщины практически не потребляли табак до рекламной кампании сигарет Lucky Strike на пасхальном параде в Нью-Йорке в 1929 году. Во время шествия модели «Факелы свободы» демонстративно потребляли табак в знак женской эмансипации. После этого женское курение стало популярным и повсеместным. 62. В 1927 году американский промышленник Генри Форд построил собственный город в Бразилии под названием Фордландия. В нем было запрещено употреблять алкоголь, табак и фастфуд. Жителям следовало строго соблюдать рабочий график и неустанно приобщаться к американской культуре. В 1930 году население Фордландии, состоящее в основном из рабочих бразильцев, взбунтовалось из-за пропаганды и эпидемии малярии, Форд разочаровался, и город забросили. 63. В разгаре Второй мировой войны компания Ford Motor производила по тяжелому бомбардировщику Би-24 каждые 63 минуты. 64. Вино Мариани, вино с добавлением листьев одного запрещенного вещества, содержало это вещество и рекламировалось как напиток, придающий энергию и восстанавливающий здоровье. Именно оно вдохновило Джона Пембертона на создание Кока-Колы, ее изначальный рецепт был почти аналогичным вину Мариани. 65. Круглые столики в кофейнях Starbucks психологически комфортнее для одиноких посетителей, потому что не имеют пустых мест. 66. Псевдонаучный термин галитоз, обозначающий неприятный запах изо рта, придумали для продвижения ополаскивателя для рта листерин, рассказал экономист Стивен Левит в книге «Фрикономика». Неприятный запах изо рта сам по себе не является расстройством или патологией. 67. Компания Yahoo в 2013 году купила сервис для ведения блогов Tumblr за $1,1 миллиарда, а в 2019 году продала его всего за $3 миллиона. 68. Популярный венесуэльский напиток ангастура имеет большеватую этикетку, не подходящую бутылке по размеру. Согласно легенде, так случилось потому, что двое братьев, в конце 1800-х годов унаследовавших бизнес по производству ангастуры у своего отца, решили поменять дизайн упаковки, но забыли обговорить подробности. В результате один заказал слишком маленькие бутылочки, а другой слишком большие этикетки. Было решено оставить все как есть, и со временем большеватая этикетка ангастуры стала ее фирменным знаком. 69. Автомобиль Гелендваген Mercedes-Benz G-класса был разработан в 1970-х годах по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Он владел акциями Mercedes-Benz на $1 миллиард и захотел иметь фирменные внедорожники для своей армии. 70. Компания Nissan часто использует номер 23 на своих гоночных автомобилях, потому что в японском языке 2 это Ни, а 3 Сан. 71. Орангутаны могут оказаться на краю вымирания, если компании, производящие пальмовое масло, не перестанут уничтожать их среду обитания. Несмотря на уверения транснациональных компаний в безопасности производства, численность орангутанов продолжает быстро сокращаться. 72. Рут Грейвс Уэйкфилд, изобретательница печенья с шоколадной крошкой, продала его рецепт компании Nestlé за $1 и пожизненный запас шоколада. В настоящее время рынок такого печенья оценивается в более чем $18 миллиардов в год. 73. Отель Нишиема Онсен Каянкэн в Японии был открыт в 705 году и непрерывно работает с тех пор. 74. Команда Pixar придумала идеи мультиков «Волы», «Приключения Флика» и «Корпорация монстров» во время одного обеда. 75. В 2014 году Илон Маск
открыл все патенты Tesla Motors, что подразумевает, что желающие могут бесплатно пользоваться разработками и изобретениями компании в собственных, в том числе коммерческих целях. 76. Фильм «Другая сторона ветра», 2018 год выпуска, рекордсмен по продолжительности производства. Работу над ним начал Орсон Уэллс в 1970 году, а закончила компания Netflix спустя 48 лет. 77. До появления интернета у компании-производителя видеоигр Nintendo были консультанты по играм, которые помогали игрокам, застрявшим в трудном месте игры, пройти дальше. Они консультировали по телефону. 78. Страховые компании отказываются обеспечить страховкой каскадеров, участвующих в постановках Джеки Чана. Поэтому им была создана Ассоциация каскадеров Джеки Чана, где он лично обучает своих каскадеров, а также оплачивает их медицинские счета из собственного кармана. 79. Компания Boeing именовала продукцию различными серийными номерами, исходя из типа устройства. Самолеты начинались на 300 и 400, двигатели на 500, ракеты и реактивные снаряды на 600, а реактивные самолеты на 700. Первый реактивный самолет марки Boeing назвали Boeing 707, просто потому что номер смотрелся красиво и хорошо запоминался. А в следующих моделях название решили закрепить, и с тех пор меняется только средняя цифра в индексе – 727, 737 и так далее. 80. В 1998 году Marvel предложила Sony права почти на всех своих персонажей всего за $25 миллионов. Sony отклонила предложение, купив только Человека-паука за $10 миллионов, полагая, что он единственный, кто будет интересен кинозрителям. 81. Выпустив OS Windows Phone 7 в 2010 году, компания Microsoft устроила пышные символические похороны iPhone и BlackBerry в знак того, что новинка несомненно убьет конкурентов. 82. Рожденный в рабстве и освобожденный после гражданской войны в США, Натан Грин известен тем, что обучал своим методам дистилляции самого Джека Дэниела, основателя и владельца винокурни Jack Daniel Distillery. Грин был нанят в качестве первого мастера-дистиллятора на винокурне и стал первым известным чернокожим мастером-дистиллятором в истории. 83. Большую часть своей прибыли Макдоналдс зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду. 84. В США существует огромный спрос на искусственно синтезированную мочу. Разумеется, моча нужна людям не для удовольствия и не для научных экспериментов, с ее помощью они проходят тест на запрещенные вещества. Синтетическая моча разрешена в некоторых штатах, но учитывая распространенность попыток мошенничества, все больше штатов пытаются наложить запрет на ее производство и реализацию. 85. Ледяная маска, разработанная Максом Фактором-младшим в 1940-х годах, чтобы лица актрис могли остыть между съемками и после долгой ночи. Продажи провалились. 86. Компания Warner Bros. Согласилась, чтобы Бакс Банни появился в фильме «Кто подставил кролика Роджера», при условии, что у Бакса Банни и Микки Мауса, который тоже должен был быть в фильме, будет одинаковое количество экранного времени и диалогов. Это единственный случай в истории, когда эти персонажи вместе появились на экране. 87. В Кока-Колу какое-то время добавляли листья коки, но в них не было действующего вещества. Единственная авторизованная правительством фармацевтическая компания Mallinckrodt Inc. извлекала запрещенное вещество из листьев для использования в медицинских целях, а листья отправляла на производство Кока-Колы. 88. Вы видите автоматы для раздачи виски на выставке производителей торговых автоматов в 1960 году. 89. Одним из первых проданных на аукционе eBay предметов была сломанная лазерная указка за $15, принадлежавшая Пьеру Амедьяру, основателю аукциона. Когда удивленный Амедьяр спросил покупателя,
Действительно ли он понял, что указка неисправна, тот ответил, что является коллекционером сломанных лазерных указок. 90. Диетическая кола содержит на 30% больше кофеина, чем обычная. 91. В 2004 году сеть ресторанов «Макдональдс» пыталась запустить новый продукт Happy Meal для взрослых. Набор позиционировался как здоровый выбор и включал в себя салат, DVD о фитнесе и шагомер. Однако продажи были очень низкими, и через несколько недель эксперимент свернули. 92. Если бы с момента рождения Христа и по сей день вы получали бы по $180 тысяч в сутки, глава Amazon Джефф Безос все равно был бы богаче. 93. Люксовые бренды Hermes и Louis Vuitton владеют подавляющим большинством крокодиловых ферм в Австралии. Догадайтесь, зачем им столько крокодилов? 94. Изначально термос – это торговая марка. Берлинский производитель стеклянных изделий и изобретатель Рейнгольд Бургер зарегистрировал ее в 1904 году, после того, как усовершенствовал герметичный сосуд Дюара, разработанный в 1892 году. Название термос настолько прижилось, что стало обозначать любой герметичный сосуд, предназначенный для сохранения температуры продуктов питания. 95. Рональду Макдональду, клоуну-символу ресторанов «Макдоналдс», было запрещено говорить детям, откуда берутся гамбургеры. В случае, если какой-то малыш задавал такой вопрос, клоун должен был ответить: «Вырастают на грядке, рядышком с картошкой фри». 96. Чарльз Гудьир, изобретатель вулканизации резины, не имел отношения к фирме Goodyear Tire, существующей по сей день. Он провел большую часть своей жизни в бедности и судах с кредиторами, предпринимая многочисленные провальные попытки стабилизировать каучук, и открыл вулканизацию случайно. Гудьир так и не смог получить выгоды от своего открытия и умер в 1860 году в возрасте 59 лет. Компания-производитель шин и резиновых изделий Goodyear Tire была основана 40 лет спустя Фрэнком Зиберлингом и названа в честь Гудьира, в знак уважения к памяти изобретателя. 97. Аббревиатура OAKK, которую часто можно встретить на застежках-молниях, это название японской компании-производителя. В английской транслитерации оно звучит как Иошида Каджиа Кабашики Кэйша, что переводится как Yoshida Company Limited. Эта компания – крупнейший производитель застежек-молний на Земле. Примерно половина всех выпускаемых молний создаются OAKK. 98. YouTube изначально был сервисом для знакомств, куда желающие найти пару могли выкладывать свои видеопрофили. 99. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики. 100. В 2017 году 8-летний ребенок научился водить машину по роликам на YouTube, сел за руль и успешно добрался до Макдоналдса, соблюдая все правила дорожного движения. 101. Пакистан занимает второе место по производству шотландских волынок после самой Шотландии. 102. В 1904 году компания по пошиву одежды Cooper & Derwer выпустила новый продукт – холостяцкую нижнюю рубашку. Рубашка по сути представляла собой современную майку и предлагалась как одежда для мужчин, не имеющих жен и не умеющих пришивать пуговицы. Рекламный слоган гласил: «Никаких булавок, никаких пуговиц, никаких игл, никаких ниток». 103. Первое появление Рональда Макдональда в рекламе «Макдональдс» в 1963 году. В роли клоуна актер Уиллард Скотт. 104. В 2012 году жительница Франции получила счет от телефонной компании на сумму 11 квадриллионов 721 триллион евро. Несмотря на то, что эта сумма почти в 6 тысяч раз превышала ВВП Франции, компания заявила, что они ничего не могут поделать, а затем предложила женщине оплатить счет в рассрочку.
Потребовалось несколько дней, чтобы убедить представителей компании, что требования абсурдны, и заставить их выставить счет на верную сумму – 117,21 евро. 105. Ошибка толстого пальца – это ошибочный ввод с клавиатуры или клик мышки во время работы на финансовых рынках, в результате чего размещается гораздо больший заказ на покупку или продажу, чем планировалось. Например, в 2001 году UBS продал 610 тысяч акций Dentsu по 6 йен вместо 6 акций Dentsu по 610 тысяч йен. Несмотря на то, что ошибка была обнаружена сразу же, токийская фондовая биржа не отменила торги, и UBS пришлось выкупить акции по рыночной стоимости, что привело к потере $100 миллионов США. 106. Компания The Avedis Zildjian Company, ведущий мировой производитель ударных музыкальных инструментов, в частности тарелок для барабанов, была основана в 1623 году в Константинополе. Ее основатель, алхимик Аведис Зилджан I, имел армянское происхождение. Интересно, что его фамилия Зилджан в буквальном переводе означает «кузнец тарелок». 107. Компания Disney является вторым по величине покупателем взрывчатых веществ в мире после правительства США. 108. В 1970-х годах в США директора по маркетингу ресторанов быстрого питания заметили, что клиенты покупают больше еды и напитков, если те продаются в больших объемах по доступной цене. С тех пор порции стали расти, достигнув к нашим дням прямо-таки невероятных размеров. Например, размеры чашек Макдоналдс в США вдвое превышают японские. Большая чашка напитка, large, в Японии вмещает 600 мл, в то время как американский аналог – 1,2 литра. Более литра напитка за раз. Это самая большая чашка в мире. Практика продажи еды гигантскими порциями получила название суперсайзинг. 109. Название косметического бренда Maybelline образовано от имени сестры его создателя Мейбл, совмещенного со словом «вазелин». В 1915 году Томас Лайл Уильямс, фармацевт и бизнесмен, заметил, что Мейбл подкрашивает ресницы смесью угольной пыли с вазелином, и на основе этой смеси разработал первую, на американском рынке, тушь для ресниц. 110. Некоторое время в 2010-х годах страну Лихтенштейн можно было арендовать на Airbnb за $70 тысяч за ночь. В стоимость входило общение с монархом, собственная валюта, возможность переименовывать улицы на срок своего правления и ключ от страны. 111. Когда компания Nike решила назвать свою первую модель беговых кроссовок Aztec, компания Adidas, ее непримиримый конкурент, заявила, что уже выпускает кроссовки под брендом Azteca Gold и подаст в суд, если Nike вздумает украсть название. Тогда Nike назвала кроссовки Cortez в честь испанского конкистадора, уничтожившего государство ацтеков. 112. Владелец торговой марки может потерять правовую защиту, если люди станут использовать эту марку в качестве общего названия предметов или категорий товаров. Такое, к примеру, случилось с целлофаном, телефоном-раскладушкой, фрисби, скотчем, батутом, эскалатором, ксероксом и тому подобное. 113. Mars Incorporated, производящая Snickers, Milky Way, M&M's, Skittles и другие конфеты, является частной компанией, целиком принадлежащей семье Марс. Члены этой семьи ведут затворнический образ жизни, редко дают интервью, а их состояние, по оценкам на 2020 год, составляло более $125 миллиардов. 114. Компания Michelin создала свой справочник ресторанов для того, чтобы стимулировать людей больше ездить по стране, изнашивая автомобильные шины и повышая тем самым их продажи. 115. Толстовка с капюшоном, худи, была придумана дизайнерами бренда Champion в 1938 году для работников холодных нью-йоркских складов. 116. Livraria Bertrand, старейший действующий книжный магазин в мире,
Он находится в Лиссабоне и основан в 1732 году. 117. Постройка «Титаника» осуществлялась силами около 1500 рабочих, в том числе детей возрастом 12-13 лет. Во время работ 8 рабочих погибло, большинство от падения с высоты, 246 человек получили травмы, из них 28 тяжелые. За 3 изнурительных года было использовано 3 миллиона заклепок и потрачено 200 миллионов долларов. Когда корабль был готов, представитель компании White Star Line с трепетом сказал: «Даже сам Бог не сможет потопить этот корабль». 118. Китайская косметическая компания добывает коллаген из кожи, собранной из трупов казненных осужденных, для разработки косметических средств на продажу в Европе. 119. В 1948 году Ford Motor Company представилась возможность бесплатно получить Volkswagen. Компания отказалась, заявив: «То, что нам здесь предлагают, яйца выеденного не стоит». В наши дни Volkswagen Group – одна из крупнейших производителей автомобилей в мире. 120. По словам Роба Янофа, дизайнера, разработавшего логотип Apple, укус на яблоке не несет никакого двойного смысла. Он не символизирует грех, апеллируя к Еве и райскому плоду, не посвящен сэру Исааку Ньютону, которому на голову якобы упало яблоко, и не имеет отношения к Алану Тьюрингу, человеку, стоявшему у истоков изобретения компьютеров и покончившему с собой при помощи яблока, пропитанного цианидом. Все эти романтические гипотезы разбиваются о простой факт: Янов сделал яблоко откушенным для того, чтобы при уменьшении масштаба изображения логотип оставался яблоком, а не становился похожим на вишню или другую подобную ягоду. 121. Netflix, iTunes, Hulu, Amazon и другие компании отказались транслировать 200-ю и 201-ю серии сериала «Южный парк» из-за появления в них пророка Мухаммеда. В настоящее время полностью для просмотра эти серии легально недоступны нигде. Создатели «Южного парка» были вынуждены подвергнуть эпизоды частичной цензуре даже на DVD-релизах из-за угроз мусульман. 122. Маршал Жуков очень любил Кока-Колу, он попробовал ее во время войны благодаря Дуайту Эйзенхауэру, фанату этого напитка. Но Жуков не мог пить колу открыто, она была запрещена в Советском Союзе. Поэтому в 1946 году, по просьбе Жукова, Coca-Cola Export Corporation приготовила партию прозрачной колы, удалив из ингредиентов карамель. Ее разлили в бутылки без этикеток, на которых были белые крышки с красными звездами. 50 ящиков прозрачной колы доставили в Вену, специально для советского маршала. 123. Часть эпизодов мультсериалов «Губка Боб», «Квадратные штаны», «Черепашки-ниндзя», «Клуб Винкс», «Аватар. Легенда об Аанге» создала северокорейская, ордена Ким Ир Сена студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля. 124. Третья смена – термин, которым в Китае называют производство брендовых подделок по ночам. Работает это так: допустим, производитель заказывает китайской швейной фабрике пошив 20 тысяч брендовых платьев. Фабрика получает от заказчика лекала, ткань, фурнитуру, упаковку и прочее. Днем рабочие отшивают 20 тысяч платьев, а ночью еще 10 тысяч точно таких же платьев, но из более дешевого материала. Получается точнейшая копия товара, которая потом сбывается как подлинный бренд. Такую подделку настолько сложно отличить от оригинала, что порой сам производитель не в силах сделать это. 125. Журналисты BBC запросили интервью у руководства Facebook, принадлежит Meta, признанной экстремистской в России, чтобы спросить, почему соцсеть не удаляет найденные ими фотографии с изображением насилия над детьми. Представители соцсети попросили прислать эти фотографии в качестве доказательства, а когда получили их, обратились в полицию с заявлением о незаконном распространении журналистами BBC фотографий насилия над детьми и отменили запланированное интервью. 126. Coca-Cola выпускает
Более 3500 напитков в разных странах мира, так что если бы вы пробовали по одному напитку в день, вам потребовалось бы 9 лет, чтобы перепробовать их все. Особенно поражают вкусы газировок, производимых для азиатских рынков. Здесь можно найти напитки со вкусом йогурта, васаби, кимчи, сыра, угря, огурца и бесчисленное количество вариаций с зеленым чаем. 127. В 2017 году Рид Хастингс, генеральный директор Netflix, заявил, что главным конкурентом для его компании является сон. 128. Воскресным январским утром вице-президент Google по социальным вопросам Вик Гундотра получил неожиданный звонок от Стива Джобса. «Вик, у нас проблема, которую нужно решить немедленно. Надеюсь, мы сможем до завтра все исправить. Я посмотрел на логотип Google на iPhone, и он меня не устраивает. У второй не тот желтый градиент. Он просто неправильный. Я попрошу Грега поправить лого, как ты на это смотришь?» Гундотра ответил согласием. Директору компании следует заботиться о деталях, даже если это детали в чужих логотипах, даже если речь об оттенках желтого, и даже если это воскресное утро. 129. Помимо Стива Джобса и Стива Возника, у Apple был еще один основатель, Рональд Уэйн. В 1976 году Уэйн продал свою долю в компании, 10%, за $800. В 2021 году эта доля оценивалась в $300 миллиардов. 130. В Иране вы не найдете Макдональдс, Пицца Хат или KFC. В этой стране запрещены американские сети быстрого питания. Зато вы легко сможете пообедать в Макдональдс, Пицца Хат или ZFC. Макдональдс – это качество. Иранцы знают об этом, и поэтому они заходят в мой ресторан, когда видят Рональда Макдональда на вывеске, говорит владелец Макдональдс. 131. В 1990-х годах компания Microsoft попросила музыканта Брайана Ина написать для них джингл, который должен был быть одновременно вдохновляющим, универсальным, оптимистическим, футуристическим и сентиментальным, и длился бы при этом всего 3 секунды. Музыкант сочинил 84 короткие композиции, одна из которых и стала звуковой заставкой Windows. 132. Мундиры нацистам шила компания Hugo Boss и Hugo Boss. 133. Картофель фри из Макдоналдса содержит ароматизатор говядины. 134. Когда Гвинет Пэлтроу размышляла, как назвать свою компанию, какой-то эксперт по брендингу сказал ей, что самые успешные интернет-компании современности имеют удвоенную «О» в названии, как, например, Google и Facebook, принадлежит Мета, признанной экстремистской в России. Поэтому Гвинет просто вставила 2 «О» между своими инициалами. ГУП. ГУП представляет собой издание на тему «Образ жизни и магазин». В 2018 году оценивался в $250 миллионов. 135. Штаб-квартира Toyota находится в городе Тойота, но бренд называется не в честь города. Наоборот, город Карома был переименован в 1959 году в честь этой марки автомобилей. 136. В 1998 году компания Apple выпустила круглую компьютерную мышь. Казалось бы, сложно испортить что-то в устройстве, у которого всего 2 функции – двигать курсор и кликать в нужных местах. Но Apple это удалось. Круглую мышь было так неудобно держать и направлять, что пользователи постоянно промахивались и в итоге возненавидели новинку. Мышь сняли с производства почти сразу после начала продаж. 137. В 2008 году 42-летний воронежец Дмитрий Агарков, получив кредитную карту и договор от банка Тинькофф, перепечатал договор, изменив его условия таким образом, чтобы ставка по кредиту была 0%, а сумма кредита стала безлимитной. Агарков отправил договор обратно в банк, и там его подписали. После этого он перестал платить проценты по кредиту, которым пользовался. Когда же банк подал в суд за просрочку, суд встал на сторону Агаркова и обязал его оплатить только сумму основного долга,
без процентов. Согласно закону, каждая из сторон может предлагать свои условия, что и сделал Агарков, изменив текст документа, а представители банка, поставив подпись, выразили свое согласие с ними. Таким образом, договор имел законную силу. 138. Кока-кола используется в медицине для растворения фитобизааров, так называются комки нерастворимых пищевых волокон в желудке, образующихся из-за чрезмерного потребления растительной клетчатки. Организм не может самостоятельно избавиться от безаара, но можно растворить его колой. Метод успешен примерно в 50% случаев. 139. Компьютерная игра пинбол, которая была встроена почти во все версии Windows, с выходом Windows Vista исчезла из операционной системы. Это произошло из-за того, что разработчики Microsoft не смогли портировать игру с 32-битной архитектурой на 64-битную архитектуру новой системы. Из-за возникающего бага шарик свободно проходил сквозь все препятствия. Программисты так и не смогли отыскать в коде ошибку, вызывающую баг. Было решено исключить пинбол из новой версии Windows. 140. Изначально в Coca-Cola добавляли свежие листья коки, содержащие запрещенное вещество. В конце XIX века запрещенное вещество не было под запретом, и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для тонизирующего эффекта. Но когда в 1903 году в газете New York Tribune появилась статья, утверждавшая, что упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей, рецепт напитка был навсегда изменен, в него стали добавлять листья коки, очищенные от запрещенного вещества, а затем от них вообще отказались. 141. В 70-е, 80-е годы 20 века Союзмультфильм был самой крупной анимационной студией в Европе. 142. В 2013 году компания JCPenney попала в крупный скандал из-за продаж чайника, похожего на Гитлера. 143. Компания Microsoft не разрабатывала MS-DOS, а купила ее у программиста Тимоти Паттерсона в 1981 году. 144. В 1999 году шестилетняя шимпанзе по имени Рейвен стала 22-м по успешности брокером на Уолл-стрит. Она опередила более 6000 профессиональных брокеров. Прирост к ее акциям составил 213%. Она выбирала, какие акции купить, бросая дротики в список из 133 компаний. 145. Итальянский банк Монте-Дей Паски ди Сиена, старейший банк в мире, основанный в 1472 году и существующий до сих пор. 146. Авиакомпаниям не чужды суеверия, или скорее они не хотят пугать пассажиров, и номера рейсов, на которых случились катастрофы с большим количеством жертв, нередко заменяют. Например, после того, как во время терактов 11 сентября в здание Пентагона врезался самолет компании American Airlines, летевший рейсом 77, номер рейса сменили на 149. После крушения самолета на рейсе 370 Malaysia Airlines 239 жертв, номер рейса поменяли на 318, а катастрофа на рейсе 447 Air France 228 жертв вынудила компанию присвоить рейсу номер 443. При этом флагманский рейс 1 American Airlines сохраняет свой номер, несмотря на аж 3 крупных катастрофы. Для авиакомпании в этом случае престиж рейса важнее суеверий. 147. Человечек Мишлен белого цвета, потому что естественный цвет резиновых шин белый. Только в 1912 году производители стали добавлять углеродные компоненты в каучук, в результате чего шины почернели. Это не эстетическое изменение, а технологическое, сделавшее шины прочнее и долговечнее. 148. В Чехии напиток из хмеля в пабах стоит дешевле, чем вода, поэтому министр здравоохранения призвал владельцев заведений добавить в меню хотя бы один безалкогольный напиток по стоимости ниже, чем напиток из хмеля. В ответ представители Чешской ассоциации рестораторов заявили,
что готовы бороться с чрезмерным регулированием. 149. Выпуск почтовых марок составляет 10% дохода Сан-Марино. 150. В Индии посевы иногда опрыскивают Кока-Колой, она дешево стоит и уничтожает колорадских жуков. 151. Компания Fujifilm производит фотокамеры и косметику. В свое время генеральный директор компании предположил, что появление на рынке цифровых камер снизит спрос на фотопленку, и оказался прав. Теперь химические составы, разработанные Fujifilm для предотвращения выцветания фотографий, используются для предотвращения обвисания и потускнения кожи. 152. В 2012 году бренд Mountain Dew организовал онлайн-опрос с целью выбрать оригинальное имя для нового напитка. Как это часто бывает, организаторов опроса пользователи завалили бесполезными и оскорбительными предложениями, из-за чего акцию пришлось прервать. Перед ее закрытием самым популярным из предложенных вариантов была фраза «Гитлер не сделал ничего плохого». Такие вот ужасные взгляды циркулируют нынче на Западе. 153. Крик Тарзана – зарегистрированная торговая марка в США. 154. Пассажиры часто воровали солонки из самолетов Virgin Atlantic, и тогда Ричард Брэнсон, владелец Virgin, распорядился написать на дне солонок, стащенной из Virgin Atlantic, что стало бесплатной рекламой его авиакомпании. 155. Основатель компании Hyundai Чон Чжу Йон родился в бедной деревенской семье в Северной Корее. Чтобы добраться до Сеула и попытаться наладить жизнь, ему пришлось украсть у собственного отца корову и продать ее. В 1999 году Чон Чжу Йон отправил в качестве подарка своей родной деревне 500 коров в качестве жеста извинения за эту кражу. 156. До 1949 года сотрудникам британского производителя теле- и радиопрограмм BBC запрещалось работать в своих кабинетах при свете одной настольной лампы. Верхний свет непременно должен был быть включен. Руководство BBC считало, что человек, сидящий в замкнутом затемненном пространстве, склонен вынашивать тайные планы и создавать программы низкого качества с уклоном в пошлость и примитив. 157. Слово «лицо» на английском языке face является зарегистрированным товарным знаком Фейсбука, принадлежит Мета, признанной экстремистской в России, правда только в социальных сетях. Это означает, что любое коммерческое использование слова face в соцсетях запрещено. 158. Знаменитости платят $40 тысяч, чтобы попасть на аллею славы в Голливуде. 159. В 1960-х годах компания United Fruit Company, крупнейший экспортер бананов в США, придумала гениальный маркетинговый ход. Чтобы фрукты, выпускаемые под брендом Chiquita, на прилавках отличались от продукции других экспортеров, на них стали наклеивать наклейки с названием бренда. Вскоре наклейками обзавелись и другие фрукты, а затем и компании-конкуренты United Fruit Company стали использовать их. А в наше время наклейки на фруктах давно стали обычным делом. 160. Задумав снять фильм «Страсти Христовы», Мел Гибсон не смог договориться ни с одной киностудией о финансировании проекта и в конце концов принял решение реализовать его на собственные деньги. Голливудские аналитики назвали идею идиотской. В результате Гибсон потратил на «Страсти» $45 миллионов, а заработал 475 миллионов, которые положил в собственный карман, поскольку ему не пришлось ни с кем делиться прибылью. 161. В 1985 году сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила рекламную кампанию стоимостью $40 миллионов под названием «Где Херб?». Идея заключалась в том, чтобы найти персонажа по имени Херб, который никогда не был в БК. Маркетологи конкурирующих сетей высмеяли эту рекламу, заявив, что если Херб не был в Бургер Кинге, то, вероятно, потому что ему больше нравились бургеры из других ресторанов. Компания провалилась, а прибыль БК упала на 40%.
162. Компания Disney, на волне успеха анимационного фильма «Рататуй», планировала продавать вино с мышонком Реми на этикетке, но отказалась от этой идеи после жалоб, что этот напиток продвигает на рынок мультяшный персонаж, словно это продукт для детей. 163. Житель Великобритании, устав от навязчивых рекламных звонков, подключил себе платную телефонную линию. Теперь, когда ему звонят с незнакомых номеров с предложением товаров и услуг, он старается поговорить подольше, так как зарабатывает деньги за каждую минуту разговора. 164. В 2011 году сети ресторанов «Макдональдс» пришлось убрать из меню продукт, содержащий сельдерей, несмотря на его популярность. Причина была в том, что для удовлетворения прогнозируемого спроса на этот продукт пришлось бы скупить весь мировой запас сельдерея, и его все равно не хватило бы. Это довольно частая проблема для сети «Макдональдс», производящей 1/27 всей ресторанной еды мира и обслуживающей около 1% населения Земли ежедневно. 165. В 1989 году Билл Гейтс лично ответил на звонок в службу поддержки Microsoft и, представившись своим полным именем Уильям, помог клиенту решить его проблему. Беседа с Гейтсом так понравилась клиенту, что в следующий раз, когда ему понадобилась помощь, он позвонил и потребовал пригласить к телефону именно Уильяма. 166. В начале 1930-х годов в США и Канаде ненадолго возникло популярное общественное движение под названием «Технократическое движение», адепты которого призывали заменить всех политиков и бизнесменов учеными и инженерами. 167. В 1923 году газета Daily Mail заподозрила, что ее конкурент Daily Standard копирует все ее новости. Чтобы проверить свою догадку, Daily Mail выпустила фейковую статью, в которой утверждалось, что пароход СС «Варата», бесследно пропавший в 1908 году вместе с 211 пассажирами и командой на борту, нашли в Антарктиде. На следующий день эта история появилась и в Daily Standard, причем в нее добавилось интервью с капитаном. 168. Кофеин содержится во всех популярных в мире лимонадах Coca-Cola и Pepsi-Cola, Mountain Dew, Dr. Pepper и других, в том числе в версиях напитков без сахара. Однако этот кофеин синтетический. Его производят на фармацевтических заводах Китая. 169. В 1990-х годах наблюдалась вспышка гибели молодых мужчин от упавших на них торговых автоматов, продающих напитки. Оказалось, что причина в слухе о том, что если потрясти автомат, можно получить бесплатный напиток, он выпадет из крепления. Проблема в том, что у разных автоматов разное расположение центра тяжести. В тех, где он находится низко, трюк срабатывал, а если центр тяжести был выше, 450-килограммовый автомат накренялся, падал и придавливал покупателя насмерть. 170. Самым популярным ликером в мире можно назвать традиционный китайский напиток байдзю. По вкусу он похож на напиток на основе этилового спирта. Китайцы употребляют его по всем важным поводам, от свадеб до успешных деловых сделок. 171. Для изготовления салона автомобиля марки Rolls-Royce используется кожа 15-18 быков, выращенных в холодном климате, чтобы на коже не было отметин от укусов насекомых. Коровья кожа не используется, потому что на ней могут быть растяжки из-за беременности. 172. Каждую первую пятницу месяца сотрудники компании Jack Daniel's вместе с зарплатой получают по бесплатной бутылке виски Jack Daniel's. 173. Санта-Клаус был худым на протяжении большей части своей истории. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худощавая и толстая версия Санты существовали одновременно до 1930-х годов, а затем знаменитая рекламная кампания Coca-Cola, в которой Санта был в своем толстом воплощении, закрепила и популяризировала именно этот образ.
174. У компании Disney есть разрешение на строительство атомной электростанции во Флориде. Уолт Дисней хотел, чтобы его огромный парк Диснейленд был энергетически независимым, и получил одобрение властей на строительство станции в 1967 году. 175. Лебедянский завод, производящий фруктовые соки и принадлежащий компании Pepsi, в 2017 году затопил Лебедянь и реку Дон соком. Обрушение крыши одного из заводских помещений обошлось почти без жертв, зато 28 миллионов литров сока вылились на улицы города и в реку. К счастью, сок не представляет опасности. Пробы воды показали, что экосистеме Дона не было нанесено экологического вреда. 176. В 2015 году американка 6 недель безуспешно пыталась заставить провайдера, компанию Comcast, устранить проблемы с интернетом в ее доме. Ей удалось добиться своего только после того, как она написала письмо матери генерального директора Comcast. 177. Компания IBM не была первопроходцем в разработке компьютеров. Она сильно отставала от Remington Rand, разработчика UNIVAC, первого коммерчески успешного компьютера для массового пользователя. Этот компьютер был так популярен, что люди называли все первые компьютеры IBM UNIVAC-ами. 178. Первый звонок по мобильному телефону был сделан в 1973 году Мартином Купером, руководителем компании Motorola. Он позвонил конкурирующей компании Bell Labs, чтобы сообщить, что звонит с первого мобильного телефона. 179. В 2018 году стало популярным соревнование по хождению по кубикам Лего. Рекордсмен прошел 835 метров по дорожке, усыпанной конструктором. К концу пути его ступни сильно покраснели, опухли и кровоточили. Профессионалы утверждают, что ходить по кубикам Лего гораздо больнее, чем по углям или битому стеклу. 180. Спортивные брюки были изобретены в 1920 году компанией Lecoq Sportif, Франция. Автором дизайна был Эмиль Камуси, основатель бренда. Его простые трикотажные брюки из серого джерси предназначались для тренировок профессиональных спортсменов, но уже в 1930-х годах их стали носить по выходным и простые французы. 181. В 2008 году социальная сеть Bebo была продана компании AOL за $850 миллионов. 5 лет спустя первоначальные владельцы соцсети выкупили ее у AOL за $1 миллион. 182. Большинство американских флагов в парках Диснея поддельные. На них меньше звезд и полос, чем положено. Это сделано для того, чтобы Дисней не нужно было опускать и поднимать флаги в ситуациях, когда этого требует Кодекс флага США. 183. После смерти Робина Уильямса Дисней хотели сделать продолжение мультфильма про Аладдина и включить туда не вошедшие реплики Джина, которого Уильямс озвучивал в оригинальном фильме. Однако в завещании актера был пункт о запрете использования его голоса. 184. Единственный персонаж комиксов о супергероях, существующий и во вселенной Marvel, и во вселенной DC Comics, это доступ, Access. Его задача заключается в том, чтобы разделять эти вселенные и следить за тем, чтобы они не пересекались, иначе они снова сольются в одну вселенную амалгам, что уже пару раз происходило. 185. Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Митт Ромни — единственные в мире обладатели специальных золотых карт, позволяющих бесплатно питаться в Макдональдс в любой стране мира. 186. Когда Иван Петрович Иванов-Вано, прославленный советский мультипликатор, снял свою первую работу, полнометражный мультфильм «Конек-горбунок» в 1947 году, то произвел сенсацию. Фильм был выдвинут на соискание Сталинской премии, а всемирно известный к тому времени Уолт Дисней разослал копии «Конька-горбунка» по своим студиям в качестве учебного пособия. Впрочем, Иванов-Вано диснеевскую мультипликацию не любил и позже избегал влияния ее стиля на свои мультфильмы,
ориентируясь на классические и народные мотивы. 187. 6 врачей проглотили головы фигурок Лего в рамках эксперимента, чтобы определить, с какой скоростью они выйдут из организма. Среднее время выхода составило 1,71 дня. 188. Однажды Уоррен Баффет, один из богатейших людей планеты с состоянием в 75 миллиардов долларов, пригласил Билла Гейтса, самого богатого на тот момент человека в мире, на обед. Они пошли в Макдоналдс и ели гамбургеры и картошку фри, а расплатился Баффет купонами. Вероятно, это было еще до появления у них специальных золотых карт. 189. Последний в истории проигрыватель кассет формата VHS, оснащенный функцией записи, был выпущен компанией Fun Electric в 2016 году. 190. Первый публичный звонок с iPhone сделал Стив Джобс. Он позвонил в Starbucks и заказал 4000 латте, а потом сказал «шучу» и повесил трубку. 191. В 1999 году Coca-Cola тестировала торговые автоматы, которые в жаркий день брали за напиток больше денег, об этом глава компании сообщил в одном интервью. Но от идеи пришлось отказаться, общественность такой подход не оценила. 192. В 1980-х годах американская сеть быстрого питания A&W Restaurants, желая составить конкуренцию Макдональдс и его знаменитому четвертьфунтовому бургеру, представила третьфунтовый бургер по той же цене. Однако, вопреки ожиданиям, акция провалилась, американцы по-прежнему покупали четвертьфунтовый бургер, считая, что 1/4 больше, чем 1/3. 193. Креативщики Marvel, создававшие образы супергероев для комиксов, получали зарплату в виде чеков, на обратной стороне которых был купон с указанием, что, подписывая этот чек, человек отказывается от всех авторских прав в пользу Marvel. До сих пор ведутся споры, было ли это законным со стороны Marvel. 194. Партия против PowerPoint, APPP, швейцарская политическая партия, стремящаяся сократить использование программы для создания презентаций PowerPoint в профессиональной среде, поскольку это наносит национально-экономический ущерб в размере 2,1 миллиарда. Вместо PowerPoint APPP предлагает использовать флипчарты, на которых сотрудники могут рисовать и писать в процессе презентации, что на 95% эффективнее, по заверению представителей партии. 195. Экологи из Пенсильванского университета предложили компании-производителю фруктовых соков Делора, базирующейся в Коста-Рике, утилизировать сельскохозяйственные отходы, в основном апельсиновые корки, на территории природного заповедника. Важный момент – компания могла выбрасывать корки только в тех местах, где почва деградировала и ничего не росло. В ходе проекта в заповедник было сброшено около 12 тысяч тонн отходов. Спустя 16 лет безжизненная почва покрылась густым лесом и виноградными лозами настолько, что приехавшие на это место исследователи были поражены успехом эксперимента. 196. Слово «дроид» придумал Джордж Лукас в 1977 году, а в 2009 его компания зарегистрировала это слово как товарный знак. Компания Verizon вынуждена платить комиссию Lucasfilms за использование слова «дроид» в названии линейки своих телефонов Motorola Droid, а Disney платит Лукасу за употребление этого слова в «Звездных войнах». 197. Кения – единственная страна в мире, где люди могут смотреть Netflix бесплатно. 198. Однажды платежный сервис PayPal по ошибке начислил на счет одного из клиентов 93 квадриллиона долларов, что в 1000 раз превышает ВВП всей планеты. 199. Глобальная сеть пиццерий Domino's Pizza пришлось оставить попытки завоевать итальянский рынок, поскольку итальянцы предпочитают ходить в свои местные пиццерии. 200. Бейонсе заработала 24 миллиона долларов за один часовой концерт в Дубае.
201. Соучредитель Apple Стив Возняк презирает деньги и накопление богатства. В 2017 году он заявил, что не хочет находиться рядом с большими деньгами, поскольку они негативно влияют на общечеловеческие ценности. Когда Apple выпустила акции и стала публичной компанией, Возняк предложил раздать $10 миллионов сотрудникам, работавшим в компании со дня ее основания, но Стив Джобс отказался это делать. 202. В 2001 году компания Mattel выпустила новую игрушку-вибрирующую метлу Гарри Поттера Nimbus 2000, что привело к появлению множества насмешливых отзывов покупателей на Amazon. Вскоре Mattel пришлось прекратить выпуск метлы, поскольку магазины для взрослых на Таймс-сквер начали продавать ее по цене, вдвое превышающей первоначальную розничную стоимость. 203. В 1961 году Coca-Cola рекламировалась как средство контроля веса. «Знаете, у Coca-Cola нет проблем с талией», заявляла героиня рекламного ролика. Идея была в том, что Coca-Cola добавляет калорий и заглушает голод, чтобы вы не съели что-нибудь еще, что действительно прибавит вам килограммов. 204. Основатели Samsung и LG Ли Бён-чхоль и Ку Инхви были близкими друзьями с начальной школы. В 1968 году Ли встретил Ку и сообщил ему, что планирует заняться электроникой, что означало, что его компания станет прямым конкурентом компании Ку. Тот в ответ возмущенно накричал на друга и ушел. После этого эпизода дружба между ними навсегда закончилась. 205. Бургеры из Макдоналдса не портятся не потому, что содержат консервант, а потому что в них нет жидкости. Котлета не гниет, а становится вяленой, а хлеб засыхает. 206. В 1896 году богатый американский бизнесмен организовал крушение 2 поездов просто так, для развлечения. Собралась огромная толпа зевак, несколько десятков тысяч человек. К сожалению, несмотря на успешные предварительные испытания и расчеты инженеров, при столкновении котлы поездов взорвались, что привело к гибели 2 зрителей, и еще 6 получили серьезные ранения. 207. Согласно государственному закону Мексики, текилой может называться только напиток, содержащий не менее 51% ликера, изготовленного из нектара растения под названием голубая агава. Когда бизнесмены из ЮАР в начале 2000-х годов стали производить из растения, похожего на агаву, собственную текилу, дипломаты Мексики дали понять, что подобный бизнес может негативно отразиться на отношениях между странами, и юарцы вынуждены были уступить столь мощному давлению и переименовать свой напиток в агаву. 208. Когда у совладельца винного бренда Bronco Wine Company Фреда Франца спросили, почему его напиток дешевле воды, он ответил: «Они завышают цены на воду. Разве вы не понимаете?» 209. В 1946 году студия Уолта Диснея выпустила мультфильм «История менструации». На лекциях по ведению здорового образа жизни его посмотрело более 105 миллионов американских школьников. 210. Первая зубная паста, упакованная в привычный нам тюбик, была паста Dr. Sheffield's Creme Dentifrice, выпущенная в 1892 году. 211. Среди всех диснеевских принцесс только 2 обладают сверхъестественными способностями. Рапунцель с ее волшебными волосами, способными исцелять болезни и дарить вечную молодость, и Эльза, повелевающая холодом и льдом. 212. Ежегодно покупатели магазина IKEA съедают около миллиарда фрикаделек. Фрикадельки, как и другая еда в IKEA, маркетинговый инструмент. Они стоят дешево, создавая впечатление, что все остальное в магазине также продается по низким ценам, и кроме того, сытый покупатель благосклоннее к предложениям продавца. Фрикадельки – лучшие продавцы диванов, утверждают управляющие IKEA. 213. Лео Фендер, создатель всемирно известной компании-производителя гитар, был введен в зал славы рок-н-ролла
в 1992 году, что является уникальным достижением, учитывая, что он так и не научился играть на инструменте, который помог ему сделать карьеру. 214. В 2012-2018 годах Mercedes-Benz выпускал модель автомобиля, специально предназначенную для автошкол Германии. 215. Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, финансировал строительство нацистского лагеря смерти в Освенциме. 216. У мужчин, часто пьющих Кока-Колу или Пепси, более высокий уровень тестостерона. 217. Замена масла в Bugatti Veyron стоит более 20 тысяч долларов. Производитель утверждает, что для замены масла в спорткаре необходима бригада специально подготовленных автослесарей, этого требует его устройство. 218. В 2006 году 21-летний Алекс Стоу заработал $1 миллион, продавая пиксели на веб-странице размером 1000 на 1000 пикселей по цене $1 за пиксель. 219. Криптовалюта Dogecoin, сделанная ради шутки и названная в честь интернет-мема Dodge, на начало января 2021 года имела рыночную капитализацию в $1,3 миллиарда. 220. Pizza Hut доставила пиццу на МКС в 2001 году. Доставка до места назначения заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. 221. В оригинальном сценарии фильма «Красотка» персонаж Ричарда Гира в конце фильма выкидывает героиню Джулии Робертс из машины и швыряет ей $3000. Сценарий долго был в разработке, пока за него не взялись продюсеры студии Диснея, которые изменили фильм, превратив его по сути в очередной вариант сказки про Золушку. 222. Команды Формулы-1 не владеют шинами, установленными на их гоночных автомобилях, все шины принадлежат компании Pirelli. В конце каждой гонки команды должны вернуть шины Pirelli, даже сильно изношенные, в целях предотвращения промышленного шпионажа и кражи технологий. 223. Компания Volkswagen была основана в нацистской Германии в 1930-х годах по личному требованию Гитлера. Он велел разработать доступный автомобиль стоимостью не более 1000 рейхсмарок, чтобы он был по карману большей части немецких граждан. Бренд так и назвали «Народный автомобиль Volkswagen». 224. Макдоналдс открыл собственную мужскую парикмахерскую в Стокгольме. В ней делают всего одну стрижку The Golden M с челкой, похожей на логотип компании. Такую носил Ди Каприо и многие другие в 1990-х годах. Всем клиентам барбершопа полагается бесплатный Биг Мак. 225. Когда Джон Толкин продавал права на экранизацию «Властелина колец», он включил в договор условие, согласно которому компания Disney никогда не сможет принять участие в последующих экранизациях. 226. Компания Disney пыталась зарегистрировать торговую марку Dia de los Muertos, что в переводе с испанского означает «День мертвых». Dia de los Muertos – национальный праздник, который ежегодно отмечают в Мексике и по всей Латинской Америке, навещая могилы родных и устраивая обширные праздничные гуляния. Протест латиноамериканцев в социальных сетях заставил компанию отозвать свою заявку. 227. В 2002 году Microsoft переименовала утилиту Critical Update Notification Tool, чтобы избавиться от пошлой аббревиатуры. 228. В 2019 году Microsoft в качестве эксперимента сократила рабочую неделю в своих японских офисах до 4 дней. Продуктивность офисов, измеряемая объемом продаж на каждого сотрудника, выросла на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 229. В 2018 году Microsoft создала подводный центр обработки данных в металлическом цилиндре, заполненном серверами, который охлаждался океанской водой. 230.
Пакет программ Microsoft Office изначально, в 1989 году, был выпущен для компьютеров Apple Macintosh. Версия для Windows появилась в октябре 1990 года. 231. Слоган компании Nike «Just Do It» «Просто сделай это» — это слегка измененная цитата последних слов американского грабителя и убийцы Гэри Гилмора, казненного в 1977 году. Гилмор сказал «давайте сделаем это», и тем самым вдохновил Дэна Уидена, основателя рекламного агентства Виден плюс Кеннеди, на создание слогана для рекламной кампании Nike 1988 года, имевшей колоссальный успех. 232. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, известный своим буйным характером, так много кричал на своих сотрудников, что в конце концов ему пришлось сделать операцию на голосовых связках. 233. Компания Adidas купила свой культовый дизайн с 3 полосками у финской компании по производству спортивной одежды Карю за 2 бутылки виски и сумму, эквивалентную 1600 евро. 234. В 2013 году 30-летняя женщина из Новой Зеландии умерла из-за сердечной аритмии, вызванной ее привычкой выпивать до 10 литров Кока-Колы в день. 235. Только после долгих уговоров мама Уолта Диснея смогла убедить его отца, Элиаса Диснея, купить сыну набор цветных карандашей и упаковку бумаги для рисования. Элиас категорически не одобрял этого занятия, считая, что мальчику положено заниматься тяжелым физическим трудом, а не рисунками. Даже когда Уолт вырос и его студия прославилась на всю страну, его отец продолжал считать анимацию ненастоящей работой. 236. В 1950-х годах игровая компания Nintendo владела сетью любовных отелей с почасовой оплатой за номера. 237. В Японии есть сакай-я, корпоративные вышибалы. Это особый вид рэкетиров, часто связанных с якудза, чья задача вымогать деньги у компаний, угрожая их собственникам и руководителям, публичным унижением на ежегодном собрании акционеров сакаи. 238. В результате первичного публичного размещения акций Microsoft в 1986 году и последующего роста их стоимости в мире появилось 3 долларовых миллиардера и около 12 тысяч долларовых миллионеров. Все они были сотрудниками или партнерами компании и владели ее акциями. 239. В 1961 году Джеймс Монаган, соучредитель Domino's Pizza, отдал 50% акций компании своему брату и партнеру Тому в обмен на поддержанный Volkswagen. В 1998 году Том Монаган продал компанию за $1 миллиард, сохранив при этом 27% акций. 240. Название компании Альфа-Ромео происходит от объединения двух итальянских автомобильных компаний. В 1910 году в Милане была создана компания под названием Альфа Анонима Ломбардо Фабрика Автомобили, которая занималась производством автомобилей. В 1915 году компанию купил инженер Никола Ромео, после чего название было изменено на Альфа-Ромео. Никола Ромео сделал ставку на производство высокоскоростных автомобилей, которые имели большую популярность в Италии и за ее пределами. Альфа-Ромео была одной из наиболее известных и успешных автомобильных компаний в истории и остается популярным брендом в наши дни. 241. В 2013 году Nike удалила со своего сайта рекламный ролик с паралимпийским бегуном Оскаром Писториусом и слоганом «Я это пуля в патроннике» после того, как его обвинили в том, что он застрелил свою девушку. 242. Как и казино, торговые центры намеренно спроектированы таким образом, чтобы дезориентировать посетителей и заставить их потерять чувство времени и пространства. Это располагает к спонтанным покупкам. 243. Историю про массовое самоубийство леммингов «Белая пустошь», получившую Оскар как лучший документальный фильм 1959 года,
сочинил Дисней. На самом деле для съемок финальной сцены «Леммингов» просто сталкивали со скалы метлой. 244. В Италии есть сырный банк. Сыроделы сдают в банк пармезан, один из самых дорогих сортов сыра, в качестве залога. Под залог сыра производители получают кредит, а пока они его погашают, сыр дозревает в хранилище банка. Если кредит не возвращается, банк продает сыр самостоятельно. В банке хранятся 300 тысяч голов сыра и оцениваются в $200 миллионов. 245. В 2020 году японские исследователи нашли в Антарктиде банку Coca-Cola, пролежавшую там более 50 лет. Банка оказалась очень редкой, такой старинной банки не было даже в коллекции самой компании. 246. Существует северокорейская международная сеть ресторанов под названием Пхеньян. 247. Настоящая Покахонтас, индейская принцесса, ничуть не походила на образ, созданный студией Дисней. 248. Название японского бренда спортивной одежды и обуви ASICS – это аббревиатура латинской фразы Anima Sana in Corpore Sana – здоровая душа в здоровом теле. 249. Мафия является крупнейшим бизнесом Италии. Ориентировочная прибыль, получаемая мафиози, составляет более $90 миллиардов в год. 250. Более 20 миллионов евро в эквиваленте заработали предприимчивые нидерландские бизнесмены всего за одну ночь, и все благодаря тому, что после Второй мировой войны Нидерланды оккупировали небольшую часть территории Германии, на которой располагалась деревушка Эльтен. В 1963 году было решено вернуть эту территорию обратно Германии, и дельцы придумали такой план. В ночь на 1 августа, когда должна была официально состояться смена юрисдикции, нидерландские бизнесмены заполонили Эльтен фурами с товаром, кофе, маслом и другими продуктами и вещами, стоившими в Германии значительно дороже, чем в Нидерландах. А утром машины уже были на немецкой земле, так что и пошлины за импорт платить не пришлось. Реализовав свой товар, хитрые дельцы положили в свои карманы миллионы. 251. Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку в голливудских фильмах по комиксам Marvel, так боялся этой роли, что был вынужден посещать психолога и пройти курс терапии, чтобы решиться. Эванса пугало общественное внимание, а также обязательство играть Капитана аж в 10 фильмах франшизы. 252. Придорожный торговец в Пхичибуре, Таиланд, разработал собственный уникальный гриль из 1000 зеркал, фокусирующих солнечный свет. Курица в таком гриле готовится примерно за 12 минут, а самое приятное – солнечный свет, используемый в качестве топлива, абсолютно безопасен и ничего не стоит. Изобретательный торговец работает на своем гриле уже 20 лет. 253. Уолт Дисней рекордсмен по количеству Оскаров. Он выигрывал премию 22 раза. 254. В 2013 году Mauve и Victoria's Secret представили бюстгальтер Royal Fantasy, состоящий из бриллиантов, рубинов, желтых и синих сапфиров, общим весом 1540 карат и стоимостью $10 миллионов. 255. В 2000 году в ходе исследования, заказанного компанией Guinness, было обнаружено, что ежегодно около 160 тысяч пинт напитка Guinness теряется в усах потребителей. 256. Греческое слово «пепсикола» переводится как «из пищеварительного тракта», оно образовано от слова «пепси» с пищеварения. 257. В 2009 году британская сеть магазинов WH Smith рекламировала книгу о Йозефе Фрицли, продержавшем свою дочь взаперти в подвале 24 года, в качестве подарка ко Дню Отца. Позже представителям сети пришлось извиниться за эту акцию. 258. В китайских Макдоналдсах вместо части стульев установлены велотренажеры, крутя педали на которых посетители могут зарядить телефон. 259.
В 2014 году GM отозвала с рынка 800 тысяч автомобилей с неисправностью в системе зажигания, о которой компании было известно с 2005 года, но которую не исправляли, потому что, цитата, «слишком дорого». От этой неисправности погибли 124 человека. 260. Компания Disney планировала снять фильм по мотивам игры The Sims, но отменила проект после того, как фильм «Кредо убийцы» по игре Assassin's Creed провалился в прокате. 261. В Канкуне, Мексика, есть клуб Коко Бонго из знаменитого фильма «Маска». Он принадлежит Джиму Керри. 262. Актер Пол Уинчелл, озвучивший тигру в диснеевском Винни-Пухе, изобрел искусственное сердце. 263. Знаменитый баскетболист Шакил О'Нил успешный инвестор. Он был одним из первых инвесторов Google и Apple, а также планировал инвестировать на раннем этапе в компанию Starbucks, но отказался от этой идеи, потому что не любит кофе. 264. До конца 1960-х годов мужчин с длинными волосами не пускали в Диснейленды. Сотрудники останавливали их у ворот и вежливо сообщали, что их внешний вид не соответствует дресс-коду парка. 265. Coca-Cola продает более 1,9 миллиарда бутылок различных напитков в день. 266. Продав американской фирме .tv десятилетние права на использование домена TV, государство Тувалу увеличило свой национальный доход в 3 раза. 267. В 2015 году 19-летний парень по имени Budweiser был арестован за вторжение на частную территорию пивоварни Budweiser в Сент-Луисе, США. 268. В Израиле закон запрещает называть кетчуп Хайнс кетчупом, поскольку в нем недостаточно томатов. Изучив состав кетчупа в лаборатории, местные эксперты пришли к выводу, что он содержит всего 21% томатного концентрата вместо требуемого количества 41%. 269. В Пентагоне работает кофейня Starbucks, в которой, в отличие от всех остальных Старбаксов, в целях безопасности у вас не станут спрашивать имя, чтобы написать его на стакане. 270. Дэниел Крейг до конца жизни может бесплатно ездить на любой из моделей Aston Martin, включая редкие гоночные автомобили. Автомобильная компания предоставила актеру такую возможность за преданность роли Джеймса Бонда. 271. В рамках продвижения на рынок мультфильма «Смурфики» представители компании Sony уговорили жителей испанской деревушки Хускар перекрасить дома в ярко-голубой цвет, сделав из нее деревню смурфиков. Деревня, состоящая из домов в традиционном для региона стиле Пуэбло-Бланко белоснежного цвета, стала выглядеть настолько симпатично и сказочно, что жители решили оставить голубой цвет навсегда, тем более, что он привлекает множество туристов-поклонников смурфиков. 272. В самой дорогой компании мира, AT&T, в 1964 году работало 758 611 сотрудников. В самой дорогой компании мира сегодня, Apple, работает около 137 тысяч сотрудников. 273. Некоторые автомобили марки Ford, предназначенные для сбыта в США, производитель снабжает кодовым цифровым замком, помимо обычного. Эта опция очень удобна в случае, если, например, вам нужно передать машину другому водителю, ключ остается в салоне, автомобиль запирается на кодовый замок. К сожалению, для других рынков такая опция недоступна. 274. Начиная с 2007 года все грузовики, принадлежащие Макдональдс в Великобритании, заправляются отработанным растительным маслом из своих ресторанов. 275. Клиенты магазина IKEA, осознавая длину и запутанность пути, на котором разложены товары, когда видят нечто, что им нравится, начинают понимать, что если они не возьмут это сейчас, то вернуться назад будет достаточно сложно. 276.
В Гонконге и Японии есть Мак-беженцы, люди, живущие в Макдоналдсах. Несмотря на крайнюю степень бедности, многие из них имеют собственное жилье и низкооплачиваемую работу, однако их жилищные условия намного хуже, чем в Макдоналдсе, где есть горячая вода и бесплатный Wi-Fi. 277. Когда одна из новых моделей Jeep стала продаваться хуже предшествующих, компания пригласила известного маркетолога Клотера Раппе, который предположил, что дело в фарах. Сменив круглые фары на прямоугольные, машина утратила сходство с лошадью, за которой ее любили поклонники марки. Когда фары опять стали круглыми, продажи вернулись на прежний уровень. 278. Zara производит 450 миллионов единиц одежды в год. Это самый крупный производитель одежды в Европе. Ежегодно дизайнеры компании разрабатывают 40 тысяч новых моделей одежды всех видов, от обуви до пуховиков. 279. В год продается примерно 100 миллионов Библий, что делает ее самой продаваемой книгой в мире. 280. Эти котлеты производят из переработанных говяжьих туш, при этом в одном бургере может содержаться мясо сотни коров и даже более. 281. iPhone, книги о Гарри Поттере и кубик Рубика – самые продаваемые товары за всю историю человечества. Кто бы мог подумать? 282. Китайские фабрики иногда маркируют свои товары «сделано в КНР» из-за плохой репутации Китая. Словосочетание «сделано в Китае» во всем мире ассоциируется с очень плохим качеством товара. Поэтому производители хитрят, заменяя Китай на менее очевидное КНР. 283. Компания Nintendo была основана в 1889 году. Изначально Nintendo производили игральные карты. 284. Немецкие палачи продавали части тел в качестве лекарства. Между 1600 и 1800 годами палачи в Германии наладили своеобразный бизнес по продаже частей тел, которые суеверные люди покупали для лечения различных недугов. 285. До 1990 года картофель фри в Макдоналдсе жарили на говяжьем жире. В 90-е говяжий жир стал считаться вредным, и с тех пор картошку фри жарят на менее вредном растительном масле. 286. Компания Kodak сняла с производства свою знаменитую фотопленку Kodachrome в 2009 году. Последняя выпущенная катушка этой пленки была подарена фотографу, сделавшему знаменитый на весь мир портрет афганской девушки Стиву Макари. 287. Фредерик Баур так гордился своим изобретением, что захотел быть похороненным в нем. Баур скончался в мае 2008 года в возрасте 89 лет, и его дети исполнили эту просьбу. Его прах был разделен между парой урны упаковка из-под Принглс. 288. Модель Барби с волосами до пят – самая продаваемая кукла за все времена. Барби из серии Totally Hair Барби с волосами длинными, как у русалки, свела мир с ума. Продавались куклы с накладными прядями, которые можно было стричь, куклы с набором, позволяющим наносить трафаретные рисунки на волосы и тому подобное. 289. Духи Chanel номер 5 являются самыми продаваемыми духами в мире. По всему миру их покупают, в среднем, каждые 55 секунд. 290. Самая старая действующая компания в мире существовала 1429 лет. Это японская строительная компания, специализировавшаяся на постройке буддийских храмов. Она была основана в 578 году, через 40 лет после того, как буддизм проник в Японию. Компания существовала почти 1,5 тысячелетия и обанкротилась в 2007 году. 291. У Gwyneth Paltrow есть сайт, который оценивается в $250 миллионов. Этот сайт, Goop, представляет собой наполовину издание, посвященное теме образ жизни, наполовину магазин.
ГУП публикует статьи на темы здоровое питание, психология, путешествия, обзоры модных новинок и тому подобное. К сожалению, ГУП печально известен как распространитель лженаучных идей, популяризирующий и продающий гомеопатические лекарства, БАДы и другие средства с недоказанной эффективностью. 292. Если в компании узнают, что кто-то из игроков, которым Adidas оказывает спонсорскую поддержку, подался в саентологию, эта поддержка тут же прекращается. 293. Огромное количество людей связывает запах шоколадных конфет с атмосферой свидания, выяснило исследование 2013 года. Если в книжном магазине витает шоколадный аромат, покупатели чаще предпочитают любовные романы книгам других жанров. 294. В 1913 году доход России от торговли сливочным маслом за границей был на том же уровне, что и от добычи золота. 295. Эффект IKEA, когда вы делаете что-то своими руками, вы цените это больше. Этот психологический эффект был открыт во время исследования, изучавшего, как люди относятся к предметам, собранным вручную, конструктору Лего, мебели IKEA и фигуркам оригами. Оказалось, что такие предметы мы склонны ценить выше, чем то, что было куплено уже готовым. 296. IKEA дает название мебели согласно шаблонам. Основатель IKEA Ингвар Кампрад был дислексиком, это означает, что у него были трудности с чтением и распознаванием слов. Ему хотелось облегчить для клиентов процесс запоминания названий, и он разработал ряд шаблонов для именования товаров. Например, все икеевские диваны названы в честь шведских городов, кровати носят названия местечек в Норвегии, кухонные столы – это достопримечательности Финляндии, стульям присвоены мужские имена и так далее. 297. Форест Марс, сын основателя компании Марс, разработал метод, позволяющий добавлять каплю жидкого шоколада в твердую оболочку из сахарной глазури, что привело к изобретению маленьких шоколадных конфеток, которые стали продаваться в Нью-Джерси в 1941 году. Некоторое время спустя Марс связался со своим приятелем Брюсом Мури, сыном основателя компании по производству шоколада Hershey's. Два наследника сладких империй договорились о совместном проекте по производству и продвижению маленьких шоколадок. Бренд получил название, образованное первыми буквами фамилий партнеров М и М, а сами конфеты стали делать из шоколада Hershey's. К сожалению, 8 лет спустя, в 1949 году, друзья сильно поссорились, в результате чего Марс выкупил свою долю в компании. Партнерство, продлившееся меньше десятка лет, осталось увековечено в названии бренда, которое не стали менять. 298. IKEA – это аббревиатура от Ингвар Кампрад Эльмтарит Агунарит. Ингвар Кампрад – имя основателя IKEA, Эльмтарит – название фермы, на которой он вырос, а Агунарит – название деревни, в которой была эта ферма. 299. Вместе с Адольфом Даслером в семейном бизнесе Adidas трудился его старший брат Рудольф. Но в 1948 году братья ссорятся и делят на тот момент практически развалившийся бизнес. Адольфу достается фабрика Adidas, а Рудольфу Руда. Впоследствии фирма Руда поменяет свое название на Puma. 300. Первую машинку для пошива обуви Adidas Адольф Даслер сделал из велосипеда, а подошва первых кроссовок Adidas сшивалась из автомобильных покрышек. 301. Reebok бренд, принадлежащий Adidas, а вовсе не самостоятельная компания. 302. Название Adidas образовано от имени основателя Адольф Даслер. Пишется всегда со строчной буквы. 303. Adidas – немецкая компания, а не американская. Основана в 1925 году. 304. Первый в истории iPhone выпустили не Apple. Cisco выпустила на рынок продукт под торговой маркой iPhone всего лишь за 22 дня до презентации Apple, на которой Стив Джобс представил свой смартфон. Cisco обратились в суд, но компании смогли договориться,
и каждой из них было разрешено пользоваться брендом iPhone. 305. В Сингапуре можно купить автомобиль в торговом автомате. 15-этажный торговый автомат в местном дилерском центре наполнен такими марками машин, как Ferrari, Bentley и тому подобное. 306. Когда в компании Ferrero в 1970 году решали, как назвать новые мини-конфеты с мятным вкусом, которые планировалось продавать в оригинальных маленьких коробочках, было решено не давать им названия с характеристикой аромата – мятными или апельсиновыми. Вместо этого, как рассказывает бренд на своем сайте, конфеты назвали в честь звука, щелчков, которые упаковка издает при открытии и закрытии. Похожи ли эти звуки на слова «тик» и «ток»? Если вы любите эти конфеты, поставьте эксперимент над коробочкой и проверьте сами. 307. Знаменитый икеевский одноевровый завтрак больше не подают в Голландии. Он привлекал слишком много клиентов и вызывал большие пробки на шоссе. 308. Чипсами называется блюдо из тонко нарезанного и обжаренного картофеля. В последнее время распространилась тенденция называть чипсами и другие продукты, фрукты и овощи нарезанные, тонкими ломтиками и либо обжаренные, либо подсушенные. Однако продукт марки Pringles и некоторых других брендов делается из картофельных хлопьев, специально подготовленных и просушенных перед обжаркой, к тому же с добавлением пшеницы. Технически это не чипсы, а картофельные вафли. На американской версии упаковки, например, нигде не указано, что это чипсы. 309. Главный дизайнер айфонов и другой техники Apple однажды создал ювелирное изделие. Джонни Айв и его коллега Марк Ньютон объединились с производителем драгоценных камней, чтобы создать уникальное кольцо из цельного бриллианта. Оно было продано на Сотбис за $256 тысяч. 310. В США, в городе Седона, есть Мак с голубыми арками, точнее бирюзовыми. Они выглядят непривычно и странно, и делают этот ресторан единственным в своем роде. Компания была вынуждена сделать арки именно такими, потому что в этом штате действует очень строгий закон относительно внешнего вида новых зданий и вывесок. Они не должны конфликтовать с естественными природными объектами. Так, власти решили, что красный цвет лого Мака будет плохо смотреться с окрестными красноватыми скалами. А вот бирюзовые хорошо впишутся. То, что арки у этого ресторана иного цвета не наносят никакого урона компании, наоборот, все хотят отобедать в необычном Макдоналдсе. 311. Даже такие невероятно талантливые мультипликаторы, как в Disney и Warner Bros., не могут нарисовать своих персонажей просто из воздуха. Они, как и многие другие профессиональные аниматоры, часто используют зеркала, кривляясь и перерисовывая свои эмоции. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими фотографиями, которые это демонстрируют. Выглядит странно, но именно так были нарисованы известные многим мультипликационные персонажи. 312. Стеклянные шарики прыгучие резиновых. Если взять два шарика одинакового размера, один стеклянный, а другой резиновый, и бросить их на поверхность с равной высоты, то выше подпрыгнет стеклянный. Все дело в модуле упругости, более твердый объект при ударе теряет меньше энергии. Вопрос только в прочности. 313. Крупнейший производитель шин. Трудно поверить, но крупнейший производитель шин в мире компания Lego. Она производит 381 миллион единиц шин каждый год, что в среднем на 50% больше ведущих игроков индустрии. Правда, есть один нюанс. Шины Lego делает для своих игрушек, они имеют от 2 до 15 см в диаметре, так что для Goodyear или Michelin это все же не соперник. 314. Лобстеры были едой для бедняков. Сегодня за то, чтобы отведать лобстера, приходится отваливать кругленькую сумму. Но еще не так давно употреблять в пищу этих морских обитателей брезговали, они были уделом бедняков. Даже заключенных старались не кормить лобстерами часто, считалось, что это слишком суровое наказание. 315.
Выбитый зуб может прирасти обратно. Принято считать, что с выбитым зубом придется попрощаться навсегда. На самом деле зуб может прирасти обратно к корню, нужно лишь оперативно вернуть и зафиксировать его в том же положении, в котором он находился изначально. Конечно же, без участия стоматолога тут не обойтись. 316. Каталоги IKEA популярнее Библии. Самая читаемая книга в мире – Библия. Но компания IKEA могла бы легко потягаться с ней в популярности. На пике спроса в 2016 году было напечатано 200 миллионов ее каталога на 32 языках. В документальном фильме BBC отмечалось, что тогда каталог стал самой продаваемой книгой в мире, тираж которой превысил тираж Библии или Корана. Однако в 2020 году легенда ушла, IKEA прекратила выпуск печатного каталога, и теперь он распространяется только в цифровом виде. 317. У настоящего меда нет срока годности. Недавнее открытие археологов подтверждает этот факт. В частности, ученые нашли древнеегипетские сосуды возрастом около 3000 лет, в которых хранился мед. Причем последний оказался неиспорченным. 318. У пингвинов есть колени. Ноги пингвинов кажутся прямыми и короткими, что вроде бы подтверждается их походкой в развалочку. Но на самом деле у пингвинов есть колени, просто они надежно спрятаны под плотным слоем перьев. 319. Макдональдс – властелин игрушек. Это может прозвучать странно, но крупнейший в мире продавец детских игрушек – это Макдональдс. Все благодаря Happy Meal. Эти наборы, в которые входит игрушка, составляют 20% от общих продаж компании в 38 тысячах ресторанов по всему миру. 320. Облака тяжелые, даже очень. Если вы считаете, что фраза «ты легкая», словно облачко, это комплимент, то ошибаетесь. Облака довольно тяжелые штуковины. Исследователи Оксфорда и Геологической службы США вычислили плотность водяного пара в атмосфере, установили средний объем облака и узнали, что одна туча размером в кубический километр весит около 550 тонн. Потому что в облаках куда больше воды, чем вы думаете, а она немало весит. Не верите? Поднимите обычную, 19-литровую канистру с водой для офисного кулера. К счастью, облака все равно могут плавать в воздухе, потому что атмосфера под ними достаточно плотная, чтобы их поддерживать. 321. Деревьев на нашей планете больше, чем звезд в нашей галактике. По оценкам НАСА в галактике Млечного Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд, а вот деревьев на Земле по самым скромным подсчетам более 3 триллионов. 322. Арахис – это не орех. Арахис часто называют земляным орехом, однако это просто народное именование. Любой ботаник подтвердит, что арахис – это не что иное, как бобовая культура. И принадлежит она к тому же семейству растений, что и фасоль. 323. Удивительная история. От казней на гильотине веет чем-то дремучим и средневековым. Тем не менее, многие страны пользовались ей очень долго. Например, последняя экзекуция во Франции датируется 1977 годом. В этот же год в прокат вышел фильм «Звездные войны. Новая надежда». 324. Что у нас общего с носорогами? Носорожий рог – грозное оружие и предмет охоты браконьеров всех мастей. Тем удивительнее, что состоит рог вовсе не из костной ткани, а из кератина. Из этого же белка состоят человеческие ногти и волосы. 325. Комбинаций в карточной колоде больше, чем атомов на планете. Перетасовать колоду из 52 карт можно 8 умноженное на 10 в 67 степени уникальными способами. Это больше, чем число всех атомов, из которых состоит планета Земля и все, что на ней находится. Каждый раз, когда вы тасуете карточную колоду, то наверняка создаете комбинацию, которую Вселенная еще не видела. 326. Университет, что старше империй. Оксфордский университет – один из старейших в мире, и он старше империи ацтеков. Последняя берет начало с основания города Теночтитлан
в 1325 году, тогда как в Оксфорде учили студентов уже в 1096. 327. Животные без пупка. Кому-то это покажется очевидным, но для других станет откровением. У животных, которые откладывают яйца, отсутствует пупок. Такой природный механизм им просто без надобности. 328. Язык тяжелее слона. Синий кит – самое большое животное на планете. Чтобы осознать его размеры, достаточно знать, что один язык синего кита весит больше, чем большинство африканских слонов. 329. Тигры полосатые не только снаружи. Попытаться побрить тигра не самая лучшая идея. Но если бы у вас получилось, то вы бы с удивлением обнаружили, что полосатая у большой кошки не только шкура, но и сама кожа. 330. День на Венере длиннее, чем год. Один венерианский день длиннее, чем венерианский год. Такая странность возникла из-за особенностей движения планеты. Оборачивается вокруг Солнца Венера быстрее, чем вокруг собственной оси. 331. Мамонты и пирамиды. Во времена активного строительства египетских пирамид на планете все еще можно было встретить живого шерстистого мамонта. Последние из них обитали на острове Врангеля и вымерли 4000 лет назад. 332. Между Землей и Луной поместятся все планеты. Если собрать все планеты Солнечной системы и вплотную поставить в ряд, то они легко поместятся между Землей и Луной. Сумма диаметров планет попросту меньше, чем расстояние в 384 400 километров, ровно столько отделяет нас от Луны. 333. Ананасы сдавали на прокат. А вот ананасы, наоборот, когда-то были невероятно дорогими. После того, как Колумб привез ананас в Европу, в 1493 году их даже брали на прокат, чтобы украсить праздничный стол и произвести благоприятное впечатление на гостей. 334. Кешью уникальные орехи. Орехи кешью появляются на свет очень специфическим способом. Они растут прямо из нижней части плода кешью, чем-то напоминающего яблоко или болгарский перец. Орехи собирают, а плоды выбрасывают, у них слишком терпкий вкус, а сок очень сложно отмыть. 335. Неравнодушный дипломат. Японцы во времена Второй мировой войны печально известны невероятной жестокостью. Но были и выдающиеся исключения. Так, японский дипломат Сугихара Сэмпо спас около 6000 литовских и польских евреев, выдавая им японские визы. Делал он это без одобрения властей родной страны. 336. Старейшее животное на планете. Рекорд долголетия принадлежит альдабрской черепахе по имени Джонатан. Джонатан вылупился из яйца в 1832 году и уже дожил до почтенных 189 лет. Вот его раритетная фотография, по оценкам сделанная до 1886 года. 337. Шотландцы обожают единорогов. Национальное животное Шотландии – единорог. Первые упоминания об этом появились более 800 лет назад. Мифическое животное красовалось на гербе шотландского короля Уильяма I. Кельты считают его символом чистоты, невинности и мужественности. 338. Существуют крысы-саперы. Крыс принято считать вредителями и разносчиками различных инфекций. Но африканские крысы, прошедшие дрессировку, активно служат человеку. Они обнаружили тысячи неразорвавшихся мин и бомб, определяют больных туберкулезом и вынюхивают браконьерские трофеи. 339. Bluetooth и викинги. Беспроводная связь Bluetooth названа в честь короля викингов Харальда Синезубова, на что намекает ее название. Но лого Bluetooth – комбинация из двух скандинавских рун, соответствующих первым буквам имени короля. 340. Креветки, с которыми лучше не шутить. Креветки-богомолы могут бить с силой пули. У этих обитателей глубин, которые вырастают до 35 см в длину, один из самых быстрых и мощных ударов в природе. Сила удара передними конечностями, которые еще и довольно острые,
сопоставимо с попаданием пули 22-го калибра. Это помогает им охотиться и защищаться от врагов. 341. Плутон слишком медленный. С момента открытия в 1930-м и по сегодняшний день Плутон все еще не совершил ни одного оборота вокруг Солнца. Полный оборот он делает за 250,6 года. Кстати, в 2006 году, после продолжительных дебатов, Плутон был разжалован до статуса карликовой планеты, хотя в некоторых штатах США он все еще официально считается 9-й классической планетой Солнечной системы. 342. Чтение при плохом освещении никак не влияет на зрение. Врач-офтальмолог Ричард Розен приводит аналогию с фотоаппаратом, который не ломается, даже когда делает снимки в темноте. При недостаточном освещении глаз сохраняет свое здоровье, расширяя зрачок и впуская большее количество рассеянного света. 343. Зажигалку придумали раньше, чем спички. Зажигалка кажется гораздо более сложным устройством, чем обычные спички. Однако ее изобрели на 3 года раньше. Первая газовая зажигалка огнива Дёберинера появилась в 1823 году, тогда как спички в том виде, в котором мы их знаем, лишь в 1826. 344. На Земле существуют бессмертные виды. Медуза Туритопсис натрикула – единственное существо на планете, которое считается бессмертным. Достигая зрелости, она оседает на дно, и в ее теле формируются почки, которые затем развиваются в медуз. Благодаря своему непрерывному жизненному циклу, это существо ученые по праву называют единственным бессмертным на планете. 345. У синего кита настолько огромное сердце, что через его артерии запросто мог бы проплыть человек. Недавно ученым удалось исследовать тело погибшего животного, из которого они сумели извлечь орган кровоснабжения. Вес сердца составлял свыше 500 кг при размерах около 1,5 метра. При этом размеры глотки синего кита составляют примерно 10 см в диаметре, то есть не больше обычного столового блюдца. 346. Осьминоги являются обладателями не только 8 щупалец, но и 3 сердец. 347. На каждого человека приходится около 1,6 миллиона муравьев, а общая масса этих насекомых примерно равна массе всех людей на планете. 348. Фэн-шуй – это, помимо всего прочего, еще и искусство правильного выбора места для захоронения. 349. На Сатурне и Юпитере также идут дожди, но не такие, как у нас, а из алмазов. Дело в том, что молнии на этих планетах преобразуют метан в углерод, который, падая, твердеет и превращается в глыбы графита. Последние же в процессе падения превращаются в алмазы диаметром до 1 см. По информации исследователей, на одном только Сатурне за год собирается свыше 1000 тонн алмазов. 350. Ученые представили фото, на котором можно увидеть, как мог бы выглядеть Юпитер, если бы он находился на таком же расстоянии от Земли, как и Луна. 351. Наш организм содержит в себе огромное число бактерий. Если быть точным, то микроорганизмов в нашем теле в 10 раз больше, чем клеток. 352. Вероятность того, что в любом произвольном стакане воды окажется молекула воды, побывавшая некогда в динозавре, составляет, по подсчетам ученых, почти 100%. 353. Франкенштейн, вопреки ошибочным мнениям, это не монстр, а ученый, который его создал. 354. У человека 7000 вкусовых рецепторов, а у ската их 27 тысяч. Можно себе представить, какое разнообразие вкусов доступно этим рыбам. 355. Золотых рыбок нельзя держать в маленьких круглых аквариумах. Малые габариты таких аквариумов, во-первых, не дают поместить в него фильтр, во-вторых, из засуженной верхней кромки рыбам поступает меньше кислорода, в-третьих, в него невозможно установить внутри обогреватель, что чревато колебаниями температуры воды.
Все это приводит обитателей аквариума к стрессу, а он в свою очередь может снизить иммунитет рыбы, ухудшить ее здоровье и даже довести ее до смерти. 356. Греческого Деда Мороза на самом деле зовут Василий. Новогодний волшебник получил это имя от православного греческого святого Василия Великого. 357. Только индийского слона можно выдрессировать. Африканского же приручить невозможно. 358. На этом фото можно увидеть, чем отличается горящая свеча в обычных условиях на Земле слева и в невесомости справа. 359. Нейробиологи установили, что недосып искажает восприятие эмоций, из-за чего люди могут интерпретировать нейтральное или доброжелательное выражение лица как агрессивное или опасное. 360. Волчье перемирие. Война – это бедствие не только для людей, но и для животных. Во время Первой мировой войны в феврале 1917 года большие стаи волков в поисках пропитания стали мигрировать из лесов Литвы и Волыни во внутренние районы Германии. Миграция проходила через линию фронта, и солдаты были вынуждены вместе отбиваться от кровожадных хищников. В репортаже New York Times за июль 1917 года описывается, как это было в районе Ковна-Вильна-Минск. Волков пытались уничтожить с помощью яда, винтовок, гранат и даже пулеметов. Но все было безрезультатно. Волки, в России они невиданно большие и сильные, были безумно голодными и не обращали внимания на опасность. На месте убитых русскими и немецкими войсками тотчас появлялись новые стаи. В крайних случаях солдаты обеих сторон с согласия своих командиров объявляли временное перемирие и объединяли усилия, чтобы справиться с хищниками. На какое-то время на полях сражений воцарился мир. Волков постепенно окружили и в конечном счете перебили несколько сотен животных. Другие разбежались во всех направлениях, спасаясь от бойни. 361. Эрфуртское болото. В средневековье Европе в городах с канализацией было не очень. Точнее, ее не было совсем. Вместо этого все нечистоты и отходы выбрасывали и сливали прямо на улицы. А в богатых домах делали выгребные ямы прямо под полом. И это никого не смущало, потому что воняло в то время примерно все. Дома, улицы, реки и сами люди. В 1184 году император Священной Римской империи Генрих VI захотел урегулировать конфликт между своими подданными. Людовиком III, ландграфом Тюрингии и архиепископом Конрадом Майнцским. Он решил собрать всех на сейме в Эрфурте, в церкви Святого Петра. Все гости, а именно несколько десятков дворян, рыцари и их прислуга, собрались в одной из комнат над выгребной ямой. Внезапно балки не выдержали, и вся знать упала в заполненный нечистотами подвал. Около 60 человек утонули, в том числе граф Фредерик Абенберский, граф Генрих Тюрингенский, граф Газмар Гессенский, граф Фредерик Кирхберский и Бурхард Вартбургский. Сам император выжил то ли из-за того, что его место находилось на каменном уступе, то ли потому, что вовремя зацепился за окно. После разбирательства выяснилось, что пол проломился из-за того, что зловонные испарения разъели деревянные перекрытия. Это событие получило название Эрфуртское болото. 362. Битва Наполеона с кроликами. Наполеон за всю свою жизнь успел повоевать со всей Европой и даже один раз с кроликами. Эта странная, но милая битва произошла в июле 1807 года, сразу после подписания Тильзитского мира. Император хотел отпраздновать это событие охотой на кроликов и поручил ее подготовку своему начальнику штаба Александру Берти. Начальник подошел к организации с размахом и приобрел для этого около 3000 кроликов. В день охоты зверушек выпустили с двух краев большого поля. Но вместо того, чтобы хаотично и испуганно бегать на радость охотникам, они сбились в два отряда и стали брать участников охоты в клещи. Сначала всем было смешно, но потом, когда кролики стали кидаться под ноги и запрыгивать на людей, как-то не очень. Охотники отбивались от кроликов чем могли, но они не останавливались. В итоге Наполеон
признав свое поражение, отступил на конном экипаже. Почему же кролики напали на людей? Да все просто. Вместо диких зайцев, которые боятся людей и убегают куда глаза глядят, Берти закупил домашних кроликов, привыкших к людям. Поэтому, как только зверушки увидели людей, тут же ринулись к ним в надежде, что их покормят. 363. Покушение на Теодора Рузвельта. За свою жизнь 26-й президент США Теодор Рузвельт пережил 2 покушения. Причем первое было настолько эпичным, будто бы его снимал Квентин Тарантино. В 1911 году Рузвельт решил бороться за 3-й президентский срок и начал предвыборную кампанию. 14 октября 1912 года он собирался выступить с программной речью перед толпой в Милуоки. Но возле отеля Гипатрик на него совершили покушение. Джон Шренк, психически больной анархист, выстрелил ему в грудь из револьвера с 3 метров. Шренка сразу же сбили с ног и выхватили у него револьвер. Толпа хотела растерзать убийцу на месте, но Рузвельт крикнул «Не трогайте человека». Люди, увидев, что с политиком все хорошо, пропустили полицейских, а те скрутили стрелка. Рузвельт спросил у Шренка, зачем он это сделал. Но не дождавшись ответа, попросил офицеров взять Шренка под свой контроль и проследить, чтобы к нему не применили насилие. Пуля не ранила его серьезно, но пробила 50-страничную речь, футляр очков и вошла в грудь на 76 мм. Рузвельт прокашлялся в платок, отметил, что крови нет, а значит, легкое не пробито, и начал свою речь на 1,5 часа. При этом на всем ее протяжении кровь растекалась по рубашке, повергая слушателей в шок и восхищение перед оратором. «Дамы и господа, не знаю, понимаете ли вы, что в меня только что стреляли, но лося так просто не убьешь». Лось был символом прогрессивной партии, которую Рузвельт организовал и представлял в то время. После выступления Рузвельт отправился в больницу, где не стали извлекать пулю, потому что это было опасно. И он ходил с ней до конца жизни. 364. В Средневековье европейцы ели мумий. Зачем? Как лекарство от всех болезней, по советам аптекарей и врачей. Началось все задолго до Средневековья. Арабские и персидские врачи в древности верили, что природный битум, или мум, может лечить переломы, язвы и абсцессы. В VII веке врач Ибн Битар писал, что этого вещества очень много в Египте, где оно сходит с гор к берегам рек и пахнет дегтем. А еще, по его словам, мум можно было найти в черепах и желудках египетских мумий. К XIII веку эти знания распространились по Европе, но из-за какой-то ошибки в переводе лекарством стали считать не природный битум, а сами мумии. Их продавали в виде порошка, кусками и целиком. В XVI веке уже был огромный рынок высушенных тел. Их добывали в Египте, везли продавать купцам в Каир, а те уже продавали мумии в Европе. Причем мумии частенько подделывали, тела недавно умерших людей покрывали природным битумом, высушивали под солнцем и продавали. Только к концу XVII века большинство врачей признали такое лечение шарлатанством. 365. Половина всего ядерного арсенала США находится внутри 14 подводных лодок. Сейчас ВМС США работают над созданием серии атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ПЛАРП в количестве 12 штук, которые должны заменить 14 устаревших действующих подводных лодок класса Огайо. 366. Орлы охотятся на горных козлов, бросая их с обрыва. Вообще орел старается лишить жизни свою жертву любым быстрым способом, но если ему это не удается, то он просто сбрасывает ее со скалы. 367. Эми Ван Дайкен, 6-кратная олимпийская чемпионка по плаванию, страдала астмой с детских лет. Плаванием будущая чемпионка стала заниматься в раннем возрасте по совету врача, чтобы укрепить легкие для предотвращения астматических приступов. 368. Во время Первой мировой войны солдат, проявлявших трусость, расстреливали. Кроме того, солдат за различные проступки могли оштрафовать, заключить на гауптвахту, понизить в звании и так далее.
А еще солдат пароли, но эта мера наказания присутствовала исключительно в русской армии. Лидером же расстрельного списка стала Австро-Венгрия, где было вынесено 1175 приговоров, приведено в исполнение 1148. 369. Первая известная доставка пиццы была произведена королю и королеве в Италии в 1889 году. В 1889 году итальянская королева Маргарита Савойская находилась в Неаполе. Присытившись изысканной едой, венценосная особа пожелала попробовать лепешки, которые ели местные жители. Они ей настолько понравились, что она заказала самому известному в Неаполе мастеру по изготовлению пиц сделать ей пиццы с разными начинками. Королева была в таком восторге от пиццы с помидорами, моцареллой и базиликом, что написала благодарственное письмо повару. Он был так горд этим, что назвал пиццу в честь королевы Маргарита, которая стала известна на весь мир. 370. Pixar добавляет имя каждого ребенка, родившегося в команде в процессе создания фильмов, в список участников в конце фильма. Их еще называют производственными детьми. Традиция размещать список таких детей в титрах появилась в мультфильмах и распространена в основном в этом жанре. 371. До убийства эрцгерцог Фердинанд планировал федерализацию Австрии. Австрийский эрцгерцог, наследник престола, Франц Фердинанд был убит 28 июня 1914 года в городе Сараево, Босния, членами сербской молодежной революционной организации. Жертва теракта была выбрана не случайно. Франц Фердинанд в политике был жестким реалистом. Он еще в 1906 году составил план преобразования дуалистической монархии. Этот проект в случае его осуществления мог продлить жизнь Австро-Венгерской империи, снизив градус межнациональных противоречий. К тому же Франц Фердинанд выступал категорически против превентивной войны с Сербией и конфликта с Россией, поскольку это было бы губительно как для России, так и для Австро-Венгрии. Его устранение развязывало руки так называемой партии войны. 372. В 1980-х годах Нью-Йоркский метрополитен был самым опасным метрополитеном в мире. Каждую неделю здесь совершалось 250 преступлений различной степени тяжести. Очень красноречиво нью-йоркское метро 80-х описал британский писатель и путешественник Пол Терру, по заданию Нью-Йорк Таймс катавшийся по разным направлениям целыми днями, чтобы проникнуться атмосферой подземки. Вот лишь некоторые из его впечатлений. Все исписано, размалевано, подземка испакощена вандалами из конца в конец, воняет в ней так, что хочется надеть на нос прищепку, а шум в буквальном смысле рвет барабанные перепонки, а как там с безопасностью? Спросите любого, и он скажет, что каждый день в метро происходит в среднем по 2 убийства. 373. Бегемоты любят лизать крокодилов. Ученые до конца не выяснили причины такого поведения, но не исключено, что бегемотам нравится находиться рядом с этими кровожадными хищниками. Но почему крокодилы терпят такую наглость? Во-первых, бегемоты сильнее, а во-вторых, они вегетарианцы, поэтому крокодилы делают вид, что им все равно. 374. Королева Виктория использовала одно курительное запрещенное вещество, чтобы справиться с менструальной болью. Это запрещенное вещество издавна использовалось для облегчения болезненных менструальных спазмов. Подобное фитолечение было распространено по всему миру. А учитывая, что личным врачом королевы Виктории был известный популяризатор этого запрещенного вещества Уильям О'Шанесси, этот факт скорее всего не выдумка. 375. НАСА разрабатывает космический корабль, который будет уничтожать астероиды с помощью ядерных взрывов. Основным предназначением этих кораблей будет уничтожение опасных околоземных астероидов гиперзвуковыми или ядерными боезарядами. По словам Кирстена Хоули, руководителя проекта из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе, США, наша главная задача – защитить жизнь на Земле от уничтожения. Астероидная угроза известна не понаслышке. Так,
В результате падения Тунгусского метеорита на Землю в 1908 году были повалены деревья на территории 2150 километров, выбиты стекла в зданиях в нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва. По данным американского космического ведомства НАСА, известно о 5000 потенциально опасных астероидов размером до 100 метров. Общее же число более мелких камней оценивается в несколько десятков тысяч. 376. Молния, упавшая на поле во время футбольного матча в Конго в 1990 году, повредила 11 игроков одной команды, в то время как другая команда даже не получила ранений. И все это случилось за каких-то 10 минут до окончания матча. Оппоненты обвинили болельщиков команды соперников в колдовстве. Также было предположение, что произошедшее стало возможным из-за того, что у пострадавших игроков была синтетическая форма, которая лучше проводит электричество. Но более правдоподобная версия – это конструкция шипов в бутсах футболистов. У пострадавшей команды шипы в бутсах были металлические, тогда как у невредимой команды спортобувь имела резиновые шипы. Но есть и много сомневающихся в том, что подобное случилось на самом деле и не было хорошо разыгранным спектаклем. Кстати, в сети распространен миф о том, что при ударе молнии погибли все 11 игроков. Но это скорее всего миф. Во-первых, в результате удара молнии по футбольному полю пострадало только несколько игроков. Во-вторых, несмотря на официальность футбольной встречи, об этом инциденте ни в одном официальном спортивном источнике, как о ЧП, не сообщается. 377. 19% выпускников средней школы в США не могут читать выше базового уровня. Более того, более 20% взрослых в США с огромным трудом пишут. Это показало исследование международной программы оценки компетенции взрослых под эгидой Министерства образования США. И речь идет не только о мигрантах, а и о коренных американцах, носителях языка с рождения. 378. Чтобы войти в число 10% самых богатых людей в мире, вам нужно всего $93 170. Это если верить отчету Global Wealth Report от научно-исследовательского института Credit Suisse за 2018 год. Институт определяет чистую стоимость или богатство как стоимость финансовых активов плюс реальные активы, главным образом жилье, которыми владеют домашние хозяйства, за вычетом их долгов. 379. В Древней Греции и Риме считалось, что базилик может расти только тогда, когда люди ругаются и кричат при его посадке. В Древнем Египте базилик использовали при мумифицировании. Венки из базилика были найдены в пирамидах. А вот в Древней Греции его называли царской травой. Римляне же, в свою очередь, полагали, что чем больше человек будет есть базилика, тем больше он будет процветать. 380. В мире в данный момент более 40 миллионов людей живут в рабстве. Некоммерческая организация Walk Free в прошлом году представила обновленные данные по количеству порабощенных людей в мире. По оценкам организации, их насчитывается около 40,3 миллиона человек. 381. В 1977 году средняя продолжительность жизни в Камбодже составляла всего 18,91 года. Да, по историческим меркам, это было совсем недавно. Сегодня эта цифра, конечно, гораздо больше. 382. Летаргический энцефалит, также известный как сонная болезнь, представляет собой заболевание, при котором пациент находится в сознании, но не бодрствует. Люди в таком состоянии неподвижны, бесчувственны, безмолвны и лишены общей связи с жизнью. 383. Когда-то считалось, что дети в возрасте до 15 месяцев не чувствуют боли, поэтому врачи проводили операции на младенцах, не давая им анестезии. Также им вводили мышечные релаксанты, чтобы дети не извивались. Как оказалось в последующем, младенцы извивались от боли. Причем, не поверите, это происходило совсем недавно, да и еще где, в 1980-х годах в США,
где уровень медицины к тому времени был уже очень и очень высок. Но главное, эта практика в мире уже закончилась к концу 1970-х. Тем не менее, по каким-то причинам в клиниках США врачи не давали детям анестезию в 80-е. 384. В среднем ежедневно в США пропадают без вести более 2000 детей. И кто сказал, что это страна мира и спокойствия? Согласно статистике, пропадает в среднем по 300 человек в день, более 120 тысяч человек в год. 59 тысяч человек взрослые мужчины, 38 тысяч человек женщины и 23 тысячи дети. Правда, спешим вас успокоить. В первые несколько месяцев находится до 80% пропавших взрослых и до 90% несовершеннолетних детей. 385. Фосфорорганические соединения, такие как газообразный зарин, действуют, подавляя способность мышц расслабляться. Таким образом, ваши мышцы сжимаются, но не могут расслабиться, вызывая спазмы каждой части тела, пока вы не задохнетесь. К сожалению, несмотря на запрет на использование химического оружия в мире, риски, что кто-нибудь использует химическое оружие, огромны. И это в 21 веке. Удивительно. 386. Почти 10% убийств остаются нераскрытыми. Недавно эта цифра была еще ужаснее: 33,1%. Следственному комитету РФ в последние годы удается сокращать число убийств, которые остаются нераскрытыми, убийства, произошедшие с 1990 по 2000 год. Для примера, на момент создания Следственного комитета России официально было зарегистрировано более 80 тысяч нераскрытых убийств. По состоянию на 2015 год этот ужасный список сократился до 4000. В настоящий момент таких убийств еще меньше. 387. Взрослые зубы малыша находятся прямо под глазами. До выпадения верхних молочных зубов у детей некоторые взрослые зубы находятся практически под глазами. 388. Один тигр убил в Индии и Непале 436 человек. Речь идет о печально известной чемпавадской тигрице, которая была убита в 1907 году. По некоторым сведениям, эта тигрица убила 436 человек. 389. Дефицит витамина D может вызвать мысли об уходе из жизни. Согласно исследованию, у многих подобных пациентов врачи обнаруживают дефицит витамина D, связанный с провоспалительным статусом в крови. Низкие уровни витамина D могут играть роль в психических расстройствах, так как перекрестные исследования показывают связь между дефицитом витамина D и депрессией, шизофренией и психотическими симптомами. 390. Когда люди с грудными имплантатами кремируются, имплантаты превращаются в липкие вещества, что требует дополнительной очистки. Грудные импланты превращаются в желатиновую слизь, которую нужно потом убирать из печи. 391. Вы будете удивлены, как просто можно создать ложные воспоминания. Это значительно проще, чем вы думаете. 392. Существуют штаммы бактерий, которые устойчивы ко всем известным антибиотикам. Например, ученые обнаружили устойчивую супербактерию, которая распространяется в США. Речь идет об энтеробактериях, входящих в большое семейство различных типов микробов, бактерий, которые обычно вызывают инфекции в медицинских учреждениях. 393. В 1800-х годах зубные протезы делались из зубов погибших солдат. Да, этот факт пугает, но он реален. В начале 1800-х годов стоматология, какой мы ее знаем сегодня, была еще в зачаточном состоянии. Разрушение зубов касалось не только бедных слоев населения. Богатые люди также имели плохие зубы. В итоге медики вставляли богатым людям протезы, сделанные из зубов погибших солдат. Например, на поле битвы при Ватерлоо было собрано множество зубов для изготовления протезов для богатых господ. 394. Химический компонент, придающий малине ее аромат,
распространен в газопылевом облаке Стрелец-Б2. В ходе последнего исследования астрономы проанализировали тысячи сигналов от Стрельца-Б2, огромного пылевого облака в центре нашей галактики. Хотя им не удалось найти доказательства наличия аминокислот, они все же нашли вещество под названием этилформиат, химическое вещество, отвечающее за аромат малины. Таким образом, если бы мы могли попробовать это пылевое облако, оно бы показалось нам отдаленно похожим по вкусу на малину. А по запаху оно должно напоминать ром. Это неожиданное открытие стало результатом многих лет исследований астрономов, которые наблюдали за огромным космическим шаром при помощи своего 30-метрового радиотелескопа, ища сложные молекулы, жизненно важные для жизни. Кстати, знали ли вы, что в каждой из ягод малины содержится 68 химических соединений разной сложности? 395. Если бы мы могли убрать пространство из атомов, все человечество поместилось бы в яблоко, по другим подсчетам в кубике сахара. Все дело в том, что большая часть атома – это попросту пустое пространство. 396. Самая низкая температура, достигнутая учеными на Земле. Самая низкая температура на Земле была зарегистрирована в лаборатории в 2003 году. В сентябре 2003 года ученые Массачусетского технологического института объявили, что смогли охладить облако атомов натрия до рекордных 0,45 нанокельвина. Ранее ученые из Хельсинского технологического университета в Финляндии в 1999 году достигли температуры 0,1 нанокельвина в куске металлического родия. 397. Самый большой живой организм в мире – гриб. Что за создание вы представляете, услышав словосочетание «самое большое живое существо в мире»? Слона, синего кита или огромного кальмара? Это все мелочь по сравнению с настоящим царем природы. Встречайте опенок. Опенок темный, растущий в лесном заповеднике Малур в штате Орегон, США, самый большой живой организм на планете Земля. Плодовые тела гриба, те самые шляпки на ножках, это всего лишь наружные половые органы, разбрасывающие споры для размножения. Сам гриб скрывается под землей. Его мицелий, то есть грибница из тонких живых нитей, опутывает корни целого леса. Гриб занимает больше 910 гектаров и весит 35 тысяч тонн. И ему 8 тысяч лет. Все это время он рос, паразитируя на корнях деревьев. И если бы гриб захотел захватить мир, его не остановили бы ни Конг, ни Годзилла вместе взятые. Но, к счастью, опенок довольно флегматичен и людьми не питается. Возблагодарим же за это природу. 398. Мозг кальмара имеет форму кольца, потому что пища, которую он ест, проходит через его мозг, как часть пищеварительной системы, то есть его мозг является частью пищеварительной системы. 399. Блоха разгоняется быстрее космического корабля. Блоха прыгает на 8 см за 1 миллисекунду. Каждый ее прыжок обладает ускорением, в 50 раз превышающим ускорение космического корабля. 400. Площадь легкого у человека равна до половины площади теннисного корта. Учеными было высчитано, что общая площадь внутренней поверхности легких у взрослых людей колеблется от 30 до 100 квадратных метров. Если перевести числа в более наглядный формат, то окажется, что общая внутренняя поверхность легких будет равна половине площади одной стороны теннисного корта. Стоит отметить, что площадь теннисного корта для одиночной игры составляет 195,87 квадратных метров. 401. Одно из самых скользких веществ на планете – синовиальная жидкость в колене. Внутрисуставная, синовиальная жидкость является густой эластичной массой, прозрачной, с желтоватым оттенком, которая заполняет суставную полость. Она обеспечивает мягкое скольжение поверхностей суставов, подвижность и расположение костей и суставов, является источником напитывания для хрящевой ткани. Когда ее недостаточно, кости и хрящи начинают тереться друг о друга, что провоцирует их разрушение и ускоряет изнашивание с болевыми ощущениями.
402. Согласно исследованию, проведенному в Оксфордском университете, было обнаружено, что лучеперые рыбы-брызгуны, таксотида, могут распознавать человеческие лица. Показатели точности составили 80%. 403. Мы можем, так сказать, слышать эхо большого взрыва. Иными словами, звуковые волны большого взрыва все еще распространяются в космосе спустя примерно 13,77 миллиарда лет. То есть это говорит о том, что мы можем слышать рождение Вселенной. Но как может быть слышен звук в безвоздушном пространстве? Ведь, как известно, в космосе звуков не слышно. Тем не менее, некоторые звуки все же распространяются по Вселенной, хотя человек без помощи аппаратуры услышать их не может. Речь идет об инфразвуках с очень большой длиной волны и очень низкой частотой, которые могут распространяться в облаках межзвездной пыли и газа. 404. У мужчин может быть генетическая предрасположенность к зачатию только мальчиков или только девочек. Учеными было замечено, что у мужчин с сестрами в семье статистически рождается больше дочерей, а у мужчин с братьями больше мальчиков. 405. Рыба вида лучеперых Криптотера самикала, обитающая в Таиланде, может лазить по скалам. Криптотера самикала — единственная рыба на свете, которая может ходить, используя свои плавники так же, как рептилии используют свои конечности. Ученые даже проводили обширное исследование, объясняющее феномен хождения рыб. Неужели это очередной виток эволюции, и рыбы вновь выйдут на берег? 406. Французский инженер-оптик Паскаль Кот в 2015 году нашел под портретом Моны Лизы Леонардо да Винчи второй портрет этой же женщины, и не только его. Кроме того, далее было выяснено, что полотно переписывалось целых 4 раза. Исследование, вероятнее всего, продолжится и далее. 407. Тесная дружба, которую устанавливают между собой самцы шимпанзе, помогает снизить уровень стресса в повседневной жизни и в конфликтных ситуациях. Это выяснила группа приматологов из Института эволюционной антропологии Макса Планка. 408. Поскольку Эйфелева башня сделана из металла, летом и зимой ее высота отличается. Изменение происходит примерно от 13 до 17 сантиметров. 409. Верхушка Останкинской башни может отклоняться на 12,5 метров. Именно такое максимальное отклонение заложено при проектировании. Оно может быть достижимо при скорости ветра в 44 метра в секунду, это почти 160 км в час. Впрочем, максимальное отклонение шпиля было зафиксировано через несколько лет после постройки и составило 5 метров при скорости ветра, 35 метров в секунду, 126 км в час. 410. Частое употребление кофе может вызвать уменьшение размера груди у женщин. Если вы пьете 3 чашки кофе в день, со временем вы можете заметить уменьшение груди. Причина этого на самом деле очень проста. Кофе сжигает жир, а большая часть ткани груди – это жир. 411. Наш мозг тратит энергию, аналогично энергии 10-ваттной лампочки, как во время сна, так и во время бодрствования. Как известно, мозг расходует больше энергии, чем любой другой орган в организме. В среднем на него уходит до 20% трат всей энергии, полученной из еды. 412. Желудочный сок способен растворять бритвенные лезвия, но почему он не разъедает деликатные стенки желудка? Все дело в том, что слизистая желудка полностью обновляется каждые 4-5 дней. Как только этот процесс перестает происходить, например, в случае смерти, сок достаточно быстро начинает разъедать желудок. 413. В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном Пути. 414. Так клубника ягода или нет? Клубника и земляника – это не ягоды, но и не орехи. Они относятся к виду плода, который называется земляничина. Земляничина образована сильно разросшимся цветоложем. Семечки на клубнике и землянике считаются сухими орешками. 415. А чимбораса в Эквадоре?
Эверест далеко не самый удаленный от центра Земли. Вершина Чимбораса в Эквадоре находится на 2,1 километра дальше, и еще более безумно то, что Чимбораса даже не самая высокая гора в Андах. 416. Какой самый короткий авиарейс в мире? Самый короткий коммерческий полет в мире длился 57 секунд. Это был рейс авиакомпании Лаган Эйр между двумя шотландскими островами Уэстри и Папуа-Уэстри. Тогда был зафиксирован самый короткий коммерческий рейс протяженностью 2,7 километра. 417. Голод в мире не могут победить не из-за того, что еды недостаточно. Бесконечные запасы продовольствия не решат проблему голода в мире. На самом деле у нас более чем достаточно еды, чтобы покончить с голодом в масштабах мира. Проблема заключается в распределении и логистике. 418. Пластиковые фламинго против настоящих кого больше? На Земле существует больше пластиковых фламинго, чем живых. То же самое и в отношении единорогов. Шутка. 419. Человечество быстрее спроектировало атомную бомбу, чем перешло от бронзы к железу. Людям потребовалось больше времени, чтобы перейти от бронзового меча к железному, чем от железного меча к атомной бомбе. 420. Где расположены уши у сверчков? Уши сверчков расположены на ногах. 421. Пожалуй, один из самых странных пистолетов в мире. ЦРУ изготовила пистолет, вызывающий сердечный приступ. 422. У людей крайне развито обоняние на дождь. Люди чувствуют некоторые компоненты запаха дождя, в частности геосмин, входящий в состав петрикора, гораздо лучше, чем акулы чувствуют запах крови в воде. 423. Невероятное умение 20-го президента США. Джеймс Гарфилд, 20-й президент США, мог писать одной рукой по-гречески, а другой по-латыни одновременно. 424. Какое кровяное давление у жирафа? Среднее кровяное давление жирафа составляет около 300 на 190. У них должно быть высокое артериальное давление, чтобы кровь доходила до шеи и насыщала мозг кислородом. Я полностью впечатлен их сердечно-сосудистой системой. 425. Может ли человек съесть самолет? Однажды француз съел целый самолет. Мы рассказывали об этом более детально в видео о рекордах Гиннесса. 426. Одна угольная электростанция производит больше токсичных отходов в год, чем когда-либо производила любая атомная электростанция. 427. Странное свечение утконоса. Утконос светится под черным светом. 428. Самки варанов могут размножаться без самцов. Комодские вараны обычно размножаются половым путем, но известно, что самки в неволе размножаются путем партеногенеза без необходимости использования семенной жидкости. 429. Глаза видят мир не таким, какой он есть, но мозг все исправляет. Наши глаза видят все вверх ногами, но наш разум воспринимает все как надо. 430. Большой штат Техас. Каждый человек на Земле может иметь около 950 квадратных метров в Техасе и оставить остальной мир совершенно пустым. Не то чтобы кто-то хотел этого, конечно. 431. Цвет моркови в прошлом вас удивит. В средние века морковь была фиолетовой. 432. Миндаль практически персик. Миндаль относится к семейству персиковых. 433. Кто древнее, акулы или деревья? Акулы старше деревьев. 434. Откуда берется черный перец на самом деле? Черный перец – это лиана, длиной до 15 метров с воздушными корнями. По мере роста нижняя часть ствола деревенеет, а верхняя устремляется ввысь, цепляясь за стволы и ветви других растений. Плоды округлые односемянные костянки, собраны в соплодие длиной от 8 до 14 сантиметров. Собирая плоды этого растения на разных стадиях зрелости и подвергая разным способам обработки, получают зеленый, белый,
Красные и черные перцы горошком. 435. Различает ли мозг реальное и нереальное? Ваш мозг не может на самом деле отличить воображение от реальности. 436. Какой шанс у человечества исчезнуть в ближайшие 10 тысяч лет? Согласно аргументу судного дня, теореме о конце света, существует 95% вероятность того, что в ближайшие 9120 лет человеческая цивилизация вымрет. 437. Что знаменует собой фильм «Кто подставил кролика Роджера»? «Кто подставил кролика Роджера» знаменует собой единственный раз, когда Микки Маус и Бакс Банни официально появляются в одном и том же месте, в одно и то же время, а также Даффи и Дональд. Экранное время всех персонажей обеих компаний было рассчитано с точностью до кадра, чтобы убедиться, что у них было точно одинаковое количество времени со своими персонажами. 438. Бразилия очень большая. Самая северная точка Бразилии ближе к Канаде, чем к самой южной точке Бразилии. 439. Один факт про баскетболиста Шакила О'Нила. За всю свою карьеру в НБА Шакил О'Нил забросил лишь один трехочковый бросок. 440. Самое горячее место во Вселенной находится на Земле. Как вы думаете, где самая высокая температура во Вселенной? Наверное, вы предположите, что в ядре какой-нибудь звезды. Но нет. Естественно, там жарковато, но есть местечко и потеплее. Абсолютный рекорд температуры был поставлен в 2012 году человеком в Большом адронном коллайдере. Ученые столкнули разогнанные до 99% скорости света тяжелые ионы и получили температуру в 5,5 триллиона градусов Кельвина. Ну или почти столько же по Цельсию, плюс-минус 273 градуса, тут роли не играют. Это число, конечно, далековато от планковской температуры Вселенной в момент Большого взрыва, но тоже довольно значительно. Для сравнения, самая горячая известная звезда, WR-102 Стрельца, нагрета всего-то до 210 тысяч кельвинов. 441. Пингвины испражняются веселящим газом. В 2019 году ученые Копенгагенского университета изучали королевских пингвинов на острове Южной Георгии, это между Южной Америкой и Антарктидой. И вот что выяснилось: пингвины красивые, но, как и большинство птиц, крайне некультурные создания, справляющие нужду прямо там, где живут. Им, конечно, нормально, а вот зоологам некомфортно. Во время обхода пингвиньих кладок приходится все время передвигаться по испражнениям. И это не только противно, но и опасно. Гуана пингвинов содержит множество соединений азота и фосфора. Когда фекалии разлагаются, то выделяют закись азота, то есть веселящий газ. Тот самый, который используют стоматологи для анестезии. Бойл Берлинг, профессор кафедры геологии Копенгагенского университета, заявил: «После того, как ты несколько часов ходишь по колено в пингвиньем гуана, реально начинает ехать крыша. Плохо себя чувствуешь, раскалывается голова. Можешь начать смеяться и видеть глюки». Конец цитаты. Кстати, фекалии пингвинов оказывают некоторое влияние на атмосферу Земли, наполняя ее парниковыми газами. Выбросы азота от одной колонии этих птиц в 100 раз сильнее, чем от сельскохозяйственного поля, обработанного азотными удобрениями. Птицы вырабатывают так много фекалий, что их следы видны со спутников из космоса. Однако, к счастью, пингвинов в мире не так много, чтобы действительно заполнить атмосферу газами. А вот коровы, выпускающие метан, куда более насущная проблема, учитывая темпы развития сельского хозяйства. 442. Ежегодно 162 719 пинт напитка из хмеля Гиннес оседает на бородах. В 2000 году компания Гиннес провела исследование, в ходе которого выяснился весьма печальный факт. Дерматолог Роберт Довер обнаружил, что в среднем человек выпивает пинту за 10 глотков. Если у него имеются усы и борода, на них оседает примерно 0,56 мл напитка. Вычислив среднюю плотность усов и бород и сопоставив ее с количеством небритых мужчин,
а также с продажами напитка, Довер установил, что бородачи Великобритании теряют в год до 162 719 пинт напитка Гиннес, которое бесславно остается у них над губой и в бороде. Это стоит модникам примерно 423 070 фунтов стерлингов ежегодно, или примерно 536 тысяч долларов по курсу на время проведения исследования. Мораль проста: если хотите пить больше этого напитка, брейтесь. Но помните, это вредит вашему здоровью. 443. С точки зрения католической церкви капибара – рыба. Милая зверюшка на снимке капибара – родственник морской свинки. Происходит из Южной Америки. Это дружелюбные создания, которых держат по всему миру как домашних питомцев, а также иногда выращивают ради мяса и шкур. В XVI веке католическая церковь признала мясо этих млекопитающих дозволенным к употреблению во время Великого Поста. Логика была простая: капибара живет в воде, значит близка к рыбам, а рыбу в пост есть можно. Особенно часто капибар едят в Венесуэле. 444. Банан – это ягода. С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей. У культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении. 445. Черепаха реки Мэри в Австралии умеет дышать через задний проход. Илусер микрурус, или черепаха реки Мэри, это эндемический вид короткошеих черепах, обитающих в Австралии. Рептилии эти довольно крупные, их размер достигает 50 сантиметров. На головах и панцире у них часто вырастают водоросли, что помогает маскироваться, поэтому их еще часто называют зеленоволосыми черепахами. Но самая удивительная особенность Илусер микрурус – способность поглощать кислород через клоаку, то есть задний проход. Нет, при необходимости черепахи и нормально дышать умеют, через ноздри. Но когда копаешься на дне в поисках пищи, выставить голову над водой иногда бывает некогда. Решение – поднять зад и дышать через него. 446. В Судане пирамид вдвое больше, чем в Египте. Какую страну, по-вашему, можно назвать государством пирамид? На ум сразу приходит Египет, но это не так. В Судане имеется около 255 пирамид, возведенных правителями Мираитского царства спустя 800 лет, после того, как египтяне перестали строить свои. В Египте же всего 138 пирамид. И пусть суданские, или как их правильнее называть, нубийские пирамиды меньше размером, они тоже богато украшены, хотя и разграбляли их чаще. А южноамериканские индейцы майя, ацтеки, ольмеки и прочие сообща понастроили всего 51 пирамиду. Видимо, это потому, что у них не было обычая городить отдельную для каждого царя, и пирамиды служили храмами, а не усыпальницами. 447. Растущие губы. Второго такого растения нет. Так называемый поцелуй природы является единственным в своем роде, и больше нигде в цветочном мире не встречается ничего подобного. Это психотрия возвышенная, сечотрия лата, цветок в форме алых губ. Глянцевые красные листья являются идеальным привлечением главных опылителей растения бабочек и колибри, которые пьют нектар и передают пыльцу с цветка на цветок. Губы растут в лесах Колумбии, Коста-Рики, Панамы и сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов. 448. Живой лист. То ли сучок. На самом деле это фантастичный плоскохвостый геккон Uroplatus fantasticus. Его длина около 10 сантиметров. Для усиления и без того камуфляжной окраски гекконы немного раскачиваются, напоминая колеблемый ветром листик. В террариуме, где ветра нет, это выглядит более чем забавно. В умении имитировать опавшую листву этим уникальным рептилиям, обитающим в лесах острова Мадагаскар, нет равных. Непревзойденные мастера камуфляжа. 449. Раскрашенные горы. Ландшафтом Данся, по-китайски розовые облака, в Китае называют уникальный тип земной поверхности, для которого характерны песчаники красного цвета и крутые скалы, созданные природой. Разноцветные горы в Китае
сформировались из песчаников красного цвета и конгломератов мелового периода, период от примерно 120 миллионов лет назад до примерно 65 миллионов лет назад. Они хранят в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода. Более подробно об этом месте мы рассказывали в другом нашем видео 90 удивительных природных явлений, в которые трудно поверить. 450. Подземные пещеры Каппадокии. Древние подземные пещеры Каппадокии на территории современной Турции были когда-то заселены. Крутые склоны, выдолбленные в мягком туфе помещения, составляли целый замаскированный, секретный подземный мир. Деринкую, с турецкого глубокий колодец, древний глубокий многоярусный подземный город. Вместе с соседним городом Каймаклы, это один из лучших образцов подземных жилых сооружений. Город построен в период со II по I тысячелетие до нашей эры. Обнаружен в 1963 году и спустя 2 года открыт для туристов. Здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Достигая глубины около 60 метров, 8 ярусов, в древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Ученые полагают, что ныне исследовано лишь от 10 до 15% всей территории города. Здесь имелись все необходимые удобства: жилые помещения, вентиляционные шахты и колодцы, хлева и конюшни, кухни и столовые, пекарни, прессы для отжима масла и винограда, амбары и винные погреба, церкви и часовни, а также мастерские, где изготовлялось все необходимое. Есть сведения, что в подземном городе было даже кладбище. 451. Бабочки 88 и 89. Каликоры – необычные бабочки, обитающие в Центральной и Южной Америках. Их крылья украшают цифры 88 и 89 в зависимости от подвида. Туземцы считают встречу с ней знаком удачи. 452. Вросший велосипед. Этот загадочный велосипед, вросший в дерево, находится на острове Вашон в штате Вашингтон. Говорят, что в 1914 году молодой паренек ушел на войну, оставив своего двухколесного друга прикованным цепью к древесному стволу. Но этот парень так и не вернулся с Первой мировой, а дереву не осталось иного выбора, кроме как расти вместе с велосипедом. Прошли десятилетия, и живое и неживое срослись воедино. Но скептики красивой сказки из американских блогов сопоставляют состояние велосипеда с климатом Вашон-Айленда и говорят, что за 100 лет в дереве остались бы только с трудом опознаваемые куски ржавого металла. 453. Живые мосты. В районе городка Чарапунджи на северо-востоке Индии, который находится на высоте 1300 метров и считается самым дождливым местом на Земле, растут мосты из корней каучуконосного фикуса. Процесс строительства длится 10-15 лет. Живые мосты могут достигать длины 30 метров и выдерживать вес более 50 человек. 454. Ласка, летящая на дятле. В одном из британских парков фотографу удалось запечатлеть удивительную сцену дятла, летящего с лаской на спине. И хотя это смотрелось забавно, в действительности речь шла о выживании дятла. Ласки питаются мелкими грызунами и птицами, и если бы дятел не нашел возможности сбросить хищника со спины, тот перегрыз бы ему горло. Примерно в 20 метрах от наблюдателей птица приземлилась. Освободившись от опасной ноши, дятел взлетел и скрылся в ветвях дерева. 455. Снежные трубы. Эти дымящиеся трубы образуются в суровых районах с вулканической активностью. В арктических районах пар, выходящий из-под земли, замерзает, образуя снежные трубы вокруг вулканического отверстия. Выглядит очень сказочно. 456. Змея не змея, это гусеница. Но в момент угрозы она превращается в змею, умело имитируя ее внешность и движения, втягивая ноги и раздувая голову. Вцепившись задними ножками в дерево, она поднимает переднюю часть тела и изгибается подобно готовящейся к броску ядовитой змее.
Треугольная голова, свирепые глаза и блестящая чешуя – все это создает достаточно угрожающий вид, который частенько отпугивает потенциальных врагов. Кто будет связываться с таким хищником? 457. Козы на дереве. Увиденное на этих фотографиях может показаться фотошопом, но в Марокко действительно живут козы, которые умеют лазать по деревьям. В этой стране мало пастбищ, и голодным животным приходится пастись на деревьях под названием орган. 458. Людей намеренно заражали малярией, чтобы вылечить от сифилиса, а человек, разработавший это лечение Юлиус Вагнер Еурек, получил за это Нобелевскую премию. Чрезвычайно высокая температура при малярийных инфекциях убивала бактерии сифилиса, затем пациентов избавляли от малярии с помощью хинина. 459. Гепарды не умеют рычать, но умеют мяукать, как домашние кошки. 460. Современные калькуляторы обладают большей вычислительной мощностью, чем была у космического корабля Аполлон-11. 461. Рекорд по количеству детей, рожденных от одной матери, равен 69, и принадлежит жене крестьянина Федора Васильева. Годы жизни с 1707 по 1782, Шуя, Россия. За 27 родов она родила 16 пар близнецов, 7 тройняшек и 4 четверни. 462. С 1613 по 1620 год самурай по имени Хасекура Цунэнага совершил путешествие в Мексику, а затем в Мадрид и Рим. Он был послом и последним японцем, официально посетившим Европу, примерно до 1860 года. 463. Жирафы едят кости. 464. Если все люди на планете сыграют в камень-ножницы-бумага попарно, а затем победители друг с другом и так далее, то чтобы занять первое место, нужно выиграть всего 33 раза подряд. 465. Самый длинный промежуток времени между рождением двух близнецов составляет 87 дней. 466. Мы живем во много раз ближе к последнему динозавру, чем первые и последние динозавры друг к другу. Даже разница во времени между тем, когда жили тираннозавры, и тем, когда жили стегозавры, больше, чем между тираннозаврами и нами. 467. Когда впервые измеряли высоту Эвереста, она составила ровно 29 тысяч футов. Было сообщено о 29 тысячах двух, потому что точно 29 тысяч звучали неправдоподобно. В метрах такой проблемы не было. 468. Ирландия была нетоэкспортером продовольствия во время Великого картофельного голода 1845-1849. То есть ее экспорт превышал импорт, несмотря на то, что народ голодал. 469. Во время Второй мировой в Великобритании убрали все дорожные знаки, чтобы при возможном вторжении вражеские войска потерялись. 470. Однажды Мао Цзэдун увидел, как воробей клюет зерно. В целях сохранения урожаев зерна в Китае была развернута кампания по истреблению воробьев. Китайские военные и население уничтожили всех воробьев, которых смогли найти. Но дело в том, что воробьи питаются в основном насекомыми, а не зерном. Популяция саранчи резко возросла, урожаи упали, и это привело к голоду. 471. За последние 3000 лет было всего 268 лет, когда в мире не было войн. 472. Во время Второй мировой войны при изготовлении ракет Фау-2 погибло больше людей, чем при использовании их в военных действиях. 473. Человек с патологическим ожирением может выжить при абсолютном голодании в течение долгого времени, не болея и не чувствуя себя плохо, под тщательным контролем врача. Исследования ведутся с 60-х годов. Есть описанный в 1973 году случай пациента, который с лечебной целью
перешел на 382-дневную голодную диету под тщательным контролем. Он принимал только витаминные и минеральные добавки и пил воду. Скинул с 207 кг до 88 кг и сохранил этот вес. После контрольного осмотра через 5 лет вес пациента составлял 96 кг, то есть стабилизировался. Длительное голодание не имело побочных эффектов. 474. Если бы звук мог путешествовать в космосе, рев Солнца был бы оглушительным, даже если оно находится на расстоянии 149,5 миллиона километров. 475. В масштабе расстояния между ядром и вращающимся по орбите электроном в 16 раз больше, чем расстояние между Солнцем и Плутоном. 476. Не существует хорошего способа подсчитать количество языков в мире. В основном потому, что лингвисты не могут договориться о разнице между языком и диалектом. Лучший современный показатель того, сколько существует языков, это количество переводов христианской Библии. 477. В шахматах существует более 9 миллионов вариантов комбинаций после 3 ходов игроков и 288 миллиардов различных возможных позиций после 4 ходов. В полной игре возможных позиций больше, чем электронов в наблюдаемой Вселенной. 478. Если бы Земля была баскетбольным мячом, то в этом масштабе Луна была бы теннисным и вращалась на расстоянии около 7,5 метра, что намного дальше, чем думает большинство людей. Если бы ядро атома водорода было теннисным мячиком, то электрон находился бы на расстоянии около 2500 метров от него. Нет шара, достаточно маленького, чтобы сравнить его с тем, насколько маленькими были бы электроны в этом масштабе. 479. Компания Nintendo была основана в 1889 году. 480. Колибри — единственная птица, способная летать назад. 481. Исландская версия Дракулы Брэма Стокера подверглась большим изменениям после работы переводчика, который добавил постельные сцены и новых героев. Разницу заметили только спустя 100 лет. 482. Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под электронным микроскопом. 483. Тихоходка – самое живучее существо на Земле, которое может выжить в экстремальных условиях мерзлоты, кипения, облучения и даже космоса. 484. Тот запах, который мы чувствуем, копаясь в земле, на самом деле принадлежит бактериям, обитающим в ней. 485. Дождевые черви имеют 5 сердец. 486. Человеческая ДНК на 50% повторяет ДНК банана. 487. Яйца киви самые крупные, если учитывать размеры птицы. Это как если бы женщина рожала сразу 6-летнего ребенка. А яйца страуса, если учитывать его собственные размеры, самые мелкие. 488. Глаза человека с возрастом немного желтеют, поэтому с каждым годом кажется, что небо уже не такое голубое, как прежде. 489. На спутнике Сатурна Титане гравитация настолько мала и атмосфера настолько плотная, что будь у вас небольшие крылья на месте рук, вы могли бы летать. 490. В стакане воды молекул больше, чем стаканов воды во всех океанах Земли. 491. Реальные траектории космических аппаратов – это сложные эллипсы. 492. Если представить, что Солнце – это клетка человека, то Млечный Путь по размеру будет сопоставим с США. 493. Если вы просверлите тоннель через всю Землю и прыгнете туда, то теоретически на другой стороне вы появитесь через 42 минуты. Конечно, если вы не умрете, что маловероятно. 494. Из космоса вы все еще можете увидеть границу между Восточной и Западной Германией из-за различных лампочек.
495. Площадь России больше, чем площадь всего Плутона. 496. Клеопатра жила ближе к высадке на Луну, чем к постройке пирамид. 497. На вершине Эвереста есть мобильная связь. 498. Мы не знаем наверняка, кто придумал пожарный гидрант, потому что патент на него сгорел в огне в патентном бюро в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1836 году. 499. Нилу Армстронгу пришлось заполнить иммиграционную форму, когда он вернулся в США с Луны. 500. Французский язык был официальным языком Англии более 600 лет. 501. Безумный римский император Калигула однажды принял решение объявить войну богу морей Посейдону, после чего приказал своим солдатам беспорядочно бросать свои копья в воду. 502. Каждые 2 минуты мы снимаем больше фотографий, чем все человечество сняло за весь XIX век. 503. Когда была основана кинокомпания Warner Bros., Османская империя еще существовала. 504. После того, как в 1968 году Стивен Спилберг бросил учебу, он возобновил ее и окончил колледж только в 2002, чтобы выразить благодарность родителям за то, что предоставили ему возможность получить высшее образование. 505. Почти все статьи в Википедии рано или поздно связывают и отсылают вас к философии. 506. Банка обычной колы тонет в воде, а банка диетической всплывает. 507. Если бы человек мог улавливать шумы ниже 20 Гц, то мы могли бы услышать, как двигаются наши мышцы. 508. 1 из 10 исландцев становится автором, имеющим публикации хотя бы раз в жизни. 509. 99% потребляемой микроволновой печью энергии приходится на режим ожидания, а не на нагрев. 510. На флаге Норвегии можно найти флаги 6 стран мира: Индонезии, Финляндии, Нидерландов, Таиланда, Польши и Франции. 511. Существуют алмазы, внутри которых находятся еще одни алмазы. Их называют алмазы-матрешки, и один из них был найден в Якутии. 512. Окончательный перьевой наряд белоголовый орлан приобретает лишь в начале 6-го года жизни. В юном возрасте голова орланов темная, и лишь спустя годы она белеет, на фото одна и та же птица. 513. Человечество ежегодно сбрасывает в мировой океан столько пластика, что к 2050 году вес пластика превысит вес всей рыбы в морях. 514. Тихоокеанское кладбище – это место в океане, где потерпело крушение более 2000 кораблей и погибло более 700 человек. Причина в том, что это место отличается непредсказуемыми погодными условиями, в том числе частыми штормами и туманами. Кроме того, побережье здесь также очень опасно, оно является одной из самых скалистых береговых линий в мире, с частыми сильными приливными волнами, дождями, ветрами и высокими волнами. Несмотря на то, что в настоящее время крушений в Тихоокеанском кладбище стало меньше, тем не менее, ежегодно здесь по-прежнему гибнет несколько человек. 515. С линкоров ас Аризона и ас Юта, пораженных торпедами, в 1941 году в Пёрл-Харборе, все еще вытекает в океан токсичное топливо, и никто не знает, как это остановить. Если не предпринять что-то, топливо будет отравлять воду еще как минимум 500 лет. 516. В Тихом океане есть большое Тихоокеанское мусорное пятно, участок, в котором из-за океанических течений концентрируется попадающий в океан мусор, в основном пластик. Размер пятна от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров, а общая масса мусора более 350 миллионов тонн на 2018 год, и она постоянно растет. 517. Морская гладь Саргассового моря
выше уровня океана на 1 метр. 518. Если удалить всю соль из Мирового океана и распределить по поверхности Земли, высота сплошного соляного слоя превысит 160 метров, это примерно равно высоте 40-этажного здания. 519. На дне Тихого океана, на глубине почти 3000 метров, есть, так сказать, кирпичная дорога. Она имеет естественное происхождение и образовалась в результате древней вулканической активности. 520. Так выглядит Земля со стороны Тихого океана. Фото наглядно показывает, что суша занимает очень небольшую часть нашей планеты. 521. На глубине океана в 1 километр солнечный свет перестает проникать сквозь воду. С этого места и ниже океан погружен в кромешную тьму, а давление такое же, какое испытывал бы человек, стоя на поверхности Венеры. 522. На дне океана покоится около 3 миллионов обломков затонувших кораблей. Самые известные из них – обломки «Титаника», непобедимая армада Филиппа II, флот Хубилай-хана у берегов Японии, а также обломки кораблей Христофора Колумба. 523. По оценкам ученых, ежегодно в океан сбрасывается 14 миллионов тонн пластикового мусора. 524. В центре Тихого океана есть регион, куда по неизвестным причинам ежегодно сплывается огромное количество больших белых акул. Ученые прозвали это место кафе «Белая акула». 525. Если бы все ныне живущее население Земли одновременно оказалось в Мировом океане, уровень воды в нем поднялся бы на 0,3 сантиметра. 526. В 1992 году за борт транспортного корабля в океан упал контейнер, в котором перевозили 28 тысяч резиновых уточек и других игрушек для ванн. Их до сих пор находят у берегов по всему миру. 527. Ошибочно думать, что пластиковый мусор, попавший в океан, будет плавать в нем вечно. Пластиковая бутылка, например, разлагается в морской воде примерно за год. Этому процессу способствует солнечный свет и деятельность бактерий. Например, недавно японские ученые обнаружили вид бактерий, перерабатывающий ПЭТ, самый распространенный в мире пластик, всего за 1,5 месяца. 528. Океан составляет 99% обитаемого пространства нашей планеты. Обычно указывают цифру в 70%, но она относится только к поверхности суши. Если же учесть и глубину Мирового океана, то он занимает фантастические 99% обитаемой Земли. 529. В наше время вода в океанах теплее, чем когда-либо в истории. В 2019 году глобальное потепление привело к повышению температуры в среднем на 0,75 градуса по Цельсию, чем в период между 1981 и 2010 годами, сообщили исследователи. Это произошло потому, что океан поглощает парниковые газы, выбрасываемые в атмосферу из-за деятельности людей. Количество тепла, которое попало в Мировой океан за последние 25 лет, равно 3,6 миллиардам взрывов атомной бомбы в Хиросиме, говорит ведущий автор исследования Ли Цин Ченг, и нам нечем это объяснить, кроме как воздействием антропогенного фактора. Глобальное потепление реально, и ситуация становится все хуже, добавляет соавтор Ченга, Джон Абрахам, профессор термических наук, и повышение температуры океана – это только вершина айсберга. Последствия, которые нас ждут, могут быть весьма плачевными. 530. Океаны покрывают около 70% земной поверхности, но люди изучили пока только 5%. Остальные 95% океана человек никогда не видел. 531. В японском городке Сузами находится самый глубоководный в мире почтовый ящик, расположенный на глубине 10 метров под водой. Несмотря на то, что письма для такого ящика приходится писать специальным маркером на водостойкой бумаге, ежегодно в подводный ящик забрасывают более 1000 посланий.
532. Поскольку морская вода проходит сквозь слои соли, на дне образуются впадины, вода в которых более соленая, чем остальная. Из-за большей плотности она не смешивается с остальной водой, и таким образом образуются подводные озера и реки. 533. В самых глубоких местах океана вода, как правило, имеет температуру от 2 до 4 градусов Цельсия, но возле дна полным-полно гидротермальных отверстий, откуда поступает даже не кипяток. Вода, вытекающая из таких скважин, может достигать 400 градусов выше нуля. Почему же она не вскипает? Из-за огромного давления, которое раздавило бы человека, как муравья, окажись он на такой глубине, ведь оно достигает 8 тонн на квадратный дюйм. Если бы вы оказались под таким давлением, это было бы все равно, что держать около полусотни самолетов на своих плечах. 534. Фитопланктон, водоросли и другие морские фитосинтезаторы ответственны за обновление более чем половины всего кислорода, содержащегося в земной атмосфере. 535. Один из самых громких звуков в истории исходил из океана. В 1997 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований зафиксировало один из самых громких звуков из когда-либо записанных, который они назвали бульк. Звук был настолько громким, что его уловили датчики на расстоянии почти 5000 километров. Изначально ученым казалось, что звук исходит от животного, хотя достаточно большого животного, способного издать такой звук, просто не существует в природе. Спустя 15 лет пришли к выводу, что звук возник в результате ледового землетрясения, когда промерзлая земля трескается под сейсмическими воздействиями. Однако многие ставят это заключение под сомнение, и бульк до сих пор является источником многочисленных теорий заговора. 536. За последние 30 лет высота экстремальных волн выросла в среднем на 5%. Эти перемены могут привести к повышению риска затопления прибрежных городов и размытию почвы. Пиковые значения океанских волн увеличились из-за повышения скорости экстремальных ветров. К такому выводу пришел исследователь из Мельбурнского университета Ян Янг. Вместе с коллегой он создал базу данных соотношения скорости ветра над океаном и скорости океанских волн и обнаружил, что с 1985 по 2018 год их значения выросли на 8% и 5% соответственно. Кажется, что это не так уж и много, но если эти значения будут расти, то цунами будут случаться все чаще и чаще. Пока что воздействие более высоких волн в большей степени ощущают жители прибрежных городов в южном полушарии. Но и жители Северного не застрахованы от возможных цунами и наводнений. 537. После построения Транссибирской магистрали в 1916 году стало возможным проехать от берегов Атлантического океана до Тихого океана на поезде, без необходимости использовать паромные переправы. Это было возможно благодаря тому, что Транссибирская магистраль соединила различные регионы России и обеспечила непрерывное железнодорожное сообщение между Европой и Азией. 538. В 1960-х годах США заключили сделку с Великобританией о покупке незаселенного острова в Индийском океане для размещения военной базы. У Великобритании не было незаселенного острова, поэтому они насильно выселили около 2000 госсов с архипелага Чагас. 539. Где-то посреди Тихого океана есть острова разочарования, названные так в 1765 году британским исследователем Джоном Байроном, обнаружившим, что туземцы относятся к нему враждебно. 540. Волосы отлично впитывают масла, поэтому их используют для сбора попавшей в океан нефти. 541. Морская вода соленая, потому что дожди размывают горные породы. Минералы вместе с дождевой водой стекают в реки и ручьи, а затем в моря и океаны. Кроме того, соль может появляться благодаря химическим реакциям, вызванным подводными вулканами. 542. Около 19 миллионов лет назад в океане
случилось что-то страшное, в результате чего погибло 90% живших в нем акул. 543. Вопреки распространенному заблуждению, морской лед не влияет на уровень моря, поскольку он уже плавает в океане, вытесняя свой собственный вес. Таяние морского льда не поднимет уровень океана, так же, как таяние кубиков льда не вызовет переполнения стакана воды. 544. Капля воды проводит, в среднем, 9 дней в атмосфере, прежде чем упасть обратно на Землю. Если капля упадет в океан, может пройти более 3000 лет, прежде чем она снова испарится. 545. В 2016 году в Национальном аквариуме Новой Зеландии в прибрежном городе Нейпир после технического обслуживания работники забыли закрыть крышку аквариума, в котором находился осьминог по имени Инки. Инки протиснулся наружу, проскользил по полу, залез в сливную трубу, которая, к его счастью, вела прямо в океан, и обрел свободу. Он ушел, даже не оставив нам записки, шутили работники аквариума. 546. В июле 2020 года морские биологи обнаружили в Южно-Тихоокеанском круговороте на глубине 250 метров ниже морского дна аэробные микроорганизмы возрастом 101,5 миллиона лет. Они находились в состоянии, подобном анабиозу. Это самые долгоживущие организмы из когда-либо существовавших. 547. Саргассово море находится в океане и не имеет берегов. 548. Христофор Колумб всю жизнь мечтал отправиться в морское путешествие, чтобы найти короткий путь в Индию, но ему удалось это только к 40 годам, так как никто не хотел финансировать экспедицию. Получив, наконец, финансирование, Колумб, как известно, открыл Америку и рассчитывал, что это открытие обеспечит ему славу и богатство. Однако ему ничего не досталось. Колумбу был обещан титул адмирала Мирового океана и вице-короля всех земель, которые он откроет, но присуждение не состоялось. Денег Колумб тоже не получил. Ему не довелось даже порадоваться своему открытию, ведь он-то считал, что открыл новый путь в Индию, поэтому он и назвал коренных американцев индейцами. Колумб умер в нищете в 54 года. Современники почти не заметили его смерти. Открытый им континент назвали не в его честь, а в честь картографа Америго Веспуччи. 549. Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 1950-х годах проходили ядерные испытания. 550. Чтобы поддержать боевой дух своих войск, сражавшихся на Тихом океане во время Второй мировой войны, британцы построили и отправили им плавучую пивоварню на базе лайнера «Менесюс». 551. Метеоролог Климент Линдли Враги, придумавший давать имена ураганам, называл их в том числе и в честь политиков, которых презирал. По его словам, ураганы, как и чиновники, либо причиняют большие страдания, либо бесцельно бродят над океаном. 552. Почему невозможно построить мост из Европы в Африку через Гибралтарский пролив? Ширина Гибралтарского пролива, отделяющего Европу от Африки, всего 14 километров. Длина недавно построенного Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова, 20 километров. Так почему богатая Европа не может построить себе мост, который облегчил бы сообщение между материками? Африка – это огромный рынок для сбыта европейских товаров, а также она весьма привлекательна для туристов, но через пролив до сих пор плавают на кораблях и паромах. А ведь Гибралтар совсем не широкий пролив, если посмотреть на карту. Может быть, построить туннель, как под Ла-Маншем. Пролив Ла-Манш имеет ширину аж 35 километров, но это не стало препятствием для сообщения между Великобританией и Францией. Выкопали Евротоннель прямо под дном, и все довольны. Кстати, а почему выкопали этот туннель? Разве нельзя было просто построить мост? Нельзя, причем по той же причине, по которой нельзя возвести мост через Гибралтарский пролив. Причина – это глубина пролива. Для сравнения, глубина воды в Керченском проливе
через который проходит Крымский мост 18 метров, а в Ла-Манше в 10 раз больше, целых 174 метра. Построить мостовые опоры такой высоты не просто сложно, а очень сложно. Гораздо проще проложить туннель. Что до Гибралтарского пролива, то его глубина около 900 метров, а в самом глубоком месте примерно 1200 метров. Ни у кого на планете нет технологии, позволяющей строить мостовые опоры высотой в километр. Но даже если бы это было возможно, постройка моста через Гибралтар все равно была бы нереализуема. Дело в том, что в Гибралтаре очень мощное течение. Оно вчетверо превышает мощность всех земных рек, вместе взятых. За год через пролив проходит 110 триллионов кубических метров воды, хватило бы на 3 озера Байкал. Кроме того, это течение направлено в противоположные стороны. Сверху вода течет с запада на восток, а ниже наоборот. Это позволяет Средиземному морю обмениваться водой с Атлантическим океаном. Все это в совокупности означает, что мост через Гибралтарский пролив не может быть построен ни сейчас, ни в каком-либо обозримом будущем. Ведь помимо возведения опор, высотой превышающих самое высокое здание на Земле, небоскреб Бурдж-Халифа, высотой 828 метров, инженерам необходимо было бы найти способ сделать их настолько прочными, чтобы выдержать мощнейшее постоянное течение. 553. Мексины – это морские животные, у которых есть череп, но нет позвоночника. Они интересны своей способностью очень быстро выделять огромное количество слизи. Эта слизь, внешне похожая на слюну, появляется из слизистых желез по бокам тела мексины в количестве примерно чайной ложки, и менее чем через полсекунды ее становится в 10 тысяч раз больше. Слизь мексины – одно из самых удивительных изобретений природы. Она состоит из белковых нитей и невероятно прочная и эластичная. Даже акула не может справиться с мексиной. При попытке укусить ее, она мгновенно получает полный рот слизи, от которой не может избавиться. Через какое-то время акула погибает, а мексина пробирается в ее тело и поедает ее изнутри. На дне океана нередко можно увидеть скелет акулы или другой крупной хищной рыбы с толстой сытой мексиной, живущей внутри. 554. Акула – один из самых крупных хищников в океане, и у нее почти нет естественных врагов, кроме касаток, которые охотятся даже на белых акул. В 1997 году в водах Калифорнии был интересный случай. Касатка напала на акулу, перевернула ее, а в этой позе акула впадает в тоническую неподвижность, затем удушила, а после съела ее печень. 555. Киты прославились своими мелодичными и повторяющимися звуками, напоминающими человеческие песни. Особенно выразительными и тщательно изученными являются песни горбатых китов. Исследователи обнаружили, что самцы в одной популяции исполняют одну и ту же песню, но с течением времени она меняется. Замечательно, что некоторые песни могут быть заимствованы китами из других популяций, что позволяет им распространяться на тысячи километров в океане, подобно поп-музыкальным хитам. 556. Инерция Мирового океана, кроме замедления вращения Земли, приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится настолько, что ее будет недостаточно для того, чтобы заслонять собой Солнце, поэтому солнечные затмения прекратятся. 557. Морские суда можно делать из бетона. В XIX веке в Европе были бетонные речные баржи, а во время Первой и Второй мировых войн из-за нехватки стали американские военные построили небольшие океанские бетонные корабли и баржи, которые использовались британцами и американцами в Тихом океане. 558. Плотоядные многоножки с острова Филиппа в Тихом океане, свирепые животные, вырастающие до 30 см в длину, закованные в бронированные пластины и оснащенные мощнейшим парализующим ядом. Эти многоножки заняли экологическую нишу млекопитающих хищников, отсутствующих на острове. Каждую ночь они убивают тысячи птенцов-буревестников, впрыскивая им яд при помощи клешней и поедая заживо.
559. В 2018 году Microsoft создала подводный центр обработки данных в металлическом цилиндре, заполненном серверами, который охлаждался океанской водой. 560. Большой барьерный риф в Тихом океане – крупнейшее естественное образование на Земле, его даже видно из космоса. Этот коралловый риф является домом для тысяч живых существ и считается одним из красивейших чудес природы. 561. В 2013 году актер и комик Джим Керри выпустил детскую книжку собственного авторства. В ней рассказывается об океанской волне по имени Роланд, которая движется к берегу, и это ее беспокоит, ведь прибытие к пляжу для волны означает конец существования. 562. Солнце тоже влияет на приливы земного океана, но его влияние вдвое слабее, чем у Луны. 563. Новая Зеландия находится на Зеландии, континентальном фрагменте, по площади вдвое превышающем Индию. Примерно 94% территории Зеландии находится под водой океана, а выступающие из воды части ее суши – это Новая Зеландия и Новая Каледония. В 2017 году группа из 11 геологов выдвинула гипотезу, что Зеландия – бывший континент Земли, ныне затопленный. 564. Во время своего плавания Христофор Колумб встретил ранее невиданных животных ламантинов. Он принял их за русалок и описал в дневнике свое разочарование тем, что русалки оказались столь уродливыми. 565. Один из самых популярных видов суши – суши с лососем – придумали в Норвегии. В Японии не было этого блюда, так как лосось предпочитает северные моря, а японский климат довольно теплый. Норвежские промышленники нуждались в расширении рынка сбыта, поэтому предложили японцам употреблять вкусную жирную рыбу их любимым традиционным способом в виде суши. Правда, суши готовят из сырой рыбы, а тихоокеанский лосось является переносчиком опасных паразитов, о чем было известно японцам. Они не слишком верили в способность норвежских предприятий производить полностью безопасную рыбную продукцию. Прошло целое десятилетие, прежде чем лосось смог завоевать сначала японский, а потом и прочие азиатские рынки. 566. Самым крупным океаническим бассейном на планете считается бассейн Тихого океана, который занимает площадь 155 миллионов квадратных километров и содержит более половины всей воды на Земле. Он настолько большой, что все континенты могли бы поместиться на той же площади. 567. В океанах есть не только волны, приливы и поверхностные течения, но и постоянно действующая система глубоководной циркуляции, обусловленная температурой и соленостью воды. Она называется термохолийной циркуляцией, и одно из мест, где она берет свое начало, полярная область близ Норвегии. Вот как это работает. По мере образования морского льда оставшаяся вода становится более соленой и опускается ниже, уступая место более теплой и менее плотной поверхностной воде, которая, в свою очередь, также охлаждается и напитывается солью, чтобы опуститься. Холодная плотная вода движется вдоль дна океана на всем пути, от северного полушария до Южного океана, где сливается с более холодной и плотной водой Антарктиды и попадает в Индийский и Тихий океаны. Там она смешивается с более теплой водой и поднимается на поверхность перед тем, как вернуться обратно в Атлантику. Весь этот путь занимает около 1000 лет. 568. У каждой капли дождя есть пылинка внутри. Капли дождя – это конденсат, а конденсат может образовываться только на чем-то. В атмосфере Земли достаточно пыли, чтобы на ее поверхность регулярно выпадали дожди. 569. Медуза Туритопсис дарнии размером с мизинец живет бесконечно. При получении серьезных травм прозрачное тельце с красным желудком превращается в каплю, из которой вырастают маленькие полипы, а потом в свободное плавание отпочковываются клоны медузы. Также она поступает и когда начинает чувствовать приближение старости. Благодаря этой способности медуза фактически бессмертна.
Трансдифференциация туритопсис-дорнии – редкий биологический механизм. В человеческом теле клетки одного типа, например, мышечные, не могут превратиться в другие, скажем, в нервную ткань. В человеческом организме такая способность есть только у стволовых клеток. Медуза же трансформирует свои клетки как угодно. Мышечные могут стать яйцеклеткой или сперматозоидом, а нервные превращаются в мышечные. Аналогов этому механизму в животном мире нет. Это как если бы курицы в критической ситуации превращались в яйцо, а бабочки в гусениц. Медуза туритопсис дорнии – предмет огромного интереса для ученых, исследующих стволовые клетки. У человека только стволовые клетки могут перерождаться в клетки и ткани любого типа, поэтому они незаменимы. Если ученым удастся разгадать клеточный секрет медузы, то человечество избавится от множества болезней и победит даже старение. И последние генетические эксперименты с мышами это подтверждают. Бессмертные туритопсис дорнии предпочитают не лежать на дне, а путешествовать. Нередко эти существа прицепляются к грузовым кораблям и преодолевают огромные расстояния. Ученые называют медузу превосходным автостопщиком. Она отлично выдерживает путешествия и приспосабливается к окружающей среде. Ну а если среда ей не подходит, то вы знаете, она превращается в каплю и начинает свой жизненный цикл сначала. Из-за любви к путешествиям туритопсис дорнии заняли приличную часть океана. Изначально они обитали в Тихом океане, но благодаря миграции на грузовых судах и сбросу балластной воды сегодня медузы встречаются в водах всех океанов. Вторжение осталось незамеченным, потому что медузы крошечные. Несмотря на то, что генетически все виды туритопсис дорнии идентичны, они по-разному приспособились к окружающей среде. Например, в тропических водах живут медузы с 8 щупальцами, а существа из умеренных широт имеют по 24 щупальца. Медуз открыли случайно в конце 20 века. Два студента-биолога принесли в лабораторию профессору Фернандо Байера гидрозоан маленьких хищных беспозвоночных. Эти существа проходят в своем развитии два цикла – полипы и взрослые медузы. Исследователи вырастили их в лаборатории, провели эксперименты и убрали подальше. Когда в следующий раз один из ученых посмотрел в банку, он был шокирован, на дне снова росли полипы. Исследователи выступили со срочным докладом на втором семинаре гидрозоанского общества. Ученые новость восприняли холодно и сошлись во мнении, что такая регенерация невозможна, а исследователи просто ошиблись в расчетах. 570. Все животные в мире подразделяются на теплокровных и холоднокровных. К первым относятся птицы и млекопитающие, а ко вторым пресмыкающиеся, земноводные и рыбы. Но только не красноперый опах. Это единственный представитель группы рыб, способный к терморегуляции. Красноперый опах довольно крупная рыба, в длину она вырастает до 2 метров, а весить может до 100 килограммов. Сама рыба практически круглая и живет в теплых морях на глубине от 100 до 400 метров. Ее поведение разительно отличается от других хищных рыб. Опах не поджидает добычу, а сам гоняется за ней. Этим он и заинтриговал ученых, в частности Николаса Вегнера из Национального управления океанических и атмосферных исследований. Он внимательно изучил строение жабр опаха и обнаружил в нем нечто странное. У рыбьих жабр есть два типа сосудов. Одни отводят кровь из организма для насыщения ее кислородом, а другие транспортируют насыщенную кислородом кровь обратно в организм. Но у опахов кровь, попадающая в жабры, теплая. Эта рыба способна генерировать тепло, энергично работая плавниками во время плавания, что ускоряет ее обмен веществ. Красноперые опахи способны поддерживать температуру своего тела на 5 градусов Цельсия выше, чем температура окружающей их воды. Также Николас Вегнер обнаружил, что сосуды, несущие теплую кровь, как бы обернуты вокруг сосудов, несущих холодную, насыщенную кислородом кровь в органы. Таким образом, уникальное строение сосудов повышает температуру поступающей крови, прежде чем она попадет во внутренние органы рыбы. Такой процесс называется противоточным теплообменом и схож с тем, как автомобильные радиаторы регулируют температуру двигателя, только там процесс происходит в обратном порядке.
Благодаря, так сказать, встроенной системе отопления красноперые опахи могут охотиться в холодной воде, в отличие от многих других хищных рыб, вынужденных искать теплую воду, чтобы согреться. 571. Кит, которого прозвали 52-герцовым, является настоящей звездой среди себе подобных. Мало о каком обитателе океана столько писали за последние 10 лет, а все из-за его уникального голоса. Он, в отличие от своих сородичей, поет на частоте 52 Гц. И это гораздо более высокая частота, чем у синих китов от 15 до 20 Гц, и у финвалов 20 Гц, гибридом которых, вероятно, является знаменитый кит. Впервые пение этого кита на частоте 52 Гц было зарегистрировано в 1989 году, и его продолжают регистрировать до сих пор. А в связи с тем, что в месте обитания этого кита был зафиксирован лишь один подобный источник звуков, исследователи сделали вывод, что 52-герцовый кит невероятно одинок, ведь он не получает ответа на свои призывные песни. Но так ли это? Нейробиолог Кристофер Кларк полагает, что самый одинокий кит в мире вовсе не одинок, потому что его могут слышать другие киты, особенно финвалы, синие и горбатые киты. Но его пение их не привлекает, поэтому они, наверное, считают его странным и не хотят общаться. У китов есть свои особые диалекты пения, отличающиеся в зависимости от места обитания. Так что 52-герцовый кит, возможно, просто общается на непонятном другим китам, живущим рядом с ним, диалекте. В 2010 году у берегов Калифорнии двумя находящимися далеко друг от друга сенсорами были зафиксированы подводные сигналы, схожие с сигналами 52-герцового кита. Это позволило предположить, что пение исходило не от одной особи кита, а от двух или более. Так что вполне вероятно, что кит со странным голосом наконец нашел себе подобных и больше не одинок. 572. Гигантский морской дьявол, или манта, самый крупный скат в мировом океане. В среднем длина этих скатов около 3 метров, размах их плавников примерно 4 метра, а весят эти гиганты 2-3 тонны. А еще манта — единственный представитель позвоночных животных, обладающий 3 парами конечностей. Конечности у мант представлены плавниками – головными, грудными и хвостовыми. При помощи расправленных головных плавников, чья длина в 2 раза превышает ширину, скаты направляют планктон в свой рот и всасывает его. При движении головные плавники сворачиваются в спирали, похожие на рожки. Двигая грудными плавниками, будто птица крыльями, скаты-манты передвигаются в воде. Хвостовые плавники практически не принимают участия в движении. Удивительно, но эти огромные скаты умеют прыгать, да еще как. Перед прыжком манта разгоняется и выпрыгивает из воды на высоту в 1,5 метра, опускаясь обратно с оглушительным шумом. При этом скат взмахивает грудными плавниками. Однако почему гигантские морские дьяволы выпрыгивают из воды, точно неизвестно. Прыжки никак не помогают им в добыче еды и не относятся к брачным играм в период спаривания. Возможно, таким образом они пытаются сбросить с себя морских паразитов или же глушат мелкую рыбешку, чтобы потом проглотить ее. 573. В ходе своего недавнего погружения в Марианскую впадину Виктор Вескова и его команда обнаружили 4 вида ракообразных, ранее неизвестных науке. Но главной находкой глубоководной экспедиции стало кое-что другое. На глубине около 10 километров Вескова нашел конфетные обертки и пластиковый пакет. Это ужасающее открытие говорит о том, что загрязнение Мирового океана пластиковыми отходами начало приобретать угрожающие масштабы. К сожалению, животные начали к этому приспосабливаться. Например, некоторые глубоководные существа даже едят микропластик. Чтобы оценить масштабы влияния пластика на животных, Вескова планирует изучить обнаруженных им существ, чтобы проверить, есть ли в их организмах микропластик. 574. Рекордсменом по длине среди живых существ является медуза волосистая цианея. Обычно представители этого вида вырастают не больше 60 сантиметров, но встречаются и поистине гигантские экземпляры.
Самая крупная из обнаруженных в Мировом океане, Цианий в длину, была 36,5 метра вместе с вытянутыми щупальцами. Диаметр ее купола тоже поражал воображение – 2,3 метра. Водятся эти крупнейшие медузы на глубине 20 метров в холодных водах Тихого и Атлантического океанов. За счет своих щупалец у крупных экземпляров они достигают около 20 метров в длину. Цианеи не только передвигаются, но и охотятся. Свою добычу планктон и других медуз они убивают при помощи стрекательных клеток с ядом. Для человека волосистая цианея не очень опасна, но ее укус весьма болезненный, может привести к аллергии. 575. Некоторые животные извергают токсины, ядовитые пары и опасную слизь из своего тела. Другие распространяют огонь, выкуривая добычу. А кто-то даже способен выживать при сверхвысоких температурах. Но живет ли где-нибудь на Земле кто-нибудь, похожий на дракона? Гекконы строфурусы стреляют неприятной слизью из хвоста. Работает она так же, как токсины скунсов и жуков-бомбардиров. Отпугивает хищников. Причем жук производит настолько едкий токсин, что жабу, проглотившую насекомое, начинает сильно тошнить. И жук сбегает. Черные коршуны и бурые соколы используют огонь во время охоты, но не извергают его. Они подхватывают тлеющие головешки и ветки и разжигают пламя в другом месте, выкуривая добычу. Ученые убеждены, что огнедышащих животных не существует из-за того, что пламя вызывает ожоги у самого, так сказать, дракона. Подобные температуры не способно выдержать ни одно животное на планете. Самые огнестойкие существа – черви, которые живут в океанских жерлах при сверхвысоких температурах. Но даже в жерле прохладнее, чем в пламени огня. 576. Формирование горного массива Гималаев началось около 200 миллионов лет назад. Тогда от тектонической африканской плиты со стороны откололся огромный кусок, начавший медленно двигаться к Азии. Миллионы лет этот кусок суши полз через современную территорию Индийского океана. Достигнув цели, отколовшаяся часть Африки стала подталкивать другую тектоническую плиту, а на их границе образовался большой, но не глубокий океан. В нем, разумеется, завелись различные живые существа и растения. Раковины и кости животных долгие годы откладывались на дне в виде известняка и иногда оставались там в качестве окаменелостей. Движение тектонических плит, африканской и азиатской, не прекращалось миллионы лет. Образованный океан мелел, его дно все поднималось и поднималось, формируя высокие горы. Представьте только, когда-то гора Эверест, высотой 8848 метров, была дном океана. Ключевыми доказательствами формирования Гималаев в общем и Эвереста в частности из морского дна являются отложения известняка и находки аммонитов, окаменелых морских раковин. 577. Группа исследователей из Университета Кентербери в Новой Зеландии и Университета штата Мичиган на примере жителей города Веллингтона выяснили, как проживание вблизи океана сказывается на психическом состоянии людей. После учета таких факторов, как уровень дохода, возраст и пол, был сделан вывод: люди, живущие в домах с видом на океан, менее подвержены душевным проблемам, чем все остальные. Оказывается, благоприятное воздействие связано не с близостью к природе в целом, а именно с близостью к океану. Проживание рядом с парком или лесом не вызывает такого эффекта. Вот как в своем заявлении соавтор исследования Эмбер Пирсон объясняет этот феномен: морские районы не подвергались значительному изменению, в то время как в лесных зонах есть спортивные площадки и прочие объекты, построенные человеком. Если бы это были нетронутые леса, то мы, возможно, получили бы другие результаты. Ученые намерены продолжить исследование других мест, где есть крупные водоемы, например, такие, как Великие озера. Они надеются, что глубокое понимание окружающей среды и ее влияния на наше здоровье поможет нам правильнее строить свою жизнь. 578. Самый отдаленный населенный пункт на Земле находится на острове Тристан-да-Кунья. Он называется Эдинбург Семи морей
и в нем живут около 300 человек. Чтобы добраться до поселения, нужно 6 суток плыть по морю из Южной Америки, так как воздушного сообщения с островом нет. 579. До самой низкой точки на суше можно легко добраться. Это Мертвое море, расположенное между Иорданией и Израилем. Уровень воды на 423 метра, ниже уровня океана, причем он продолжает падать примерно на метр в год. 580. В 1987 году дельфин, умеющий ходить на хвосте, популярный трюк на шоу в аквапарках, обучил ему своих диких собратьев, и несколько лет вся колония развлекалась в море, подпрыгивая и прохаживаясь на хвостах. 581. Что будет, если в атмосферу Земли ворвется огромный метеорит, угрожающий разнести планету? Наверное, все мы будем, как в фильме «Меланхолия», печально ожидать конца. Не факт. Скорее мы ничего не будем знать, вплоть до самого финала, поскольку некому будет предупредить население планеты о грядущей катастрофе. Вот вам пример. В 2018 году над Землей взорвался метеорит, причем этот взрыв был эквивалентен 10 атомным бомбам, взорванным в Хиросиме. И ученые его попросту не заметили. Дело было в том, что метеорит рванул над Беринговым морем, в той области, где не летают ни коммерческие, ни пассажирские самолеты. Мы вообще мало внимания обращаем на такие скучные места, но в итоге в НАСА все-таки заметили, что происходит что-то из ряда вон выдающееся. Хорошо, что все закончилось хорошо, но на будущее ученым стоит быть повнимательнее. Эй, ребята, протрите свои телескопы. 582. На море, при определенных погодных условиях, могут образовываться так называемые квадратные волны. 583. Хотя мы привыкли ассоциировать ящериц с жарким засушливым климатом, уникальные морские игуаны, живущие на Галапагосских островах, проводят большую часть жизни в море. На берег они выбираются только для того, чтобы погреться на солнце, а питаются водорослями, которые скусывают с камней. Излишек морской соли, попадающий в организм игуаны, выводится при помощи специальных желез, находящихся у нее в носу. Плавая под водой, игуаны могут задерживать дыхание на час, а их кровь в это время поступает только к жизненно важным органам для экономии кислорода. 584. Выражение «галопом по Европам» популяризировал Максим Горький, высмеяв в прессе поэта Александра Жарова, который, описывая окрестности Неаполя в своих путевых заметках, «галопом по Европам» перепутал Тиренское море с Адриатическим. 585. Гераклион был древним городом, который, по преданию, рухнул в море и большую часть истории считался мифическим, как Атлантида. Однако в 1933 году британский летчик, пролетая над заливом Абу-Кир, заметил под водой руины, а в 1999 году, после 5-летних поисков, руины Гераклиона разыскал и исследовал французский подводный археолог Франк Годиа. 586. Китайские рынки называются мокрыми, потому что полы в них мокрые, от таяния льда и использования пульверизаторов, помогающих сохранять продукцию, в основном рыбу и морепродукты, свежей. На сухих рынках продаются товары другого типа, консервы, сладости, приправы. В последнее время сухие рынки обычно представляют собой отдельную секцию в мокрых. 587. Красное море – единственный на Земле водоем, в который не впадает ни одной реки. 588. В 1741 году был открыт новый вид морских млекопитающих, получивших название морская корова, стеллерова корова, капустница, крупное животное, обитавшее на побережье Командорских островов. К сожалению, морские коровы оказались такими вкусными, что к 1760 годам вид был полностью истреблен. Морские коровы были легкой добычей. Они кормились морскими водорослями, спокойно лежа на прибрежных камнях и опустив голову в воду. Людей они совершенно не боялись и в целом были малоподвижными и неповоротливыми животными,
поэтому их добыча казалась легким делом. Можно было выбрать понравившуюся особь, воткнуть в нее гарпун и при помощи каната вытянуть на берег. Однако из-за крупного размера стеллеровых коров их далеко не всегда удавалось вытащить. Для того, чтобы добыть одну корову, канат тянули 30 человек. Попутно они били и кололи ножами животное, нанося ему раны и пытаясь быстрее убить, чтобы оно не зашибло их ударами мощного хвоста. В результате вытащить удавалось только каждую пятую корову, остальные уплывали в море и там погибали от ран. Таким образом, всего за 2 десятилетия все 3000 стеллеровых коров, составлявших поголовье вида, были уничтожены. Этот случай вошел в историю как один из наиболее ярких примеров жестокого и хищнического отношения людей к остальным представителям животного мира. 589. Некоторые винодельни выдерживают свое вино под водой, обычно в море. Оно называется подводным вином. 590. Место, занимаемое в наше время северной столицей, когда-то было в буквальном смысле дном Литаринового моря. Причем по геологическим меркам совсем недавно, всего от 8000 до 4000 лет назад. А Пулковские высоты, 3 холма на южной окраине города, были никакими не высотами, а просто берегом этого моря. В Литариновом море обитали тюлени, морские свиньи, разнообразные рыбы, треска, угорь и тому подобное. Свое название море получило в честь улиток вида обыкновенная литарина, которые в вареном виде считаются французским деликатесом. 591. Океан полон черных дыр. В океанах, судя по всему, есть водные аналоги космических черных дыр. Речь идет о водных водоворотах, которые обладают теми же математическими свойствами, что и черные дыры. Массивные водовороты в южной части Атлантического океана несут контрольные сигнатуры. Названные водоворотами, океанские черные дыры имеют размеры больше современных городов. Их плотность настолько велика, что они собирают миллиарды тонн океанской воды, в результате чего ничто не ускользнет от них. 592. Океан может в буквальном смысле раздавить вас. По данным Национальной океанической службы, чем глубже вы погружаетесь в море, тем больше давление воды, давящей на вас. На каждые 10 метров, когда вы погружаетесь, давление увеличивается на 1 атмосферу. 593. 100 взрослых слонов на своей голове. Примерно такой вес вы почувствуете на дне Марианской впадины на глубине почти 11 тысяч метров. Вес воды создает давление, точнее гидростатическое давление, что является одним из наиболее важных факторов, влияющих на глубоководную жизнь. Давление увеличивается на 1 атмосферу на каждые 10 метров глубины, с 1 атмосферы на поверхности океана до примерно 1100 атмосфер на дне. 594. Гигантские кальмары действительно существуют. Это не просто миф. Их научное название Месоничитюсис хамилтони, и они могут весить до 150 килограммов. Гигантский кальмар Месоничитюсис хамилтони, также известный как антарктический гигантский кальмар, является одним из самых крупных, неуловимых и загадочных головоногих моллюсков. Этот массивный кальмар может иметь длину до 14 метров и весить примерно 150 килограмм. 595. Глубоководные рыбы-драконы и кальмары-вампиры также реальные и устрашающие существа, которых можно найти в океане. Рыбы-драконы, известные как грематостомиис флагеллиборба, живут в Атлантическом океане на глубине до 5000 метров. Условия на такой глубине экстремальные: нет света, нет растений, а окружающая среда совершенно неподвижна, потому что на нее не влияют штормы или океанские течения. Чтобы справиться с этим, рыба-дракон использует светообразующие органы, называемые фотофорами, чтобы заманить добычу в свои зубастые челюсти. Странный факт: этот вид рыб не имеет некоторых позвонков в своем позвоночнике. Это позволяет рыбе-дракону иметь большую гибкость головы, позволяя питаться более крупной добычей. Кальмары-вампиры, известные как Вампиротюсис инферналис, мало изучены. Как считается, они обитают на глубине 900 метров.
Здесь насыщение кислородом может составлять всего 3%, но кальмар-вампир легко может процветать в этих удушающих условиях. Красноватая окраска этого кальмара – не единственная причина его жуткого названия. Если вы присмотритесь, то заметите, что его 8 щупальцев рук, каждая из которых выстлана рядами мясистых шипов, соединены между собой перепонкой из кожи, похожей на плащ вампира или крылья летучей мыши. 596. Дайверы могут испытывать азотный наркоз, из-за чего они чувствуют себя пьяными. 597. В 1 мл океанской воды может содержаться около 10 миллионов вирусов. Море полно микроорганизмов. Менее 1 мм и часто состоящие из одной клетки, они бывают любой формы и размера, которые только можно вообразить, от бактерий и микроводорослей до простейших. Но есть в мировом океане также и вирусы, неполные сущности, которым нужен хозяин для репликации и выживания. Независимые вирусные частицы имеют невероятно простую структуру. Они состоят из генетического материала в форме ДНК или РНК и окружены белковой оболочкой. Каждый имеет размер от 20 до 200 нанометров. Хотя они могут показаться незначительными, вирусы – самые распространенные сущности в океане. Всего в 1 мл прибрежной воды, взятой с поверхности океана, может содержаться до 10 миллионов вирусов. Количество вирусов уменьшается по мере удаления от берега и вглубь воды, и по мере того, как мы достигаем открытого моря, вероятно, будет около 100 тысяч вирусов на миллилитр на глубине 4000 метров. 598. Фактически, количество вирусов в океане превышает количество звезд в Млечном Пути. Однако важно отметить, что эти вирусы действительно играют важную роль в экосистеме, и многие из них не вредны для человека. 599. Гигантские одиночные волны, возникающие в океане высотой 20-30 метров, реальны. Изначально считавшиеся мифом, эти экстремальные волны недавно были признаны учеными. По данным Национальной океанической службы, волны-убийцы более чем в 2 раза превышают размеры окружающих волн, очень непредсказуемы и часто приходят неожиданно с направлений, отличных от преобладающих ветров и волн. 600. Атлантический океан продолжает расти. На дне океана есть огромная трещина, в которой земная кора постоянно обновляется. Магма поднимается, затем остывает, отталкивая более старую кору и оставляя на ее месте молодую кору. Эта трещина называется Срединно-Атлантическим хребтом, место разделения Евразийской и Североамериканской плит в Северной Атлантике и Африканской и Южноамериканской плит в Южной Атлантике. Из-за этих разделений хребет расширяется до 5 см в год. И хотя Срединно-Атлантический хребет может похвастаться внушительной длиной более 16 тысяч километров, он является лишь малой частью глобальной системы срединно-океанических хребтов. Протяженность этой системы составляет 65 тысяч километров, что делает ее крупнейшей геологической особенностью планеты и почти вдвое длиннее земного экватора. Помимо извержений вулканов и землетрясений, ученые обнаружили в этом регионе обширные гидротермальные поля с периодическими выбросами жерловой жидкости, что создает подводные горячие источники. К счастью, часть Срединно-Атлантического хребта можно изучить, не погружаясь на глубину. Этот горный массив иногда достигает достаточной высоты, чтобы образовать вулканические острова, среди них остров Вознесения, остров Святой Елены и Исландия. 601. Бездна Челленджера. Бездна Челленджера находится на самом дне Марианской впадины. Максимальная глубина бездны составляет около 10 900 метров, что делает ее самой глубокой точкой на Земле, туда спокойно поместятся Гранд Каньон и Эверест вместе взятые. До 2019 года только 3 человека спускались на самое дно бездны Челленджера. Первая пилотируемая экспедиция состоялась в 1960 году. Тогда Дон Уолш и Жак Пикар стали первыми, кто покорил глубину Челленджера, и они провели там примерно 30 минут. 52 года спустя Джеймс Кэмерон в одиночку
погрузился в бездну на подводной лодке, которую сам же и помог спроектировать. Он исследовал дно в течение нескольких часов и вернулся с небольшим образцом ила. С 2019 года начались более частые экспедиции. В том числе погружение совершили астронавт Кэтрин Салливан и альпинистка Ванесса О'Брайен, ставшие первыми женщинами, спустившимися на дно бездны. Рекорд по количеству погружений в бездну принадлежит Виктору Весково, совершившему в общей сложности 15 спусков. Самый интересный факт, который исследователи узнали о бездне Челленджера, это вовсе не безмолвная пустошь, которую Кэмерон описал как безликую и лишенную жизни, за исключением мелких бокоплавов. На самом деле, как выяснили ученые, в бездне стоит постоянный шум от землетрясений, китов и грибных винтов кораблей. А в ее глубоких водах проживают весьма причудливые животные, такие как рыба-дракон. 602. Океанские глубины страшнее бесконечного космоса. Не просто так почти 10% населения Земли страдают талассофобией, боязнью океана, ведь опасности, что таит океан, могут находиться буквально у вас под ногами. Но действительно ли океанские глубины страшнее космоса? Согласно экспертам, да, намного страшнее. Самир Эш, астрофизик из Колумбийского университета, заявил: океан намного страшнее. В космосе вас хочет убить только физика, но в океане к физике добавляется биология. Давление в самой глубокой части океана составляет 1086 бар, что более чем в 1000 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря. Говоря простым языком, представьте себе гигантского слона и перенесите весь его вес на свой большой палец. И даже если убрать давление, в океанских глубинах вас обязательно убьет что-нибудь другое. Воду пить нельзя, это вызовет переохлаждение, а большинство морских обитателей с легкостью отправят вас прямиком в водяную могилу. Подводя итог, космос смертельно опасен и убьет вас моментально. А вот океан может убить вас как быстро, так и медленно, сперва садистски подарив ложную надежду. 603. Потайные подводные реки. Представьте себе свое удивление, если бы во время ныряния с аквалангом вы бы наткнулись под водой на настоящую реку. А именно это произошло с Анатолием Белощиным и его друзьями, когда они ныряли в Мексике. Эта подводная река, получившая название Сенат-Энджелита, находится недалеко от Тулума в Мексике, и хотите верьте, хотите нет, но она, как и настоящая река, течет по морскому дну и заполнена деревьями и листьями. И это не единственный случай, ныряльщики по всему миру находили подводные реки, от берегов Португалии до Австралии. Например, группа исследователей под руководством доктора Дэна Парсона из университета Лидса также обнаружила похожую реку на дне Черного моря. 604. Сумеречная зона в океане. Между 200 и 1070 метрами под поверхностью океана находится настоящая сумеречная зона. Это темный и холодный пейзаж, где меркнет солнечный свет и процветают тайны. Проект Ocean Twilight Zone Project пытается раскрыть секреты этой океанической зоны, которая демонстрирует изобретательность природы. Поскольку света здесь так мало, многие местные существа создают свой собственный свет для привлечения пищи, как в «Поисках Немо». Другие же используют биолюминесценцию для защиты, а некоторые виды развили контрасвещение, чтобы не быть замеченными. Согласно некоторым исследованиям, в этой сумеречной зоне может быть больше биомассы рыб, чем во всем остальном океане вместе взятом. Сумеречная зона является важной частью глобального климатического процесса, и ее изучение может пролить свет на круговорот воды, питательных веществ и углерода. 605. Океан – самый большой термостат в мире. Океан играет невероятно важную роль в поддержании температуры Земли. Представьте себе воду как огромную аккумулирующую тепло солнечную панель, поглощающую и рассеивающую солнечную энергию, особенно в тропических водах вдоль экватора. А тем временем Земля и атмосфера помогают сохранять тепло, не давая ему уйти в космос после захода Солнца. Но океан не просто хранит тепло, как гигантская водяная печь, он мастер делиться им со всем миром,
ведь почти все дожди начинают свое путешествие в виде океанического пара. Неудивительно, что в тропиках выпадает так много дождей, именно здесь пик поглощения и испарения тепла океана. Океанские течения, в свою очередь, занимают центральную роль в формировании погодных условий. Эти течения вызываются поверхностными ветрами, разницей температур, вращением Земли и даже гравитацией Луны, очерчивающей береговые линии. Действуя как конвейерная лента, эти течения переносят теплую воду и осадки от экватора к полюсам, а холодную воду возвращают обратно в тропические регионы, чтобы запустить цикл заново. Без этих океанических течений наш мир был бы царством экстремальных явлений, с палящими экваториальными температурами и ледяными полярными холодами, что сделало бы большую часть Земли непригодной для жизни. 606. Эффект Кориолиса не выдумка. Когда воздух или вода движутся по поверхности Земли, кажется, что они изгибаются, а не движутся по прямой линии. Это происходит потому, что разные участки земной поверхности вращаются с разной скоростью, по сути эффект карусели в гораздо большем масштабе. В северном полушарии объекты, движущиеся на север, изгибаются вправо, а в южном полушарии они изгибаются влево. Искривление вызвано тем, что их скорость относительно поверхности изменяется по мере движения объектов по вращающейся планете. Это искривление и является эффектом Кориолиса. Эффект Кориолиса имеет важные последствия, он влияет на глобальные ветры, создавая преобладающие ветры, такие как пассаты и западные ветры. Это также влияет на океанские течения и даже траектории полета самолетов. Понимание эффекта помогает нам ориентироваться в динамических системах нашей планеты. 607. Самая длинная горная система на планете находится под водой, и она в 10 раз длиннее Анд. Самая длинная горная система над водой – это Анды, их длина составляет около 9000 километров. Однако на самом деле, самый длинный горный хребет на Земле – это подводный срединно-океанический хребет, который проходит между всеми континентами и насчитывает примерно 65 тысяч километров в длину. 608. Один айсберг может обеспечить питьевой водой 1 000 000 человек сроком на 5 лет. В крупном айсберге в Антарктиде содержится более 75 миллиардов литров воды, что потенциально может обеспечить питьевой водой 1 000 000 человек сроком на 5 лет. Одна компания в Объединенных Арабских Эмиратах планирует начать буксировку айсбергов из Антарктиды к побережью, как раз по этой причине. В стране выпадает в среднем всего 10 сантиметров осадков в год, и в ближайшие 25 лет ей грозит серьезная засуха, но, возможно, вода из айсбергов поможет Объединенным Арабским Эмиратам решить эту проблему. 609. Раньше Средиземное море было сухим. Средиземное море было сухим бассейном, пока примерно 5 миллионов лет назад, во время наводнения в Занклине, вода из Атлантики не хлынула через Гибралтарский пролив, заполнив бассейн. Существует множество теорий о том, как это произошло, но согласно одной пугающей теории, бассейн наполнился всего за 2 года, благодаря огромному потоку воды. 610. Морской лед можно пить. Все знают, что морскую воду пить нельзя, но морского льда это не касается. Однако пить свежий морской лед все же не стоит, между кристаллами льда все еще есть небольшие карманы с соленой водой. Со временем эта вода стекает вниз, и лед становится достаточно пресным, чтобы его можно было растопить и выпить. 611. Цунами движутся со скоростью 800 км в час. Цунами появляются в результате сейсмической активности и могут перемещаться через океан со скоростью 800 км в час, когда глубина океана составляет 6 км. Эти волны обычно остаются незамеченными, так как они выступают всего на несколько сантиметров над поверхностью. И по мере того, как они движутся к суше, а глубина уменьшается, они накапливают воду и возвышаются над поверхностью, но, к счастью, замедляются. 612. У нас есть более подробные карты Марса, чем океана. По данным Национальной океанической службы, мы исследовали менее 5% океана. По сути, у нас есть более подробные карты Марса,
чем океанов, хотя он находится примерно в 228 миллионах километров от нас. 613. Тихий океан шире Луны. В самом широком месте, от Индонезии до Колумбии, Тихий океан гораздо шире Луны. Эта часть океана насчитывает 19 795 километров в поперечнике, что более чем в 5 раз превышает диаметр Луны. 614. Коровы могут сообщать друг другу о своем самочувствии. Ученые из Сиднея изучали стадо коров в течение 5 месяцев и пришли к выводу о том, что эти животные, посредством изменения высоты своего голоса, способны сообщать сородичам о своих чувствах. Исследователи уверены, что эти знания помогут фермерам определять эмоциональное состояние животных и улучшать его. 615. Чтобы узнать, как ходили динозавры, ученые надевают на куриц накладные хвосты. Тираннозавр Рекс – один из самых известных динозавров, но ученые до сих пор не понимают, как этот гигант ходил. Как известно, курицы произошли от динозавров, поэтому было решено поэкспериментировать, создать хвосты, максимально приближенные к этой части тела динозавров, и наложить их на птиц. 616. Самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной, 69. По официальным данным, рекорд по количеству детей, рожденных одной матерью, принадлежит жене русского крестьянина Федора Васильева. В период с 1725 по 1765 год она 16 раз произвела на свет двоен, 7 раз троен и 4 раза по 4 близнеца. Из них лишь 2 умерли в младенческом возрасте. 617. В Ватикане на 1 квадратный километр приходится 2 папы римских. Площадь Ватикана 0,49 квадратного километра, что делает его самым маленьким государством в мире. 618. В некоторых районах Китая полиция заменила сторожевых псов гусями. Гуси обладают прекрасным слухом, замечательным зрением, они агрессивно и громко подают голос. По всем этим причинам, некоторые полицейские участки в сельской местности провинции Синьцзян по ночам охраняются гусями. 619. Киты способны загореть. Британские ученые выяснили, что кожа китов под воздействием ультрафиолета темнеет. Более всего подвержены загару синие киты, так как у них светлая кожа. Менее всего заметен загар у кашалотов и финвалов. У некоторых млекопитающих даже обнаруживали солнечные ожоги. 620. Женщины продуктивны при более высоких температурах. Мужчины же наоборот. Исследование, в ходе которого ученые пришли к такому выводу, проводилось на 543 студентах. Им предложили выполнить 3 задания при различных температурах. Оказалось, что женщины менее продуктивны при пониженных температурах, ниже 20 градусов Цельсия, и более работоспособны в диапазоне от 20 до 30 градусов Цельсия. У мужчин же вышло все наоборот. 621. Приветственная музыка на Windows 95 была сочинена на Mac Брайаном Ино. Когда Windows 95 только разрабатывалась, программисты предложили легендарному Брайану Ино написать мелодию, которая бы звучала при загрузке операционной системы. Музыкант известен как автор довольно-таки продолжительных композиций, однако тут требовалось сочинить что-то покороче. Как признавался он сам, этот звук он написал на Apple Macintosh. «Я никогда не пользовался PC. Не люблю их». 622. До 1977 года туристы могли забираться на Стоунхендж. Доисторический памятник Стоунхендж в Великобритании внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда этот объект открылся для посетителей, людям разрешалось ходить среди камней и даже вскарабкиваться на них. Однако в 1977 году было издано положение, в котором четко сказано, что туристы могут лишь ходить вокруг памятника. 623. Вам придется щелкнуть мышью 10 миллионов раз, чтобы сжечь 1 калорию. Однажды к профессору Луизианского университета Рету Алейну подошла дочь и заявила: «Папа, а ты знаешь, что кликая 1 раз мышкой, ты сжигаешь 1 калорию?»
Ученый скептически отнесся к заявлению дочери и провел собственное исследование, в ходе которого и выяснил, что 1 калорию можно сжечь лишь 10 миллионов раз, щелкнув кнопкой мыши. 624. Одним из первых продуктов Samsung была сушеная рыба. Южнокорейская компания Samsung была основана в 1938 году. Однако изначально она специализировалась на экспорте продуктов питания. В частности, осуществляла поставки сушеной рыбы и муки в Китай, позже начала заниматься продажей текстиля и страхованием жизни. Ну а в 1969 под брендом Samsung начали выпускаться телевизоры. 625. Леонардо да Винчи мог одновременно писать одной рукой и рисовать другой. Леонардо да Винчи был одним из знаменитых амбидекстров, то есть он одинаково хорошо владел обеими руками. К такому выводу пришли специалисты из Флорентийского института реставрации при галерее Уффици. Они проанализировали один из пейзажей великого мастера, на котором обнаружили 2 надписи, сделанные на обратной и лицевой сторонах рисунка. Выяснилось, что одна из них была сделана правой, другая левой рукой мастера. 626. Банка Coca-Cola Zero держится в воде на плаву, тогда как банка с обычной Coca-Cola тонет. Причина кроется в различной концентрации сахара. В банке с классической Coca-Cola его 39 грамм, в диетической менее грамма. Эти напитки имеют разную плотность, обычная кола плотнее воды, поэтому она и тонет, нулевая менее плотна, поэтому и держится на плаву. 627. Ваш смартфон мощнее, чем компьютер космического корабля. Компьютеры космических кораблей имеют память от 400 килобайт до 1 мегабайта, в то время как память смартфонов в среднем от 4 до 10 гигабайт, то есть в 10 тысяч раз больше. 628. Самая старая известная нам клиентская жалоба была написана на глиняной табличке 4000 лет назад в Месопотамии. Не так давно историки нашли клиентскую жалобу, которой почти 4000 лет. Она была обнаружена на территории месопотамского города Ур. В ней некий Нани жалуется на поставщика меди Насера. В числе его претензий были следующие: товар плохого качества, поздняя доставка и грубость с работниками Нани, которые забирали заказ. 629. Начинающие водители совершают больше ошибок во время движения при прослушивании любимой песни, чем при езде под незнакомую музыку. В ходе эксперимента 85 начинающих водителей слушали: 1. Свою любимую музыку. 2. Композиции, выбранные исследователями. 3. Ничего не слушали. Выяснилось, что больше всего ошибок на дороге сделали водители со знакомой музыкой, меньше всего оплошностей оказалось на счету тех, кто слушал сформированный исследователями список. Поездка в тишине пришлась примерно посередине. 630. Ученые нашли доказательства существования ресторанов с едой на вынос в останках Помпей. Такие заведения назывались термополии. Только в Помпеях таких трактиров было около 80. Там подавались напитки и горячие блюда. 631. Наши глаза закрыты примерно 10% времени бодрствования. Мы моргаем от 15 до 20 раз в минуту, намного больше, чем нужно для увлажнения глаз. Так почему же мы так часто закрываем глаза? Ученые из Осакского университета в Японии выяснили, что мы делаем это для того, чтобы наш мозг не перегружался. Ведь когда мы закрываем глаза, мозг автоматически переходит в бездействующее состояние. 632. Кетчуп продавался как лекарство от расстройств пищеварения в 1830-х годах. Прародиной кетчупа считается Китай. Тогда он представлял собой соус из маринованной рыбы или моллюсков. В 1817 году его стали делать из томатов. Врач из Огайо Джон Кук Беннет утверждал, что кетчуп – отличное средство для решения проблем с пищеварением, и этот продукт начал массово продаваться в аптеках. 633. Вы скорее вспомните то, что написали синими чернилами, чем то, что написали черными. Эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось вспомнить слова,
написанные разными цветами, привел к выводу, что слова, зафиксированные синими чернилами, запоминаются немного лучше, чем написанные черными. А если вы наверняка хотите что-то запомнить, то пишите красной ручкой. 634. Банан – это ягода. Согласно ботанике, ягода – это плод, произрастающий из одного цветка, в котором наружный слой стенки завязи развивается в мясистую съедобную часть. Так вот, в соответствии с этим определением к ягоде можно причислить помидоры, огурцы, баклажаны и бананы. 635. 3:44 – это самое распространенное время, когда многие люди просыпаются каждую ночь. Исследование, в ходе которого специалисты пришли к такому выводу, проводилось на 3000 британцев. Чаще всего они просыпались среди ночи, когда часы показывали 3:44. Половина из тех, чей сон был прерван в это время, признавались, что чувствовали усталость в течение всего дня, а каждый пятый даже дремал днем. 636. Мужчины, чей возраст заканчивается на 9, более всего склонны к изменам. В ходе исследования было проанализировано 8 миллионов пользователей сайта знакомств, который нацелен на мужчин, ищущих внебрачные связи. Среди них возраст более 950 тысяч человек заканчивался на цифру 9, этот показатель на 18% превышал остальные. 637. Селфи убивают больше людей, чем акулы. В сентябре 2015 года 66-летний турист упал с лестницы во время попытки сделать селфи у Тадж-Махала и погиб. Этот трагический случай стал 12-м летальным исходом из-за селфи за год, в то время как акулы стали причиной смерти лишь 8 человек. 638. На шкале времени тираннозавры ближе к человеку, чем к стегозаврам. Стегозавры и их сородичи, аллозавры, апатозавры и другие, жили примерно 155-145 миллионов лет назад, а тираннозавры существовали лишь около 67 миллионов лет назад. Получается, примерно 83 миллиона лет отделили стегозавров от тираннозавров. А текущая эра геологической истории Земли кайнозойская, которая продолжается до сих пор, началась 66 миллионов лет назад и ознаменовалась появлением человека разумного. 639. Сейчас самолеты летают медленнее, чем в прошлом. Сегодня беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Хьюстон занимает 4 часа. В 1973 году такой же рейс выполнялся бы за без малого 3 часа. Дело в том, что за эти годы цена на топливо существенно выросла, и авиакомпании поняли, что могут сэкономить миллионы фунтов в год, просто летая медленнее возможного. 640. Уборка дома также вредна для здоровья, как и курение пачки сигарет. Вдыхание химикатов, содержащихся в чистящих средствах, повышает риск развития астмы до 43%. Химические вещества раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и могут привести к долгосрочным изменениям в их работе. 641. Существует так много сортов яблок, что если съедать по одному в день, то ушло бы 20 лет на то, чтобы перепробовать все. В мире существует более 7500 известных сортов яблок, а 20 лет – это 7300 дней. Так что вам понадобится даже больше 20 лет, чтобы попробовать каждый сорт. 642. Бокалы для вина в 7 раз больше, чем они были в прошлом. В начале 18 века кубок вина мог вместить всего 66 мл напитка, а сегодня нередко пьют из бокалов, которые вмещают пол-литра. Так что за последние 300 лет они увеличились в размерах в 7 раз, причем самые значительные изменения произошли за последние 20 лет, когда выросло потребление вина. 643. Стив Джобс выбрал название Apple, чтобы оно шло перед Atari в телефонном справочнике. Существует несколько легенд о том, как было придумано название Apple. Правдоподобнее всего звучит рассказ о том, как Стив Джобс и Стив Возняк ехали в машине, и Джобс сказал: «Я придумал имя Apple Computer». Мужчины продолжили перебирать варианты,
но другие идеи не появлялись. Позже Джобс расскажет: «Я держал в уме, что работал на Atari, и название Apple позволяло нам опередить Atari в телефонной книге». 644. Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 литров молока в год больше, чем те, которых никак не зовут. Исследование ученых предлагает фермерам мягкий способ добиться от буренки больше молока. Нужно просто относиться к ней с участием, гладить и чаще повторять ее кличку. Исследователи считают, что корова, которую величают по имени, чувствует себя более расслабленно, в то время как гормоны стресса понижают выработку молока. 645. Один карандаш может нарисовать линию длиной 56 километров. Среднестатистических размеров карандашом можно нарисовать линию длиной 35 миль, это чуть больше 56 километров, или написать 45 тысяч слов. 646. 2500 лет назад в Китае ходили деньги в виде ножей. Такие бронзовые ножи были товаром, выполняющим функцию денег на территории Китая между 600 и 200 годами до нашей эры, во времена династии Чжоу. 647. Благодаря плоскому экрану и высокому разрешению, собаки могут смотреть ТВ так же, как люди. Изображение на стандартном ТВ-экране обновляется 60 раз в секунду. Для человеческого глаза мелькание со скоростью более 50 Гц воспринимается как непрерывное движение. А собаки могут различать мелькание на частоте 75 Гц, ведь их глаза предназначены для реагирования на движение. Поэтому картинка на экране, скорее всего, для них просто мелькает. Такое изображение животным кажется нереалистичным, а значит, и не занимает их ум. Но современные технологии теперь предлагают телевизоры с высоким разрешением. Такие кадры уже не кажутся песикам излишне мельтешащими и нереалистичными, и этим заинтересовывают наших питомцев. Еще одна причина, по которой собаки не смотрят даже современные телевизоры – экран находится на уровне человеческих глаз. Если поставить его на пол, скорее всего, пес с интересом будет наблюдать за происходящим по ТВ. 648. Древние египтяне играли в боулинг 5000 лет назад. Боулинг был популярен в Древнем Египте еще 5000 лет назад. Египтяне играли в него в большом зале, по 2 человека одновременно, каждый находился на конце 4-метровой дорожки. Один человек бросал большой мяч, а другой малый. 649. Лишь 6 современных стран никогда не были колонизированы Европой. Почти каждый уголок земного шара был колонизирован в период примерно с начала XVI века по 1960 год. Некоторые находились под протекторатом или мандатом, другие попадали в сферы влияния. И только 6 современных стран полностью избежали европейского колониализма: Южная и Северная Корея, Япония, Таиланд и Либерия, и, конечно, Россия. 650. Кролики могут чувствовать запах своих убитых сородичей в фекалиях хищников. Европейские кролики являются добычей для 30 различных видов хищников, поэтому неудивительно, что они выработали множество адаптаций для выживания. Новые данные ученых подтвердили, что кролики могут распознавать запах своих сородичей в кале хорьков. Это дает им возможность вовремя избежать мест обитания хищников. 651. Всей нутелла, которая продается в мире за год, можно покрыть более 1000 футбольных полей. Нутелла впервые была изготовлена в 1940 году и так полюбилась детям и взрослым, что они и по сей день поглощают это лакомство в огромных количествах. И если каждую купленную за год банку ореховой пасты нанести на тосты, то ими можно будет покрыть более 1000 футбольных полей. 652. Чайная ложка меда – это результат работы всей жизни 12 пчел. За всю свою жизнь живут пчелы по 4-5 месяцев, одна средняя пчела вырабатывает всего 1/12 часть чайной ложки меда. Так что над ложкой сладкого продукта, которую вы утром положили в чай, всю жизнь трудилось 12 пчел. 653.
Большинство людей слышит разницу между горячей и холодной водой, когда она льется. 96% людей могут различить горячее и холодное по звуку. К такому выводу в ходе эксперимента пришла компания, специализирующаяся на звуковом дизайне, Condiment Junkie. А вы можете различить на слух, горячая ли вода льется или холодная. 654. Внутри нас содержится 0,2 мг золота. Человек весом 70 кг содержит в себе 0,2 мг золота. Объем золота в очищенном виде будет равен 10 нанолитрам. Если сформировать из него куб, то каждая его сторона равнялась бы 0,22 мм. 655. Золото съедобно. Еда может стоить баснословно дорого. Например, в Нью-Йорке можно отведать бургер за $666 с лобстерами, трюфелями и сусальным золотом. Вы можете съесть порцию 24-каратного, то есть чистого золота, и не заболеть. Чистое золото проходит через пищеварительную систему человека, не всасываясь. Так что богачам опасаться нечего. 656. Фламинго могут пить закипающую воду. Эти птицы могут пить воду температуры, близкой к точке кипения. Дело в том, что большинство озер, где живут фламинго, имеет очень высокую концентрацию соли. И единственным источником пресной воды оказываются кипящие гейзеры. 657. Быть плохим водителем частично генетическая черта. Небольшое исследование показало, что неспособность к вождению может передаваться по наследству. В эксперименте приняло участие 29 человек, 22 без так называемого гена вождения и 7 с ним. Участники с этим геном показали на 20% худшие результаты в симуляционном тесте и других испытаниях, чем остальные члены группы. 658. Люди, жившие в Средневековье, не были такими уж вонючими, что приходит на ум, когда мы думаем о средневековом периоде. Люди, закованные в позорных столбах. Рыцари. Вонючие крестьяне, покрытые навозом. Что ж, вопреки распространенному мнению, средневековые люди не пахли так зловонно, как принято думать. На самом деле средневековые европейцы очень серьезно относились к гигиене. У них было много бань, специально предназначенных для мытья. В средневековые времена не всегда было легко поддерживать чистоту, но они придавали этому большое значение. К слову, в России с чистотой ситуация была на порядок лучше. 659. Раньше люди запирали чай. Сегодня многие любят чай, но то, на что шли во времена георгианской эпохи, было немного сумасшедшим. В то время чай импортировали из Китая, и поэтому он был очень дорогой, и позволить себе его могли только богатые. На самом деле это было настолько дорого, что были сделаны специальные коробки для чая с замками, чтобы никто не мог его украсть. Его всегда хранили там, где его могла видеть хозяйка дома, поэтому и чай в те времена заваривали только по особым случаям. 660. В Британии однажды запретили Рождество. Между 1644 и 1660 годами лорд-протектор Оливер Кромвель запретил празднование Рождества. Кромвель был пуританином, своего рода очень строгим христианином, который считал, что такие забавные вещи, как танцы и музыка, греховные и огорчают Бога. Неудивительно, что этот указ огорчил граждан, из-за чего даже начались беспорядки. Англичанам это, конечно, не понравилось, но шотландцы не особо расстроились. В Шотландии не было празднования Рождества с 1640 года до 1958. По крайней мере, Рождество в то время не считалось государственным праздником. 661. В туалете умерло более одного английского короля. Можете ли вы придумать более неловкую смерть? Первым английским королем, почившим в туалете в 1016 году, был король Эдмунд II, который пошел в туалет, также известный как гигантская дыра в земле, когда он был смертельно ранен викингом, прятавшимся внизу. В 1216 году, ровно 200 лет спустя, король Иоанн умер в своем туалете от дизентерии,
съев слишком много персиков. Затем, в 1760 году, король Георг II тоже отправился на тот свет, находясь на фарфоровом троне. А король Генрих I умер в 1135 году, предположительно отравившись миногами, разновидность речного угря. 662. Однажды Папа Римский объявил войну кошкам. Возможно, вы не кошатник, но точно не сможете ненавидеть этих животных так сильно, как Папа Григорий IX. Между 1233 и 1234 годами Григорий, который как лидер католической церкви обладал огромной властью, постановил, что кошки являются посланниками сатаны и должны быть уничтожены. Это привело к массовому убийству бедных котиков, что в свою очередь, вероятно, привело к вспышке чумы из-за того, что не стало кошек, которые могли бы уничтожать крыс. Хорошая работа, Григорий. 663. А римский император объявил войну богу моря. Согласно легенде, император Калигула, который был известен своей вспыльчивостью, возвращался домой после неудавшегося вторжения в Британию и отчаянно хотел начать войну хоть с чем-то. Ему было стыдно возвращаться домой с пустыми руками. Что ж, Калигула решил объявить войну ближайшему существу, которое смог найти, Нептуну, богу моря. Он приказал своим людям бросать копья в воду и собрать морские ракушки в качестве трофеев. Историки не уверены на 100%, правдива ли эта история, но тот факт, что люди верили в нее, показывает, каким чудаком был Калигула. 664. Салат Цезарь не имеет отношения к римскому императору. Салат Цезарь не был назван в честь римского императора. Он был назван в честь своего изобретателя, ресторатора Цезаря Кардини. Он был итальянцем, переехавшим в США, который открывал рестораны в Мексике и Америке. По словам его дочери, салат был изобретен в его ресторане в Тихуане. Он стал очень популярен среди голливудских знаменитостей в 30-х и 40-х годах, так что если бы Цезарь был еще жив, то, вероятно, этот салат ему бы тоже понравился. 665. Тадж-Махал когда-то был замаскирован под бамбуковый склад. Тадж-Махал – одно из самых красивых зданий Индии. Во время Второй мировой войны Индия хотела уберечь его от бомбардировок, поэтому величественный мавзолей-мечеть покрыли бамбуком. Они замаскировали его под бамбуковый склад в надежде, что вражеские бомбардировщики не поймут, что это было на самом деле. Это сработало, и Тадж-Махал остался неповрежденным. 666. В викторианской Британии вы могли бы устроиться на работу сборщиком фекалий. Одна из вакансий, доступных бедным викторианским жителям, заключалась в том, чтобы собирать ночное золото. Что же это такое? Ничто иное, как фекалии. До того, как у людей не появилась канализации, фекалии накапливались в выгребной яме под туалетом до тех пор, пока так называемый гонг-фермер не придет со своей тележкой, чтобы забрать их. Гонг-фермерам разрешалось работать только по ночам, и собранные ими отходы должны были быть отправлены за черту города. 667. Сталин любил вестерны. Имя Иосифа Сталина до сих пор вызывает у многих трепет, но знаете ли вы, что знаменитый советский политический деятель любил ковбойские фильмы? Хотя Сталин ненавидел Америку и все, что с ней связано, у него была настоящая слабость к вестернам. Вождь советского народа смотрел эти фильмы, так сказать, для разгрузки мозгов, чтобы переключить фокус внимания и немного отдохнуть. 668. Все британские танки оборудованы для приготовления чая. Нет ничего хуже, чем нуждаться в горячем напитке и не иметь чайника. Вот почему все танки британской армии оснащены приспособлениями для приготовления чая. Это началось во время Второй мировой войны, потому что британские солдаты постоянно останавливались для перерыва на чай и попадали в ловушку нацистов. Поэтому танки были оснащены чайниками, чтобы можно было пить чай в дороге. 669. Наполеон не любил Францию. В юности Наполеон на самом деле был корсиканским националистом, а это означало, что он считал, что Корсика должна быть независимой и не подчиняться Франции или Италии.
Значит, изначально Франция ему на самом деле совсем не нравилась. Но за время учебы император полностью изменил свои взгляды, став патриотом Франции. 670. Изюм – один из самых грязных продуктов на планете. Общеизвестно, что изюм – это просто сушеный виноград, но способы сушки винограда различаются. В некоторых случаях это сушка на солнце, хотя этот процесс может быть длительным. Искусственный свет и дополнительное тепло часто дополняют солнце и ускоряют высыхание. Сушка винограда привлекает насекомых и оставляет плоды незащищенными от грязи, песка и других частиц. Для борьбы с насекомыми многие компании используют пестициды, но они не всегда рассеиваются и смываются во время обработки. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, за 2020 год 99% отобранных и протестированных образцов изюма были заражены 2 или более пестицидами. 671. Томатные продукты содержат измеримое количество плесени. Да-да, в продуктах питания допускается определенное количество плесени, личинок, шерсти животных и повреждений насекомыми. Когда дело доходит до плесени, то используется метод микроскопического подсчета Говарда с использованием микроскопа для определения загрязнения плесенью на микроскопическом уровне. По научным данным, томатная паста и аналогичные продукты считаются удовлетворительными, если количество плесени находится ниже 40–45%. Некоторые консервированные и замороженные овощи и фрукты могут содержать определенный процент гнилых материалов, от 5% до 7%, в то время как молотый орегано может содержать в среднем до 1250 фрагментов насекомых на 10 граммов, прежде чем он будет признан дефектным. Данные приведены для западных стран. 672. Продукты со вкусом ванили и малины с маленьким сюрпризом. Бобры производят кастореум, вещество, которое иногда используют в качестве пищевой добавки. Грызуны выделяют его из анальных желез и используют для пометки своей территории. Кастореум содержит ноты клубники, малины и ванили. Благодаря своей привлекательности кастореум можно использовать в парфюмерии, а также в пищевых ароматизаторах. Управление по контролю за продуктами и лекарствами считает его безопасным, но связанные с ним расходы привели к сокращению его использования. Как сообщается, в 2011 году 5 компаний, производящих ванильные ароматизаторы, заявили, что не используют кастореум. 673. Сырые устрицы все еще живы, когда их едят. Вполне возможно, что когда кто-то ест сырую устрицу, она недавно умерла, но скорее всего она еще жива. Употребление в пищу живой устрицы оптимизирует свежесть, вкус и плотность питательных веществ мяса и соков, содержащихся в раковине устрицы. Мертвые сырые устрицы подвергаются большему риску заражения вирусами и бактериями, которые могут оказать негативное влияние на ваше здоровье, хотя общий риск относительно невелик, поэтому их предпочитают есть живьем. Ощущают ли устрицы боль, все еще остается предметом споров, что не позволяет некоторым людям есть этих моллюсков из этических соображений. 674. Большинство мармеладных конфет сделаны из говяжьего и свиного сырья. Желатин, используемый в желе, мармеладных конфетах, зефире и любых других аналогичных продуктах питания, обычно получают из продуктов животного происхождения, в частности из коллагена, содержащегося в плоти и костях свиней и коров. Когда коров и свиней забивают на мясо, остатки варят и превращают в студенистую субстанцию. Затем его ароматизируют, окрашивают и смешивают с сахаром, кукурузным крахмалом и другими ингредиентами, чтобы сделать сладости различных форм и размеров. Но не пугайтесь, существует желатин неживотного происхождения, и получается он из растительных камедий и экстракта морских водорослей. 675. Эти черные линии на креветках не вены. Креветки поедают живые и разлагающиеся водоросли, растения, червей и другие предметы, плавающие в воде рядом с ними, а иногда и экскременты других живых существ. Когда креветок ловят, убивают и продают потребителям,
Остатки их жизнедеятельности в еде все еще видны в том, что некоторые принимают за вены. В сырых креветках могут быть видны вены или артерии, а также нервы, но наиболее заметной веной на самом деле является кишечный тракт. Черное вещество – это фекалии. Не обязательно разделывать креветки перед употреблением, но если этого не делать, вкус самих креветок может измениться. 676. В арахисовой пасте может быть несколько волосков грызунов. Управление по контролю за продуктами и лекарствами утверждает, что арахисовая паста может содержать 30 и более фрагментов насекомых на 100 граммов. Кроме того, на 100 грамм арахисового масла допускается 1 волос грызуна. Банка объемом 340 граммов может содержать до 3 волосков грызунов. Купив банку объемом 1100 граммов арахисовой пасты, достаточно, чтобы получить 11 волосков грызунов. 677. Бананы радиоактивны. Многие продукты радиоактивны, но бананы занимают первое место в этом списке из-за обилия калия, но по данным Агентства по охране окружающей среды, уровень радиации минимален, и чтобы фрукт нанес вред, вам потребуется съесть неимоверное количество бананов. Бразильские орехи, масляная фасоль, авокадо и картофель входят в десятку радиоактивных продуктов, но все они не опасны для человека при адекватном употреблении. 678. Вы едите ананас, а он ест вас. Ананас содержит бромелаин, вещество, расщепляющее белки, и когда вы едите ананас, фермент разъедает белки у вас во рту. Объедините это с кислотностью самого фрукта, и вы почувствуете покалывание, боль или даже жжение на языке или других частях рта. Ананасы являются единственными обладателями бромелаина двух разных типов. Тот, что находится в стеблях, переваривает белки лучше, чем тот, что обнаружен в мякоти. 679. Принглс не квалифицируются как картофельные чипсы. Принглс выглядят как картофельные чипсы, пахнут картофельными чипсами и даже по вкусу напоминают картофельные чипсы, но технически это не чипсы. Их рецепт включает в себя обезвоженный и обработанный картофель. Наряду с кукурузой, рисом и пшеницей, с разными вкусами и дополнительными добавками. Поскольку Принглс делается не из привычной картошки, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 1975 году определило чипсы типа Pringles как продукт на основе сухого картофельного пюре. 680. Такой разный вой катушки. Электромагнитно-индуцированный акустический шум или вой катушки в Европе звучит иначе, чем в США. Американский электрический гул – это си-бемоль, тогда как европейский – это соль. Возможно, это связано с тем, что в Европе используются стандарты напряжения 220-240 вольт с частотой переменного тока в 50 Гц, а в США 100-127 вольт и 60 Гц соответственно. Не знаем, что вы будете делать с этой информацией, но уверены, что это является неочевидным фактом, в который сложно поверить с первого раза. 681. Ребенок из прошлого. Эмма Гибсон, замороженная в виде эмбриона в 1992 году, родилась в 2017 году у матери 1991 года рождения. В 1992 году эмбрион Эммы был заморожен до тех пор, пока его не усыновила пара Тины и Бена, которые не могли иметь детей. Таким образом, супруги выбрали 24-летнего эмбриона, замороженного в период, когда Тине самой было чуть больше года. 682. Почти безотходное производство. Благодаря эффективным процессам переработки, 75% всего алюминия, производимого в мире, все еще используется сегодня. 683. Розовая пантера. Мультсериал «Розовая пантера» был создан благодаря успеху персонажа в начальных и завершающих кадрах художественного фильма 1963 года «Розовая пантера». 684. Бедовый парень. Адольф Сакс был склонен к несчастным случаям. В детстве он упал с высоты 3 этажей, ударился головой о камень и считался мертвым, выпил кислотную воду, которую принял за молоко,
проглотил булавку, получил серьезные ожоги от взрыва пороха и однажды упал на раскаленную чугунную сковороду и обжег бок. Несколько раз он избегал случайного отравления и удушья от сна в комнате, где сохла лакированная мебель. В другой раз юный Сакс получил удар булыжником по голове, упал в реку и едва не умер. Его мать однажды сказала: «Он ребенок, обреченный на несчастье, он не будет жить». Соседи называли его «маленький Сакс», «призрак». Но несмотря ни на что, он вырос и изобрел саксофон. А вы думали, в чью честь был назван этот музыкальный инструмент? 685. Вино с привкусом тяжелого металла. Древние римляне добавляли в вино ацетат свинца для улучшения цвета, вкуса и предотвращения брожения. Средний римский аристократ ежедневно потреблял до 250 микрограмм свинца. Некоторые римские тексты связывают хроническое отравление свинцом с психическим расстройством Нерона, Калигулы и других римских императоров. 686. Сохранившиеся нейроны. По крайней мере, у одной из жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры был обнаружен остеклованный мозг. Другими словами, мозг римлянина превратился в стекло из-за влияния жгучих температур и даже сохранил в себе нейроны. 687. Опасная гигиена. До 1930-х годов было небезопасно пользоваться туалетной бумагой и был риск порезать деликатные места. Так, например, в Китае для производства туалетной бумаги использовалась рисовая солома, так как тогда это был очень дешевый материал для изготовления бумаги. 688. Биохазард. Символ биологической опасности изначально ничего не символизировал и ни к чему не относился. То есть этот символ был создан без всякой подоплеки и смысла, и только потом его решили использовать для обозначения опасности. Это просто форма, которая была выбрана как симметричная, а еще ее трудно с чем-либо спутать и легко запомнить. 689. Малышка в теле взрослого. Брук Гринберг, покинувшая этот мир в 2013 году, страдала от неизвестного науке редкого заболевания, из-за которого ее психическое и физическое развитие соответствовало годовалому ребенку, несмотря на то, что на момент смерти ей было 20 лет. 690. Не просто вещь, а прерогатива богатых. Пуговицы на женских рубашках находятся с левой стороны, потому что в XIII веке богатых женщин одевали их служанки, и таким образом им было легче их застегивать. 691. Кровожадный Тимон. Исследование 2016 года показало, что сурикаты являются наиболее жестокими млекопитающими, которые проявляют кровожадность к представителям своего вида. С 20% всех сурикатов безжалостно расправились другие сурикаты, чаще всего это их матери, сестры или тети. 692. Не имеете права. В скобках «имеете». Названия песен не могут быть защищены авторским правом. Вы можете именовать свою песню уже использованным названием, и вам никто не может запретить этого сделать. 693. Важность ремней безопасности. 98% пассажиров, попавших в ДТП в Дубае, не были пристегнуты ремнями безопасности. Как сообщается, там просто не принято пользоваться этой важной мерой безопасности. Я жил на Ближнем Востоке, и если вы пристегнете ремень безопасности, когда за рулем араб, вы с таким же успехом можете плюнуть ему в лицо и накричать на него. Если вы пристегиваетесь, будучи водителем, это означает, что вы трус, не верящий в себя и в Бога. Я буквально ехал с тунисским таксистом, он вел машину как грёбаный маньяк, который отвел взгляд от дороги, протянул руку и расстегнул мой ремень безопасности. После того, как я пристегнул его посреди поездки, поделился своим опытом один из пользователей. Хотим обратить ваше внимание, что необходимо обязательно пристегиваться в автомобиле ремнем безопасности, это может спасти вашу жизнь. 694. Толстый и тонкий. Наименее тучными людьми в мире являются жители Вьетнама. Уровень ожирения в этой стране составляет всего 2,1%, что ниже, чем в Уганде,
5,3% и значительно ниже, чем в США 41,9%. В то же время исследование 2022 года показало, что доля лиц с ожирением в России достигла 30%, это около 40 миллионов человек. 695. Нежные гиганты. Слоны умеют мурлыкать, как кошки. Слоны могут общаться между собой на больших расстояниях с помощью недоступных человеческому уху звуков очень низкой частоты, менее 20 Гц. Люди практически не могут слышать эти звуки, так как 20 Гц – это самый низкий порог в диапазоне распознаваемых человеческим ухом звуков от 20 до 20 тысяч Гц. Однако мы можем слышать самые высокочастотные гармоники из издаваемых слонами инфразвуков, и именно их люди принимают за мурчание. 696. Почти вечная жизнь. Аллигаторы и крокодилы не стареют биологически, они не умирают от старости, а делают это от голода или болезней. В 1990 году было введено понятие «пренебрежимое старение», которое означает, что у некоторых видов животных очень сложно проследить темпы старения, то есть невозможно визуально наблюдать признаки этого самого старения. У разных животных механизм подобия бессмертия работает по-разному, например, морские окуни продолжают расти на протяжении всей жизни, а в случае с крокодилами у них просто чрезвычайно медленный метаболизм. 697. Один из самых больших живых организмов в мире. Существует целый лес, состоящий лишь из одного дерева. Этот единый живой организм называется панда и находится в штате Юта, США. Но как же одно дерево может считаться лесом? Дело в том, что по факту это одна большая колония тополя осинообразного с общей корневой системой. Колония деревьев занимает площадь в 43 гектара, а вес растения оценивается в 6000 тонн. Это самый тяжелый из известных организмов, которому примерно 80 тысяч лет. Не менее интересным является факт открытия панда. В 1968 году ученый Бертон Барнс заметил, что все деревья, входящие в колонию, ведут себя одинаково. 698. Пикантная деталь. На съемках фильма «Звездный десант» актеры заявили, что согласятся сниматься в сцене принятия совместного душа только в том случае, если режиссер Пол Верховен разденется вместе с ними. Под раздачу также попал и оператор Йост Вакана, но так как он родился в нудистской колонии, то для него это не было проблемой, ровно как и для самого Пола Верховена. Благодаря целеустремленности режиссера данная сцена все-таки увидела свет, разумеется, только в изданиях на видеокассетах и DVD. 699. Хитрый способ подбора оттенка помады. Цвет ваших сосков точно соответствует вашему идеальному цвету губ. Независимо от расы, соски всегда имеют оттенок на 1-2 тона глубже, чем кожа вокруг них, и это идеальный цвет для помады. Поэтому, если вы не знаете, как подобрать идеальный оттенок, просто загляните себе под футболку. Однако не рекомендуется делать это в магазине косметики, иначе вас неправильно поймут. Также не стоит рассказывать всем о своем принципе подбора помады, так как после этого мужчины будут смотреть на ваши губы совсем по-другому. 700. Самый крупный производитель самых маленьких шин. Лего является самым крупным производителем шин в мире. Но есть один нюанс – это маленькие шины, предназначенные для игрушечных конструкторов. Конечно, имеется в виду общее количество произведенных шин. С 2011 года Лего занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире производитель шин, коих в 2010 году компания умудрилась произвести 381 миллион. Больше о рекордах Гиннесса вы сможете узнать из нашего отдельного видео «150 самых безумных рекордов Гиннесса», которые невозможно повторить. 701. Ароматные опилки. Молотая корица технически представляет собой опилки. Если вы не поняли, то корица – это высушенная кора растения рода коричник. Кроме того, настоящие цейлонские коричные деревья Cinnamomum verum произрастают на Шри-Ланке. Однако большая часть потребляемой корицы
на самом деле производится из китайских коричных деревьев Cinnamomum caessia, произрастающих в Южном Китае, или из других родственных видов. Технически это все та же корица, но различия все-таки есть. Как сообщается, Cinnamomum verum на вкус немного ярче и слаще, а если съесть слишком много резкой Cinnamomum caessia, то это может вызвать аллергические реакции и даже отравление, так как китайский вид является канцерогенным, содержа в себе альдегид. Отличить кору этих деревьев довольно просто. Кора цейлонской корицы всегда закручивается с двух сторон, в то время как китайская кассия закручивается либо с одной стороны, либо не закручивается вообще. 702. Петушиная песня. Когда петух кукарекает, он частично затыкает свои слуховые проходы, чтобы не оглушить себя громкими криками. У людей тоже есть система приглушения звука, за действие которой отвечает самая маленькая мышца в нашем организме – стременная. Наше тело имеет встроенную систему защиты от действительно громких шумов, включая звук нашего голоса. Когда вы говорите, стременная мышца в среднем ухе заглушает звук нашего собственного голоса, чтобы мы не страдали от него. Именно поэтому наш голос в записи звучит не так, как мы слышим его сами. 703. Это была бы отличная идея для ситкома. Между 1913 и 1914 годами Зигмунд Фрейд, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, император Франц Иосиф, эрцгерцог Франц Фердинанд и Лев Троцкий жили в Вене в пределах 4 километров друг от друга. Как сообщается, на тот момент им было Фрейду 57 лет, Гитлеру 24 года, Сталину 35 лет, Францу Иосифу 83 года, Фердинанду 50 лет и Троцкому 34 года. Нам остается только догадываться, как мог бы называться этот ситком, например, «Вена 90210». Вот как выглядело расположение их резиденций. Просто осознайте, в какой-то период времени Сталин и Гитлер жили друг от друга примерно в 4 километрах. Кстати, Сталин прожил в Вене 1 месяц, где он отдыхал от нервной и опасной жизни политического подполья. 704. Зеркало души. Ваша иммунная система не знает, что у вас есть глаза. Этот орган человеческого тела имеет уникальные отношения с иммунной системой организма и наделен так называемой иммунной привилегией. Простыми словами, это привилегия, которая дается некоторым частям тела, чтобы в тех не возникал воспалительный иммунный ответ при появлении чужеродного тела. Еще в середине 20 века английский биолог Питер Медавр обнаружил, что внедрение чужеродной ткани в области глаза не вызывает разрушительной реакции. Если бы у глаз не было иммунной привилегии, то воспалительный процесс мог бы нарушить прозрачность роговицы, приведя к врастанию кровеносных сосудов в ткань глаза. Если бы это произошло, то мы бы стали видеть все очень плохо. Помимо глаза иммунной привилегией обладают мозг и матка. 705. Финский допинг. Был такой финский солдат Айма Кайвунин, который прибыл в составе разведывательного отряда на Советско-финский фронт 16 марта 1944 года, но был вынужден спасаться бегством, как только заприметил советские войска. Солдат принял сразу 30 таблеток одного, ныне запрещенного вещества, учитывая, что принимать за раз разрешалось не более 6 штук. Кстати, это количество было выдано на весь отряд. Как сообщается, он мог сделать это по ошибке, из-за волнения, или ему просто было неудобно открывать упаковку в варежках. Впав в метамфетаминовый бред и испытывая галлюцинации, финский солдат стал блуждать по лесу на лыжах, пройдя в общей сложности 400 километров. Айма просто не мог остановиться. Все это время он питался только сосновыми почками и съел одну сибирскую сойку, которую смог поймать и съесть в сыром виде. Солдата приметил экипаж немецкого самолета, который обратил внимание на сгоревшую землянку, где Айма наступил на мину. После доставки солдата в госпиталь, медики отметили, что на тот момент у него был пульс под 200, и он весил всего 43 килограмма. Айма выжил и мирно скончался в возрасте 71 года. 706. То, что вы не знали о стрекозах. Личинки стрекоз, именуемые нимфами,
дышат через задний проход. А еще, чтобы ускориться, личинка стрекозы выталкивает из прямой кишки струю воды, которая служит подобием реактивного двигателя. Знаете еще какое-нибудь животное, которое передвигается реактивным способом, используя для этого собственный зад? 707. Огромные морские существа. Синий кит является самым большим и самым тяжелым современным животным. Он настолько большой, что по его венам мог бы плавать младенец. Его длина достигает 33 метра, а масса может значительно превышать 150 тонн. Сердце синего кита самое большое в мире, а диаметр спинной аорты достигает 40 сантиметров. Интересный факт: только один язык синего кита весит до 4 тонн. 708. Дополнительные коготки. У большинства кошек, как и положено, по одной подушечке на каждом пальце, что в общей сложности составляет 20 подушечек на всех 4 лапах. Однако котики с полидактилией имеют дополнительные пальцы, а соответственно и дополнительные подушечки. На самом деле полидактилия встречается у всех животных, но у кошек она проявляется особенно часто. Это никак не мешает им в жизни, но зато самую малость мешает их владельцам, так как приходится стричь больше когтей. Когда-то полидактильные кошки очень ценились среди моряков, и не только потому, что дополнительные пальцы с когтями позволяли им более крепко стоять на палубе и помогали в охоте на корабельных крыс, более крепкий хват, но также считалось, что они просто приносят удачу. 709. Есть страна, в которой больше пирамид, чем в Египте. В Судане 255 пирамид, а в Египте 118. Да, мы шокированы не меньше вашего. Пирамиды в Судане принято называть нубийскими, так как они были построены на территории древнего государства Нубия, где сейчас находится территория современного Судана. Собственно, пирамиды в Нубии, Судане, стали строить только спустя 800 лет после того, как египтяне перестали строить свои. 710. Снежинка размером с пиццу. Согласно книге рекордов Гиннесса, однажды в штате Монтана упала снежинка диаметром 38,1 см и толщиной 20,3 см. Это произошло в 1887 году, так что есть большая вероятность, что она уже растаяла. Как снежинка могла вырасти такой большой? Дело в том, что при слове «снежинка» мы представляем себе нечто кружевное и симметричное, как на фото выше, но подавляющее большинство снежинок не такие красивые. Дело в том, что, падая из облаков, снежинки опускаются с разной скоростью, поэтому они сталкиваются друг с другом, слипаются и долетают до земли уже комковатыми и имеют разную форму. 711. Не сморкайтесь в Японии. Но во всяком случае, не на публике, так как это действие считается там крайне неприличным. Если в Японии вы подхватили простуду или заприметили у себя признаки аллергии, считайте, что вам крупно не повезло. В стране восходящего солнца принято сопеть, чихать в руку или одежду, но только не сморкаться. 712. Микки Мауса изначально звали совсем иначе. В 1920-х годах Уолт Дисней называл своего легендарного грызуна Мортимером. Но жена мультипликатора подумала, что его идея заслуживает более броского имени, поэтому он сменил его имя на Микки. Однако имя Мортимер не пропало даром, а досталось сопернику Микки Мауса. 713. Уникальный нос. Нос каждой собаки имеет уникальный набор складок, как отпечаток пальца человека. Однако все они одинаково способны унюхать лакомство за километр. 714. Самый маленький динозавр. Самым маленьким из существовавших на Земле динозавров считается микрораптор. Это был пернатый динозавр с 4 крыльями, длиной до 77 сантиметров, что примерно равно размеру вороны. Причем это были не 4 крыла и лапы, а 2 крыла и 2 лапы, на которых тоже были расположены крылья. Идеальный размер для домашнего животного, которого можно было завести несколько миллионов лет назад. А вы знали, что курицы имеют гораздо больше общего с динозаврами, чем крокодилы? 715. Зрелые апельсины на самом деле зеленые.
Большинство апельсинов, растущих в южных субтропических регионах, с длинным световым днем зеленые. Зеленая кожура означает, что она наполнена хлорофиллом, пигментом, необходимым для фотосинтеза, который позволяет растениям преобразовывать солнечный свет в энергию. Исследования показали, что покупатели отдают предпочтение оранжевым апельсинам, поэтому после сбора зрелых зеленых плодов их обрабатывают этиленом, из-за чего хлорофилл в кожуре разрушается, придавая фрукту его знаменитый цвет. 716. Первый 3D-фильм вышел почти столетие назад. Хотите верьте, хотите нет, но первый 3D-фильм был выпущен в 1922 году. Картина «Сила любви» была показана зрителям в Лос-Анджелесе благодаря кинематографисту Роберту Элдеру и продюсеру Гарри Фейреллу. Фильм снимали с помощью 2 киносъемочных аппаратов, а в кинотеатре его показывали 2 кинопроекторами. К сожалению, фильм показали только участникам съемки и прессе, которые смотрели его через анаглифные очки с пленками красного и бирюзового цвета. Из-за малого количества посмотревших, фильм не снискал успеха и на данный момент считается потерянным. 717. Сахарную вату изобрел дантист. Несмотря на то, что это сладкое лакомство довольно вредно для зубов, дантист по имени Уильям Моррисон изобрел сахарную вату в 1897 году вместе с кондитером по имени Джон Уортон. В 1904 году они продали 68 655 коробок сахарной ваты на Всемирной выставке в Сент-Луисе, где они представили ее как нить феи. Продавали по 25 центов за коробку. Интересно, сколько тогда стоил сахар? 718. У космоса есть запах. По словам космонавтов, в космосе пахнет нагретым порохом, раскаленным металлом, углем, озоном, сварочным дымом, чуть подгоревшим стейком или таким же подгоревшим миндальным печеньем. Как космонавты могли ощутить запах, если все время они находятся либо в скафандре, либо на борту корабля? Все просто, они ощущали его в шлюзовой камере космического корабля. После выравнивания давления и подачи кислорода, космонавты снимали шлемы и ощущали необычный аромат. 719. На поварском колпаке ровно 100 складок. Считается, что 100 складок на поварском колпаке означает умение шеф-повара приготовить яйцо сотней различных способов. Это как бы должно символизировать высочайшее мастерство повара. Мы составили список примерно из 10, а затем сдались. Некоторые историки говорят, что чем выше поварской колпак, тем опытнее шеф-повар. 720. Кроликов не тошнит. Именно так устроены ушастые грызуны. Из-за своей диеты и кардиального сфинктера, препятствующего обратному выходу корма из желудка, кроликов физически не может тошнить. Природа кроликов такова, что в нормальных условиях их желудок всегда должен быть наполнен пищей. 721. Дельфины спят с одним открытым глазом. Наши морские приятели делают это, чтобы отдохнуть и при этом не упускать из виду хищников. Вот удивительный факт: левое полушарие их мозга спит, когда их правый глаз закрыт и наоборот. Это называется однополушарным сном. 722. Прозрачные животные. У стеклянной лягушки кожа на животе просвечивает настолько, что через нее можно рассмотреть все органы. А спина и некоторые кости зеленые. Такая расцветка позволяет отлично маскироваться в джунглях. У бабочки-стекляницы роскошные прозрачные крылья. Из-за цветной каемки они похожи на маленькие окошки. Существует такой вид жуков Эспидоморфа милитарис или жук-черепашка. Оранжевое тельце этого насекомого прячется под большими прозрачными крыльями, словно под щитом. 723. Муравьи-воришки. Муравьи небольшие насекомые, а муравей-вор совсем крошка. Рабочие муравьи этого вида едва достигают 2,5 мм и ловко этим пользуются. Муравьи-воры строят свой уютный домик по соседству с гнездом других муравьев. Рабочие прокапывают тончайшие ходы к соседям и таскают у них яйца и мелких личинок себе на ужин. А королева поджидает их дома. Как только появляются соседи-охранники, мелкие воришки
быстро убегают по своим крошечным тоннелям, в которые большим муравьям никак не пролезть. 724. Кролики едят собственные какашки. Тот, кто держит дома кроликов, наверняка заметил, что зверьки съедают часть своих какашек. Делают они это потому, что не усваивают из пищи необходимые питательные вещества с первого раза. Частицы, которые не перевариваются в организме, становятся твердыми маленькими экскрементами-катышками. Их кролики не трогают, но помимо них зверьки производят и мягкие какашки. Их-то кролики и съедают незамедлительно. В первый раз мягкие экскременты перерабатываются в слепой кишке, но в них остается еще много питательных веществ. Только после того, как пища второй раз пройдет через кишечник, все необходимые организму вещества усвоятся. А если кролик не будет есть мягкие какашки, он может умереть от недоедания. 725. Уши вместо мобильного. Слонам не нужен мобильный телефон, чтобы поговорить друг с другом. Они производят хоботом и горлом низкие звуки, которые не в состоянии уловить человеческое ухо, зато слышат сородичи. Эти звуки разносятся в радиусе 5 километров. Слоны рассказывают друг другу, где можно найти вкусную еду, или предупреждают, что поблизости враг. Мирно пасущиеся слоны могут почувствовать вибрацию от топота бегущего стада других слонов, даже если между ними десятки километров. Получив такой сигнал об опасности, слоны начинают вести себя осторожнее. 726. Язык в полметра. Большим животным нужно много есть, и в этом нет ничего удивительного. Но у жирафа слишком маленький череп, челюсти и зубы, чтобы отправлять в желудок достаточное количество пищи. К счастью, у животного большие губы и длинный-предлинный язык. Язык жирафа может вырасти до полуметра в длину. То есть животное запросто достает соринку из собственного уха. Такой язык нужен, чтобы обрывать с деревьев листья. Он очень жесткий и грубый, и потому жирафу совсем не больно поедать колючие ветки любимой акации. Цвет языка синий. Так природа защищает его от солнечных лучей. Ведь жирафы проводят много времени с высунутым языком, и синий цвет для него как крем от загара. 727. Рыбы на дереве. Лабиринтовые рыбы, к которым относится рыба-ползун, научились жить в воде, бедной кислородом. Они даже обзавелись особым дыхательным органом-лабиринтом, который находится у них на голове, между глаз. Рыбы вдыхают воздух над поверхностью воды и сжимают его в лабиринте. Из сжатого воздуха ползуны получают кислород и строят сетки из пузырьков, в которые откладывают икринки. Люди находили живых рыб даже на вершинах деревьев, поэтому думали, что ползуны сами карабкаются вверх по стволам и веткам. Но в 1927 году один сообразительный исследователь выяснил, что рыбы попадают наверх не по своей воле. Из-за того, что они часто плавают у поверхности воды, их ловят птицы. Они прячут добычу среди ветвей, чтобы съесть попозже, а потом забывают об этом. Поскольку ползуны могут долго обходиться без воды, они еще несколько дней живут на деревьях. Рыбы-ползуны могут самостоятельно переползать из одного водоема в другой. Чаще всего это происходит во время засухи, когда родное озеро мелеет. Обычно на поиски воды отправляется сразу несколько рыб. 728. Умелый лучник может заставить стрелу обогнуть объект. Английские и арабские исторические источники согласно утверждали, что талантливые лучники умели пускать стрелу по дуге, под углом и даже заставляли ее описать полукруг, чтобы поразить цель за спиной стрелка. Современные мастера лука проверили эти утверждения, оказалось, что это действительно возможно. Истинно великий лучник может попасть даже в цель, которая находится сзади него за спиной, его стрела просто опишет дугу в 180 градусов. 729. На Южном полюсе нет времени. Поскольку на Южном полюсе сходятся все меридианы, он не принадлежит ни к одной временной зоне. На исследовательских станциях в Антарктиде время согласуется со временем страны, которой принадлежит станция, и в двух соседних зданиях оно может различаться на несколько часов. 730. Сандра Буллок чуть не стала Нео.
Продюсеры так долго искали подходящего актера на роль главного героя «Матрицы», что в отчаянии чуть не заменили его героиней, которую должна была сыграть Сандра Буллок. 731. Ученые сумели скрестить козу с пауком. Профессор из США Рэнди Льюис ввел козе ген паука. В результате в козьем молоке стало намного больше белка, из которого, подоив козу, можно прясть нити не менее прочные, чем паутиные. 732. На Бурдж-Халифа можно видеть 2 заката в день. Самое высокое здание в мире так велико, что если вы посмотрите на закат на 1-м этаже, а затем подниметесь на верхний, вы сможете увидеть закат еще раз с самого начала. 733. Елизавета II подавала сумочкой тайные знаки. Елизавета II использовала свою сумочку, чтобы дать знать слугам и помощникам о своих намерениях. Если она перекладывала сумочку из руки в руку, значит, она закончила разговор с собеседником, и его нужно вежливо проводить. Если же она хотела резко оборвать беседу, она ставила сумочку на пол. 734. В океане есть космическое кладбище. На юге Тихого океана есть точка Немо, самая дальняя точка от суши. Именно сюда направляют с орбиты отслужившие свое космические аппараты. Здесь же на дне океана покоится станция «Мир». 735. Брокколи – создание человека. Капусты брокколи никогда не существовало в природе, ее вывел человек после многих столетий селекционной работы с разными видами капусты, впервые начатой в VI веке до нашей эры. 736. Высокие каблуки раньше носили мужчины. Первыми обувь на каблуках начали носить всадники персидской кавалерии в X веке до нашей эры. Каблуки помогали им удерживать ноги в стременах. 737. Существуют датчики дыма для глухих. Человек, не имеющий слуха, не услышит пожарную сирену. Японские ученые, решив помочь глухим, изобрели датчик, который реагирует на дым не только сиреной, но и струей пара с экстрактом едкого васаби, аромат которого поднимет на ноги любого спящего. 738. Орехов меньше, чем кажется. Арахис, грецкий орех, миндаль, кешью и фисташки по ботанической классификации не орехи, а семена. 739. У броненосцев действительно крепкий панцирь. Броненосцы получили свое имя не зря, их панцирь действительно способен отражать пули. Известен даже случай, когда охотник сам получил тяжелое ранение, выстрелив в броненосца, пуля, отрикошетив, попала ему в челюсть. 740. Сахара лишь на четверть покрыта песком. Сахара – это вовсе не бескрайние песчаные пространства. Большая ее часть покрыта галькой, гравием, камнем, значительную часть также занимают горы и еще кое-какую – оазисы. 741. Сахара – не самая большая пустыня в мире. По географической классификации, самая большая пустыня в мире – Антарктика. Площадь Сахары – около 9 миллионов квадратных километров, а Антарктики – больше 14 миллионов. 742. До 2015 года в Японии были запрещены ночные танцевальные заведения. Соответствующий закон был принят в 1948 году, поскольку ночные танцевальные заведения в то время стали центром противозаконной деятельности в городах. Впоследствии на долгие годы о нем просто забыли и отменили только в 2015. 743. В Токио есть Йош-кафе. Здесь за 1000 йен вы можете не только выпить кофе, но и потискать симпатичных ежиков. 744. Гладиаторами бывали и женщины. Гладиаторов женщин называли гладиатрисами, они точно так же, как и мужчины, бились друг с другом на потеху толпе. Их было не так уж мало, а вот свидетельств об их личностях и их жизни почему-то почти не сохранилось. 745. Акула может прожить до 500 лет. Гренландская акула может прожить до 500 лет. Особи этого вида достигают сексуальной зрелости лишь к 150 годам. 746.
в Калифорнии научились извлекать электричество из снега. Устройство, придуманное калифорнийскими учеными, содержит отрицательно заряженный силикон, который притягивает положительно заряженные снежинки, из-за чего возникает статический электрический эффект, который перерабатывается в электроток. 747. Собака способна выучить до 250 слов и жестов. По мнению ученых, интеллект взрослой собаки примерно соответствует интеллекту двухлетнего ребенка. 748. Сегодня наше тело почти полностью состоит из атомов, отличающихся от тех, что были год назад. Только представьте, всего 1 год требуется для замены 98% атомов в нашем организме. По сути, ежегодно каждый из нас становится новым человеком. 749. Усредненный цвет Вселенной бежевый. В 2002 году группа ученых из Университета Джона Хопкинса определила, что Вселенная имеет бежевый оттенок. Этот цвет астрономы назвали космическим латте. Это открытие было сделано в результате усреднения цветов всех источников света из наиболее многочисленных наборов галактик. 750. Барак Обама получил больше премий Грэмми, чем Кэти Перри. Грэмми, как известно, премия музыкальная. И трудно представить, какое отношение к церемонии имеет экс-президент США. Но у Барака Обамы есть целых 2 награды в категории «Лучший альбом разговорного жанра» за его мемуары, в то время как у Кэти Перри только номинации. Даже у Джимми Картера и Билла Клинтона больше Грэмми, чем у Кэти Перри. 751. Словосочетание «безумный шляпник» могло появиться из-за того, что раньше для изготовления шляп использовалась ртуть, отчего у шляпников были странные симптомы. Хотя происхождение термина предмет горячих споров, факт остается фактом. Многие шляпники XIX века использовали ртуть в процессе своей работы. В результате длительного воздействия химического вещества на организм у некоторых из них развивались симптомы ртутного отравления, мышечные судороги, снижение когнитивной функции и другие эффекты, которые можно было спокойно принять за безумие. А сама фраза «безумный как шляпник» использовалась за много лет до создания «Алисы в стране чудес» Льюисом Кэрроллом, поэтому гипотеза выше вполне вероятна. 752. Если бы пчелам выплачивали минимальную заработную плату за их труд, банка меда стоила бы $182 тысячи. Среднестатистическая пчела производит около 1/12 чайной ложки меда за все время своей жизни, которая обычно составляет в среднем 120-150 дней. Активность насекомых приходится на определенные сезоны года, а сбор нектара особью начинается только через 22 дня после ее рождения. Если принять во внимание все эти факты и платить пчелам за их труд, то мед будет обходиться нам намного дороже. 753. Между убийствами Линкольна и Кеннеди есть несколько странных сходств. Линкольн был избран в Конгресс в 1846 году, а Кеннеди в 1946. Линкольн стал президентом в 1860 году, а ровно 100 лет спустя, в 1960 году, президентом был избран Кеннеди. Оба были убиты в пятницу выстрелом в голову в присутствии жен. Преемники президентов носили фамилии Джонсон. Эндрю Джонсон, преемник Линкольна, родился в 1808 году, а Линдон Джонсон, преемник Кеннеди, в 1908. Убийца Линкольна Бут убил президента в театре и скрывался в амбаре, складе, а убийца Кеннеди Освальд стрелял в президента из книгохранилища и скрывался в кинотеатре. Конечно, вероятно, все это просто совпадение, но это не делает их менее жуткими. 754. Морковь не всегда была оранжевой. И это не шутка, она была фиолетовой, желтой и белой. А в привычном нам виде появилась лишь в XIV веке, когда овощ был выведен голландцами с использованием мутации семян североафриканской желтой моркови. 755. Мы никогда ни к чему не прикасаемся, на атомном уровне, разумеется. Из-за структуры и состава атомов, законов квантовой физики и отрицательного заряда электронов электроны в наших телах
никогда не касаются других отрицательно заряженных частиц, они лишь приближаются друг к другу на максимально близкое расстояние. 756. Если два ребенка были зачаты в одно и то же время, но один из них родился на 2 месяца раньше срока, он будет на 2 месяца старше другого. И это даже несмотря на то, что они одновременно развивались в утробе матерей. Аналогично, если ребенок родился в США одновременно с ребенком в России, у них может быть разная дата рождения, несмотря на то, что они родились в один и тот же момент. 757. Разница между 1 миллионом и 1 триллионом секунд составляет более 30 тысяч лет. 1 миллион секунд равен 11,5 дням. 1 миллиард секунд – это 31 год. А 1 триллион секунд – это 31 710 лет. Почти все в этом мире можно посчитать. 758. Факт, что Луна с Земли выглядит почти такого же размера, что и Солнце во время солнечного затмения – поразительное космическое совпадение. В действительности размер Солнца – радиус около 696 тысяч километров, в 400 раз превышает размеры Луны, радиус 1737 километров, и приблизительно настолько звезда дальше от нас и нашей планеты же. Именно поэтому размеры двух небесных тел совпадают в наших глазах, когда мы наблюдаем за полным солнечным затмением. 759. Джон Тайлер был 10-м президентом США. Он родился в конце 1700-х годов, но двое его внуков наши современники. Когда Джону Тайлеру было 63 года, у него родился сын, у которого также были дети в более позднем возрасте. Именно поэтому внуки Тайлера наши современники, даже несмотря на то, что Тайлер родился примерно через 20 лет после подписания Декларации независимости США в 1776 году. 760. Джимми Хендрикс и Георг Гендель жили по соседству друг с другом. Если игнорировать временной фактор, промежуток в несколько веков, то гитарист Джимми Хендрикс фактически был ближайшим соседом классического немецкого композитора Джорджа Генделя в Лондоне. Мемориальные доски украшают соседние квартиры. Хендрикс жил по адресу на Брук-стрит, 23, а Гендель в соседнем доме. 761. В Эрмитаже Санкт-Петербурга так много кошек, что при музее работает хранитель животных и их пресс-секретарь. Кошки намеренно содержались в Зимнем дворце с момента его основания для ловли крыс и мышей. С тех пор животные стали неотъемлемой частью жизни одного из самых известных музеев России и Европы. При Эрмитаже функционирует клуб друзей эрмитажных котов, в котором есть должности главного хранителя животных, пресс-секретаря, который изучает их историю, и лечащего врача. 762. Технически, во Франции больше часовых поясов, чем в любой другой стране. Если учитывать морские территории Франции, например, французскую Полинезию и острова Уоллис и Футуна, то на всей земле, принадлежащей Франции, находится 12 различных часовых поясов. Всего лишь на один больше, чем у нашей страны. 763. Сыр Филадельфия на самом деле не из Филадельфии. В 1872 году молочник Вильям Лоуренс из города Честер, штат Нью-Йорк, приготовил мягкий сливочный сыр. А в 1929 году Арнольд Рубен дал ему название Филадельфия в честь города, который славился своей едой. Так появился бренд сыра, который мы хорошо знаем и сегодня. 764. В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», когда Артур Уизли ведет Гарри в Министерство магии, на входе в телефонную будку он набирает код 62442. В начале фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» Артур Уизли ведет Гарри в Министерство магии через вход в телефонную будку. Чтобы активировать его, Артур вводит на панели код 62442. Если посмотреть на буквы рядом с цифрами, получится слово «магия» – «magic». 765. Тоби Магуайр, Питер Паркер. В фильме «Человек-паук» делал трюк с подносом без дублеров. Помните эту сцену в фильме «Человек-паук» 2002 года?
Никакой компьютерной графики. Тоби Магуайр, Питер Паркер сам поймал все вещи под носом после 156 дублей. Чтобы облегчить задачу, поднос крепился к руке с помощью клея. 766. Ученые провели весьма интересное расследование. Угадайте, какое вещество на протяжении всей своей жизни девушки съедают в количестве 2 кг. Правильно, мы говорим о губной помаде. Помада, которую они наносят на губы мельчайшими порциями, попадает в желудок, и к старости девушки ее количество приближается к 2 килограммам. 767. Нелогичность при одевании. Как одеваемся мы, парни? Сначала штаны или джинсы, потом кофта или пиджак. Но у девушек это устроено с точностью да наоборот. Сначала надевает джемпер или свитер, и только потом джинсы. Такое чувство, что кто-то из нас думает задом наперед, вопрос, только мы или они. 768. Девушки не рискуют, они менее подвержены любви к риску, в отличие от парней, на то есть причины. Девушек природа создала как хранительницу очага и воспитательницу детей, поэтому защита, безопасность у них в крови, а вот парней природа не пощадила и наградила бесстрашием, так что, дружище, пока ты готов поставить все свои деньги на победу любимого футбольного клуба, то она просто покрутит пальцем у виска. 769. Есть такая тенденция, когда девушки очень любят своего парня, то они хотят его раскормить, причем именно так, чтобы он действительно начал толстеть. Объясняется это 2 причинами. Первое. В девушке просыпается хозяйка, которая чувствует ответственность за состояние здоровья своего парня. И второе. Она хочет, чтобы вы всегда были ее парнем, и будет спокойнее, если вы станете пухлым, и на вас не будут засматриваться другие девушки. Кстати, очень хитрый план. 770. Когда девушки проявляют невероятный интерес к таким вещам, как ваша любимая киберспорт-команда, ваша любимая еда, дни рождения ваших близких, имя вашей собаки в детстве, то высока вероятность, что она делает это не из-за того, что ей правда интересна ваша жизнь. Очень может быть, что она просто подбирает пароль к вашей странице ВКонтакте или любой другой социальной сети. 771. Зачастую девушки двигаются боком, когда приходится спускаться со ступенек или же подниматься на них. Замечали ли вы подобное? Во многом это зависит от обуви, в которой они ходят. Согласитесь, весьма тяжело идти прямо, когда у тебя 10-сантиметровые каблуки. 772. Когда девушка будет пожимать вам руку, то она будет держать руку ровно, не пожимая, не двигая ее в ответ. Почему? Магическая тайна неведомой женской психологии. 773. Они быстро напиваются. Чтобы напоить девушку, много алкоголя не потребуется. Дело в том, что женский организм в несколько раз хуже борется со спиртом в желудке, следовательно, больше спирта всасывается в их кровь, и поэтому они быстрее и сильнее пьянеют. Поэтому не давайте своим девушкам пить алкоголь, и я надеюсь, что вы не будете пользоваться этой особенностью при ближайшей встрече с понравившейся девушкой, если же, конечно, вы потом не хотите попасть на «пусть говорят». Есть научная причина, по которой немногие женщины могут пить наравне с коллегами-мужчинами, у них меньше фермента, который расщепляет алкоголь, прежде чем он попадет в кровоток. У женщин в желудке содержится только 1/5 часть алкоголь-дегидрогеназы, поэтому женщины получают больше эффекта от попадания в организм этанола, объясняет доктор Мариана Легато, основательница фонда гендерно-ориентированной медицины в Нью-Йорке. Похоже, что после употребления немалой дозы алкоголя у женщин развивается более сильный похмельный синдром. Исследование, проведенное Университетом Миссури, США, показало, что женщины испытывали более серьезные симптомы похмелья, обезвоживание, усталость, головные боли, тошноту и рвоту по сравнению с мужчинами. 774. Они видят окружающий мир ярче. Да, они воспринимают больше цветов и оттенков, чем мы, поэтому тебе не понять разницу между баклажановым и сиреневым цветом, и именно по этой причине они так долго выбирают себе одежду. Мужчины и женщины видят мир по-разному,
и в данном случае речь идет непосредственно о разной работе зрения, и глаза женщины намного лучше видят в темноте, обладают лучшей зрительной памятью и даже моргают в 2 раза чаще, однако мужчины отстают не во всем, они способны лучше видеть вдаль, а дальтоники среди мужчин встречаются в 10 раз чаще. Есть женщины, которые могут видеть 100 миллионов цветов, в отличие от мужчин, которые могут видеть только 1 миллион цветов. По оценкам биологов, около 2% женщин в мире имеют генетическую мутацию, которая приводит к тетрахроматии. Напомним, что большинство людей на планете являются трихроматами. То есть наши глаза имеют 3 типа колбочек, которые воспринимают цвета. Поскольку каждая колбочка способна воспринимать около 100 различных цветов, общее количество цветов, которое может воспринимать человек с трехцветным зрением, составляет 1 миллион. Тетрахроматы же имеют 4 типа колбочек, что позволяет им воспринимать 100 миллионов различных цветов. Кстати, к тетрахроматам относятся некоторые виды рыб, насекомых и птицы. Но недавно ученые доказали, что у некоторых женщин встречается 4 типа колбочек в глазах, что приводит к тетрахроматическому цветовому зрению. Но почему такое уникальное зрение может появляться только у женщин? Согласно тому же исследованию, тетрахроматия, вероятно, появится у женщин из-за дополнительной X-хромосомы. 775. У них лучше обоняние, именно поэтому они с таким удовольствием принимают цветы. У девушек поразительное чувство запахов, а особенно если сравнивать с парнями. Это заложено на генетическом уровне, так что бороться с этим бесполезно. Кстати, именно по этой причине они всегда могут понять, если от тебя, например, пахнет алкоголем. Женщины более точно обнаруживают запахи, утверждает Памела Далтон, доктор философии, исследователь обоняния из Филадельфийского центра химических чувств Монел. Результаты исследования показали, что женщины детородного возраста обладают впечатляющей способностью улавливать знакомые запахи на очень низких уровнях. По словам Далтон, после месяца воздействия запаха женщины смогут унюхать его в концентрации 0,01 от первоначальной. Она подозревает, что это связано с гормонами. Далтон также обнаружила, что женщина может определить, когда человек, а особенно ее партнер, испытывает стресс просто по запаху рубашки. 776. Давайте проведем небольшой эксперимент, результат которого вас поразит. Расслабьте свою руку и положите ее ладонью вниз на стол, на ногу или любую другую поверхность. Если ваш указательный палец длиннее, чем безымянный, то вы, скорее всего, женщина, если наоборот безымянный длиннее указательного, то вы мужчина. Ставьте лайк, если у вас совпало. Это одно из многих неочевидных отличий женского тела от мужского. Понятно, что бывают исключения, так что не стоит переживать, если вдруг у вас не так. Но согласитесь, это одна из тех деталей, которые всегда под носом, но вы никогда этого не замечали. 777. Мужчины больше предрасположены почти ко всем существующим на планете болезням, чем женщины. Возможно, поэтому почти во всех странах мира средняя продолжительность жизни женщин выше и порой значительно. Есть одно свежее исследование, которое показывает, почему женщины чаще живут дольше. Так, ученым удалось установить, что у женщин, возможно, организм больше защищен от агрессивного воздействия окружающей среды и плохого образа жизни. И спасибо за это нужно говорить женским гормонам. 778. И хотя набор жизненно важных органов у мужчин и женщин один и тот же, они имеют довольно значительное отличие. В среднем у мужчин сердце и легкие большего размера, чем у женщин, однако прекрасной половине человечества тоже есть чем ответить, их печень, желудок и почки больше, чем у мужчин. Помимо этого у женщин ниже кровяное давление, а скорость сердцебиения выше. Женское сердце составляет примерно 2/3 размера мужского и весит в среднем 120 грамм по сравнению со средним показателем 180 грамм у мужчины. Однако поскольку женский орган меньше, он бьется немного быстрее, чтобы компенсировать его размер, в то время как сердце среднего мужчины бьется 70-72 раза в минуту,
У взрослой женщины сердце бьется 78-82 раза в минуту. Однако кардиологи говорят, что это не влияет на общее состояние здоровья сердца женщин в течение их жизни или на тип сердечных проблем, которые у них развиваются. Вероятно, это связано с множеством факторов, таких как размер тела, размер сердца и гормоны, говорит Майлз Бихан, кардиолог-консультант в Королевской больнице Эдинбурга. 779. Женщины значительно хуже переносят низкие температуры, чем мужчины. Возможно, это объясняет любовь прекрасной половины человечества к шубам, ну или причина в чем-то другом. 780. Абсолютное большинство людей уверены, что мужчины физически сильнее женщин, так принято думать просто потому, что мышцы у мужчин, как правило, больше, но на самом деле все не так очевидно, мышцы женщин более выносливы, медленнее устают и при этом быстрее восстанавливаются, и количество тренировок здесь ни при чем. Такова природная особенность женского организма. Исследования показали, что выполняя упражнения на выносливость, женщины могут тренироваться на 75% дольше мужчин. Предположительно, это связано с эстрогеном, который делает женские мышцы более устойчивыми к утомлению. 781. На планете нет ни одной женщины, у которой бы правая и левая грудь были абсолютно одинаковы, они незначительно отличаются по форме и даже размеру. У 80% женщин одна грудь, как правило левая, больше другой. Старая женская сказка такова: левая грудь всегда больше, потому что она расположена над сердцем, где течет больше крови. Но истинная причина кроется в генетике. 782. Выпадение волос – это нормальный процесс, чтобы обновляться, они должны выпадать в небольшом количестве, однако вы даже не представляете, что один конкретный волос на голове женщины может прожить жизнь длиной 7 лет и выпасть только после этого. Для примера, на некоторых других частях женского тела волосы живут максимум 3 недели. 783. У мужчин жир откладывается в первую очередь на животе, а у женщин на попе и бедрах. В то же время процент жира в среднестатистическом женском организме выше, чем в мужском. 784. Любовь женщин к красным платьям, туфлям, сумкам, помаде заложена природой. Многие женщины, в отличие от большинства мужчин, обожают красные вещи. Ученые выяснили, что это неспроста, виноват специфический вид мутации в генах, который ведет к тому, что женщина воспринимает намного больше оттенков красного цвета, чем мужчины, но подобный феномен относится только к 40% женщин, так что если вы девушка, и вам совершенно не нравится красный цвет, это тоже нормально. Кстати, давайте устроим в комментариях голосование, напишите, какой ваш любимый цвет, посмотрим, какой самый популярный. 785. Небольшие ямки в нижней части спины есть и у мужчин, и у женщин. Однако они носят название ямки Венеры, потому что более ярко проявляются именно у женщин. Несколько лет назад данная часть тела стала особенно популярна благодаря пользовательницам одной популярной социальной сети. Многие стали интересоваться причинами возникновения этих ямок и каким образом их можно заполучить. Короткий ответ – почти никак. Данная деталь тела зависит от строения костей, а это совершенно индивидуально. Конечно, на помощь может прийти пластическая хирургия, но не факт, что оно того стоит. 786. Женщины сжигают калории намного медленнее, чем мужчины. Во многом поэтому похудение дается женщинам значительно большими усилиями, и они склонны сильнее переживать по этому поводу. 787. Женщины с самого рождения больше боятся пауков и змей. Все замечали, что девочки намного чаще пугаются насекомых и других тварей, чем мальчики. Ученые из университета Карнеги выяснили, почему так происходит. Они провели эксперимент с участием годовалых детей, им показывали фото людей и пауков по очереди. В ходе исследования оказалось, что девочки смотрят на фото людей значительно дольше, чем на фото пауков,
а мальчики тратят одинаковое количество времени на оба изображения. Ученые предположили, что это материнский инстинкт, и от природы девочки с настороженностью относятся к тварям, которые могут быть потенциально опасны для их будущих детей. 788. Женская любовь к парфюму также имеет научное объяснение, и в этом, скорее всего, виноваты гормоны. Женщины намного более восприимчивы к запахам, чем мужчины, именно поэтому в парфюмерном магазине их абсолютное большинство. Женщины способны улавливать знакомые запахи, даже в самой минимальной концентрации. У ученых есть предположение, что этой суперспособностью не обладают девочки до подросткового возраста, и женщины после менопаузы. Таким образом, исследователи связывают это с определенной работой гормонов женского организма. 789. Женщины намного лучше считывают информацию по лицам. Существует отдельное направление науки, которое занимается тем, что пытается определить истинные мысли и эмоции людей по малейшим движениям мышц лица. Так вот, женщины справлялись с этой задачей намного лучше мужчин, так как прекрасная половина человечества делает это эффективнее, просто от природы. Из-за этого женщины способны лучше сопереживать и понимать эмоции собеседника, также у них лучше развита память на лица. 790. Мужчины плачут реже не потому, что они более твердые или менее эмоциональные, просто женщины изначально предрасположены к тому, чтобы плакать больше, по крайней мере, так утверждает американский ученый Уильям Фрей. Он делает вывод, что женщины плачут в среднем в 5 раз чаще мужчин по двум причинам. Во-первых, их гланды больше, чем мужские, а во-вторых, в организме женщин намного больше гормона пролактина, а именно он отвечает за количество слез. Есть статистика, что женщины плачут в среднем от 30 до 64 раз в год, мужчины всего от 6 до 17 раз. Как сказал биохимик, лауреат Нобелевской премии Тим Хант, когда женщины в лаборатории, происходят три вещи. Вы влюбляетесь в них, они влюбляются в вас, и когда вы их критикуете, они плачут. Исследования показывают, что в целом женщины плачут больше, чем мужчины, хотя и не потому, как утверждал Хант, что они не могут воспринимать критику, а из-за различных биологических, социальных и экологических факторов. Психологические исследования показали, что плачущее несоответствие преобладает независимо от страны, указывая на разные гормональные сигналы, хотя в некоторых странах разрыв шире, чем в других, что также указывает на культурные эффекты. Независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь, различия в плаче между мужчинами и женщинами могут возникать из-за уровня гормонов. Исследование 2012 года показало, что у женщин на 60% больше пролактина, чем у мужчин, о чем мы уже говорили, который является репродуктивным гормоном, стимулирующим выработку молока у женщин после родов. Считается, что женщина плачет на эмоциях, которые вызывают выделение большого количества пролактина, что может объяснить, почему женщины плачут чаще, чем мужчины. 791. Заметным отличием в женской и мужской внешности является кадык. У мужчин он ярко выражен. Это происходит из-за того, что голосовой аппарат у мужчин занимает намного больше места, чем у женщин. 792. Женщины намного более внимательные собеседники. Как известно, наш мозг состоит из двух полушарий, каждая из которых ответственна за определенный набор действий. Ученые из университета в Индиане провели интересное исследование. В ходе эксперимента выяснилось, что когда мужчины слушают аудиокнигу, то у них задействовано только левое полушарие, которое отвечает за речь и восприятие информации на слух, в то время как женщины при прослушивании аудиокниг используют оба полушария, то есть они подключают еще и правое полушарие, которое ответственно за креативность. 793. Представители обоих полов достигают максимальной массы костей к 30 годам, а после 40 кости начинают терять вес. Однако у женщин этот процесс происходит значительно быстрее, чем у мужчин, именно поэтому с возрастом им требуется потреблять значительно больше кальция. 794.
Женская кожа стареет быстрее, чем мужская. Всему виной вещество под названием коллаген, оно отвечает в том числе за эластичность. Из-за гормональных изменений количество коллагена у женщин с возрастом уменьшается значительно быстрее, чем у мужчин. Однако, несмотря на это, женщины на фотографиях выглядят моложе, чем мужчины, и дело не в макияже. Все потому, что кожа у мужчин толще, и как следствие морщины более заметны, это сильно влияет на восприятие возраста человека со стороны. 795. У женщин волосы тоньше. И мужские волосы растут быстрее, чем женские. Наши генетические особенности определяют, какие у нас волосы, густые или тонкие. Европейцы считают волосы диаметром от 0,4 до 0,6 мм тонкими, волосы диаметром от 0,6 до 0,8 мм нормальными, а волосы диаметром от 0,8 до 0,1 мм толстыми. По сравнению с волосами европейцев, волосы азиатов значительно толще. Средний диаметр волос у азиатов составляет от 0,8 до 0,12 мм. У европейцев волосы имеют несколько эллиптическую форму, а у азиатов более округлую и эластичную. Помимо этого, как правило, волосы у женщин тоньше, чем у мужчин. 796. Женщины моргают чаще, чем мужчины. Согласно проведенному исследованию, выяснилось, что частота спонтанных морганий была значительно выше у женщин, чем у мужчин, 19 против 11 морганий в минуту. Пожилые женщины во время эксперимента моргали чаще, чем молодые. 797. Женская привязанность к мужчине сильнее, чем мужская к женщине. Поэтому женщины, как правило, больше стремятся создать семью. Это связано с повышенным уровнем окситоцина, а также с тем, что у женщин лучше развиты те части мозга, вентральная скорлупа, бледное ядро и фронтальная часть мозга, где концентрируется долгая привязанность. 798. Женщины сжигают жир медленнее мужчин, примерно на 50 калорий в день. Во всем женском теле в среднем до 10% больше жировой ткани, чем у мужчин. В том числе у мужчин уровень метаболизма в состоянии покоя на 4–10% выше, чем у женщин того же роста и веса. Интересно, что женщины сжигают большее соотношение жиров и углеводов во время упражнений и могут лучше мобилизовать накопленный жир во время упражнений, чем мужчины. При этом женщины более эффективно удерживают жир в состоянии покоя. Фактически исследования показывают, что после завершения упражнений и возвращения женщин в состояние покоя в их организмах окисляется меньше жирных кислот, чем у мужчин. Почему это происходит? Специалисты считают, что эти различия объясняются разницей в гормональном составе мужчин и женщин. 799. У женщин более сильный иммунитет. Женщины не только живут дольше мужчин, но и имеют более крепкое здоровье. Новая гипотеза предполагает, что причина в их генах. В новой статье исследователи из Генского университета в Бельгии утверждают, что гендерные различия в состоянии здоровья могут быть вызваны, по крайней мере частично, крошечными кусочками генетического материала, называемыми микро-РНК. Основная функция микро-РНК в клетках отключать или заглушать определенные гены. Исследователи говорят, что микро-РНК, расположенные на женской X-хромосоме, могут давать женщинам преимущество в иммунной системе перед мужчинами. Также более сильный иммунитет может быть связан с тем, что женское тело лучше справляется с инфекциями. Исследования показывают, что дело в женском половом гормоне эстрогене. Он ограничивает выделение фермента, который препятствует защите организма от бактерий и вирусов. Почему, неизвестно. Одно из возможных объяснений состоит в том, что с годами женская иммунная система стала более сильной из-за основной роли женщины в деторождении и уходе за своим потомством. 800. Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.
Мы живем в корпоративной культуре в режиме 24/7, которая позволяет нам добираться на работу, читать книгу и оплачивать счета с помощью смартфонов, и все это одновременно. Эта способность управлять множеством вещей, расставлять приоритеты и адаптироваться к меняющимся условиям может даваться женщинам легче, чем мужчинам. Так, недавнее исследование в области физиологии человека показало, что мужчинам требуется больше умственных усилий, чем женщинам при выполнении нескольких задач одновременно. 801. На языке женщины больше вкусовых рецепторов. 802. У женщин больше болевых рецепторов, но из-за эстрогена, блокирующего воспалительные процессы, женщины в целом лучше переносят боль. Исследования показали, что женщины чувствуют боль сильнее, чем мужчины. Согласно отчету, опубликованному в октябрьском номере журнала «Пластическая и реконструктивная хирургия», у женщин больше нервных рецепторов, что заставляет их чувствовать боль сильнее, чем у мужчин. В среднем у женщин на квадратный сантиметр кожи лица приходится 34 нервных волокна. Мужчины в среднем имеют всего 17. Несмотря на наличие большего количества нервных волокон в организме, женщины переносят боль лучше, чем мужчины, из-за высокого уровня полового гормона эстрогена. 803. Если говорить про кожу на всем теле, то женская кожа в 10 раз чувствительнее, чем мужская. 804. Женская грудь не содержит мышечных тканей. 805. В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие. Когда дело доходит до растяжки и гибкости, у женщин есть несколько преимуществ перед мужчинами. Во-первых, в женских мышцах и сухожилиях содержится больше эластина, белка, который дает мышцам, органам и коже способность растягиваться. Во-вторых, женские нижние отделы позвоночника структурно отличаются от мужских, они эволюционировали, чтобы выдерживать нагрузку, связанную с вынашиванием ребенка в течение 9 месяцев. Кривизна нижней части позвоночника охватывает 3 позвонка в женском теле и только 2 в мужском. И, наконец, из-за эволюционной адаптации к деторождению женщины обладают большей гибкостью и более широким диапазоном движений в области таза. 806. Женщины намного лучше мужчин различают высокочастотные звуки. 807. Женский сон отличается от мужского. Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий. Дело в том, что когда дело касается сна, женщины не похожи на мужчин. Есть основные физиологические различия, связанные со сном у женщин и мужчин. Например, начиная с рождения, у женщин медленно-волновой сон больше, чем у мужчин. Медленно-волновой сон, который возникает во время 3-й и 4-й стадий сна, является самым глубоким, самым освежающим сном, который дает хорошее настроение и пробуждает. Девочки, как правило, просыпаются ночью реже, чем мальчики. Женщины продолжают глубоко спать и после 30 лет, в то время как у мужчин уровень глубокого сна начинает ухудшаться после 20 лет. Похоже, что женские системы сна стареют медленнее, чем мужские. Но подождите, из-за этих различий кажется, что женщины в целом должны спать лучше, чем мужчины. Почему же тогда у женщин больше проблем со сном, чем у мужчин? Есть 2 основные причины – гормоны и старение. 808. Женщины лучше мужчин отличают оттенки сладкого вкуса. 809. Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается у 82% мужчин, у 71% с первой попытки. У женщин результат плачевный. Только 22% могут это сделать, 2/3 из них сделают это не с первой попытки. Многие из нас не раз замечали, что женщины хуже мужчин могут ориентироваться в пространстве, в том числе при использовании карт. Но почему? Все дело в особенностях работы мозга женщин и мужчин. В одном исследовании ученые сравнили мужчин и женщин в пространственной ориентации. Выяснилось, что в пространственной ориентации мужчины и женщины используют
Несколько разные стратегии из-за того, что за пространственную обработку информации у обоих полов отвечают разные отделы мозга. 810. За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 тысяч невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в 2 раза ниже. 811. У женщин хорошо развито периферийное зрение, у мужчин туннельное. 812. Женская грудь реагирует на температуру. От тепла она становится мягче. 813. Время наступления женского пика наслаждения, надеюсь, вы понимаете, о чем я, от 10 до 20 минут. Мужчинам в среднем достаточно 4 минут. 814. Женская шея более подвижна, поэтому, когда ее окликают, она, как правило, поворачивает голову. Мужчина обычно поворачивается всем телом. Женское тело имеет тенденцию к большей гибкости, мужское к большей мышечной силе. Гибкость – это та область, в которой женщины всегда выигрывают. Женщины от природы более гибкие, чем мужчины, так как их кости короче и имеют менее выраженные углы. Женское тело имеет тенденцию быть более округлым, а кости вокруг таза более гибкие, чем кости таза у мужчин. 815. Облысение является X-сцепленным рецессивным признаком, его мужчина наследует от своей матери. 816. Из-за наличия 2 X-хромосом у женщин реже проявляются осложнения и хронические болезни. 817. 30% женщин испытывают страсть к несъедобным вещам во время беременности. 818. Повышенные уровни гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщина интуитивно лучше, чем мужчина чувствует угрозу. 819. Каждый набранный женщиной килограмм повышает вес груди на 20 грамм. Есть и обратная зависимость. 820. У женщин память лучше, чем у мужчин. В исследовании, опубликованном в журнале Menopause, женщины в возрасте 45-55 лет показали лучшие результаты по всем параметрам памяти, несмотря на то, что в период менопаузы их состояние, как правило, ухудшается. Около 75% людей с возрастом испытывают проблемы с памятью. Причины включают деменцию и болезнь Альцгеймера. Женщины более подвержены болезни Альцгеймера и деменции, чем мужчины. Когда женщины достигают менопаузы, они также борются с забывчивостью и мозговым туманом, а у некоторых это ухудшение памяти продолжается и после менопаузы. Тем не менее, женщины со здоровым стареющим мозгом по-прежнему имеют преимущество перед своими коллегами-мужчинами, когда дело доходит до функции памяти, даже в среднем и пожилом возрасте. Многочисленные исследования показывают, что даже с детства женщины превосходят мужчин в задачах памяти. Особенно это касается словесной памяти. Разница становится более значительной сразу после полового созревания и продолжается во взрослой жизни. 821. Когда девочкам исполняется 6 лет, их мозг становится легче, чем мозг мальчиков, но это не влияет на их интеллект. Согласно исследованиям ученых, до 6 лет вес мозга здоровых мальчиков и девочек примерно одинаков. Но после 6 лет все меняется, мозг девочек становится легче. Но это не говорит о том, что после 6 лет девочки становятся глупее. Во время исследования, в котором принял участие 1261 человек, ученые установили, что вес мозга с возрастом уменьшается. Различия статистически значимы и проявляются в возрасте 6 лет. Скорость снижения массы мозга после 25 лет наиболее высока у белых мужчин, за которыми следуют черные женщины, белые женщины и черные мужчины, за исключением того, что между белыми мужчинами и белыми женщинами различия статистически незначимы. После 80 лет масса уменьшается быстрее. 822. Если женщину обнимают не менее 15 секунд,
она больше начинает доверять тому, кто ее обнимает. Это связано с выработкой в организме окситоцина, который повышает уверенность в себе и защищает от депрессии. 823. Стресс у женщин чаще, чем у мужчин, приводит к спазмам в животе, мигрени и плаксивости. Во всем опять виноваты женские половые гормоны. 824. Невротизм и длительный стресс у женщин могут приводить к болезни Альцгеймера. Новое исследование показало, что женщины, которые в среднем возрасте испытывают тревогу, угрюмость и беспокойство в течение значительного количества времени, могут подвергаться повышенному риску развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте. 825. Кожа на руках женщин способна воспринимать более тонкие детали поверхности. В 2009 году было опубликовано исследование, которое раскрывает особенность чувствительности кожи женщин в сравнении с мужской. Для исследования было протестировано 50 женщин и 50 мужчин, которые выполняли задания на ориентацию тактильной решетки. В подгруппах участников была дополнительно измерена эластичность кожи пальцев и оптически визуализирована микроструктура отпечатков пальцев для подсчета потовых пор. В итоге выяснилось, что тактильное восприятие улучшается с уменьшением размера пальца и что эта корреляция полностью объясняет лучшее восприятие женщин, у которых в среднем пальцы меньше, чем у мужчин. Таким образом, мужчина и женщина с одинаковыми пальцами в среднем будут иметь одинаковую остроту тактильных ощущений. 826. Женщины больше говорят. Есть старое клише, что женщина более говорлива, и в этом может быть доля правды. Некоторые исследования показали, что женщины, как правило, говорят быстрее мужчин, особенно в социальных ситуациях. Одна из возможных причин заключается в том, что половой гормон эстроген увеличивает быстроту речи, а гормон тестостерон ее ослабляет. Кроме того, было обнаружено, что основные области мозга, связанные с речью в префронтальной коре, той части мозга, которая управляет социальным взаимодействием, у женщин значительно больше, а именно на 23%. 827. Женщины более разговорчивы о своих чувствах и больше привязываются к людям. Все дело в различиях работы мозга женщин и мужчин. Мужской мозг использует почти в 7 раз больше серого вещества для своей деятельности, в то время как женский мозг использует почти в 10 раз больше белого вещества. Что это значит? Области серого вещества головного мозга локализованы. Они являются центрами обработки информации и действий в определенных областях мозга. Это может превратиться в своего рода туннельное видение, когда мужчины что-то делают. Когда они глубоко вовлечены в задачу или игру, они могут не проявлять особой чувствительности к другим людям или их окружению. Белое же вещество – это сетка, которая соединяет серое вещество мозга и другие центры обработки данных друг с другом. Эта глубокая разница в обработке мозга, вероятно, одна из причин, по которой вы, возможно, заметили, что девочки, как правило, быстрее переключаются между задачами, чем мальчики. Разница между серым и белым веществом может объяснить, почему в зрелом возрасте женщины отлично справляются с несколькими задачами, а мужчины преуспевают в проектах, ориентированных на конкретные задачи. Мужской и женский мозг обрабатывает одни и те же нейрохимические вещества, но в разной степени и через специфичные для пола связи между телом и мозгом. Некоторые доминирующие нейрохимические вещества – серотонин, который, помимо прочего, помогает нам сидеть спокойно. Тестостерон – химическое вещество, представляющее мужской гормон. Эстроген – химическое вещество женского полового гормона и репродуктивной системы. И окситоцин. Отчасти из-за различий в обработке этих химических веществ, мужчины в среднем менее склонны сидеть на месте так же долго, как женщины, и склонны быть более физически импульсивными и агрессивными. Кроме того, мужчины вырабатывают меньше связующего химического окситоцина, чем женщины. 828. Во время беременности у женщин появляется новый орган. Напомним, что у беременных женщин формируется плацента, которая является эмбриональным органом.
Она обеспечивает между матерью и ребенком обмен веществ. Через плаценту легко проходят моносахариды, водорастворимые витамины, некоторые виды белков, витамин А, всасывается через плаценту в виде каротина. Также под действием ферментов в плаценте происходит химическое расщепление белков, они расщепляются до аминокислот и жиров, до жирных кислот и глицерина. Во время родов плацента выходит из организма женщины после плода. 829. У женщины иные циркадные ритмы. Вы когда-нибудь задумывались, почему мамы всегда просыпаются на несколько часов раньше, чем остальные члены семьи? Возможно, это связано с тем, что среди женщин куда больше жаворонков, чем среди мужчин. Согласно исследованию, женские биологические часы соответствуют восточному часовому поясу. Результат – они встают и ложатся спать раньше, чем мужчины. 830. Женщины более рациональны. Хотя женщины считаются более эмоциональными, а мужчины рациональными, на самом деле все наоборот. Согласно многим концептуальным и общим интеллектуальным тестам, оболочка мозга у женщин толще, чем у мужчин. Между тем у мужчин больше объем мозга. Все это играет большую роль в проявлении эмоций и процессе принятия решений. 831. Целлюлит – это неплохо. Во-первых, целлюлит – это не медицинский термин и не признак ожирения, а скорее признак взрослой женщины. По статистике, только у одной из 40 женщин нет так называемой апельсиновой корки в области бедер. Он играет важную роль в производстве гормонов, а особенно эстрогена. 832. Женский организм продолжает меняться до 20 лет. Подростковый период не означает конец физиологических изменений для женщин. Акне, периодические спазмы и пик метаболизма – все это происходит и у женщин в возрасте 20 лет. К этому времени может появиться целлюлит, даже если его никогда не было, а формы стать более пышными. 833. Толстая кишка больше, чем у мужчин. Строение пищеварительной системы у людей обоих полов одинаковое. Однако помимо желудка, печени, желчного пузыря, толстой и тонкой кишки у каждого человека есть еще одна важная часть пищеварительного тракта – сигмовидная кишка. Но в женском организме она, как правило, немного длиннее, чем в мужском. К тому же тело женщины в нижней его части наполнено репродуктивными органами, которые могут давить на желудок и кишки. Это объясняет тот факт, что представительницы прекрасного пола более чувствительны к несварению желудка, чаще испытывают повышенное газообразование, икоту и отрыжку. 834. Женщины действительно хорошо умеют подбирать слова. Когда дело доходит до самовыражения, никто не может сравниться с женщинами. Оказывается, этому феномену есть даже анатомическое объяснение. Лобные и височные области коры мозга у женщин больше. Считается, что именно эта часть мозга влияет на языковые навыки. Женщины также имеют более высокий уровень белка FOXP2, который известен как языковой ген. Высокое содержание этого белка помогает средней женщине говорить около 20 тысяч слов в день, что на 13 тысяч слов больше, чем говорит средний мужчина. 835. Настроение женщины зависит от ее гормонов. Большинство женщин знают все о симптомах ПМС. Тем не менее, не каждая женщина замечает, что ее цикл влияет на каждый день жизни тела. Поскольку уровни гормонов в мозге и теле постоянно изменяются, они также изменяют мировоззрение, уровень энергии и чувствительность женщины. К примеру, женщины часто чувствуют себя более раскрепощенными примерно через 10 дней после начала цикла и непосредственно перед овуляцией. В эти дни они стараются одеваться ярче, чтобы выглядеть привлекательнее для потенциальных партнеров. Неделю спустя, когда уровень прогестерона повышается, женщины, как правило, больше склонны оставаться дома с чашкой горячего чая и обниматься в постели со своим любимым. На следующей неделе они обычно чувствуют себя склонными к слезам и раздражительности. И, конечно, их настроение опускается до минимума, примерно за сутки до начала нового цикла. 836.
Женщины дважды переживают подростковый возраст. Второй период женского подросткового возраста, или перименопауза, наступает в 40 лет. Это обычно характеризуется нерегулярным циклом, выделением пота по ночам и другими не слишком приятными вещами, вызванными изменением уровня гормонов. Гормональные перепады во время этого периода могут быть настолько резкими, что женщина может капризничать совсем как подросток. 837. Во время беременности прямые волосы могут стать кудрявыми, и наоборот. Специалисты говорят, что изменения, происходящие с волосами во время беременности, совершенно нормальное явление. Причем может поменяться даже структура волос. К примеру, прямые волосы вдруг становятся кудрявыми, а кудри, данные от природы, напротив, выпрямляются. Причиной тому повышенный уровень гормонов. И хотя все процессы в организме очень индивидуальны, второй триместр беременности часто называют фазой рассвета. У будущих мам в этот период количество выпадающих волос заметно сокращается, за счет этого прическа кажется более густой. 838. Пол будущего ребенка можно планировать. Сегодня зависимость пола ребенка от каких-либо условий не доказана наукой. Но возможно определить пол эмбриона, правда, делается это только при ЭКО. Соответствующая предимплантационная подготовка проводится в том случае, если в семье есть связанные с полом генетические заболевания. 839. Нос женщины способен уловить запах мужских феромонов в толпе. Американские сексологи определили, чем здоровее мужчина, тем сильнее его запах притягивает женщин. Женщина может почувствовать присутствие мужчины даже в парфюмерном магазине, где десяток девушек только что прыснули на тестер туалетную воду. Кроме того, женское обоняние расскажет и об иммунитете парня. А нужно на все это всего 3 секунды. 840. Исследования показали, что женщины больше всего ревнуют к дамам, носящим красные наряды. Говоря иными словами, красный цвет для них угроза от другой женщины. 841. Женщины и в самом деле обожают следить за тем, кто из звезд женился, развелся или забеременел. Почему-то эти знания делают их счастливыми. 842. Большинство мужчин дышит животом, в то время как барышни мышцами грудной клетки. 843. Эксперименты показали, что женщины гораздо лучше помнят дела, которые предстоит выполнить, чем уже сделанные. То есть девушка, что-то завершив, мигом выбрасывает это из головы за ненадобностью. 844. 85 женщин из 100 носят бюстгальтер на размер больше. 845. Барышни тоже любят пялиться на мужчин, просто стараются это делать тайком. 846. Среднестатистическая женщина тратит примерно год своей жизни на раздумья по поводу, чтобы такое надеть. 847. Если вы пригласили даму на свидание через неделю, всю неделю она будет раздумывать над нарядом. Процесс размышлений начнется с момента получения приглашения. 848. Выжимая белье или полотенце, типовая женщина хватает его ладонями вверх, мужчины поступают наоборот. 849. Почти в любой дамской сумочке можно найти вещи, которыми дама никогда не пользуется. 850. Каждые дополнительные 15 баллов IQ, коэффициента интеллекта, снижают желание женщины заводить детей на 25%. 851. Женщины не только чаще доживают до пенсии, чем мужчины. Столетних долгожительниц среди них тоже заметно больше. 8 столетних людей из 10 старушки, а не старички. 852. Женщины не любят извиняться, если оказались неправы. Не по природной злобе, а потому что из-за ошибок переживают сильнее мужчин. 853. 70% девушек шоколад любят сильнее, чем занятие любовью. 854. Если две дамы вдруг отлучились в туалет, то это и в самом деле посплетничать. Такое поведение не выдумка сценаристов сериалов.
855. Случайно явиться на вечеринку или фуршет в одинаковых платьях для обеих барышень будет жутким стрессом и ужасом. 856. Занимаясь любовью, 96% женщин думают о том, насколько красиво они выглядят. 857. Большинство специалистов склоняются к мнению, что именно женщина выбирает себе мужчину, а не наоборот. Причина весомая, дама сознательно или нет, оценивает, какое с этим мужчиной получится потомство. 858. Ни одна девушка не будет готовить сложное блюдо для себя одной. 859. 90% девушек недовольны своей фигурой. 860. Большинство девушек младше 25 лет могут отказаться от серьезных отношений с парнем, если они старше парня больше, чем на 2 года. 861. Девушки никогда не завидуют уму соперницы, более важным показателем для них считаются внешние данные. 862. Любая девушка будет переживать из-за разрыва долгих отношений больше года, даже в том случае, если она не испытывала никаких чувств к партнеру. 863. Когда 3 и более девушек собираются вместе, они говорят о мужчинах. 864. Девушки способны купить себе джинсы на пару размеров меньше, тем самым приобретая стимул похудеть. 865. Нет девушек, равнодушных к косметике. Даже если девушка не красится, у нее в любом случае дома имеется огромное количество баночек и скляночек. 866. Иногда девушек больше привлекает оригинальная коробочка, чем подарок, лежащий в ней. Бантики, ленточки, красивые обертки от подарка девушка хранит годами. 867. Большинство девушек хранит смски, открытки, записки от любимых парней. 868. Лет в 10-14 девочки стайками влюбляются в одного и того же мальчика, причем оповещают друг друга об этом, и ревность здесь не имеет места. 869. Если вы думаете, что девушка, возможно, влюблена в вас, спросите об этом ее подруг. Причем чем больше у нее подруг, тем больше вероятность узнать правду. Девушки не умеют держать язык за зубами. 870. Девушки любят тетради, блокноты с красивыми обложками и скупают их, даже если они им не нужны. 871. Бойтесь, если у девушки плохое настроение. Если вы попытаетесь заговорить с ней, то она найдет на что обидеться, если не обратите на нее внимания, обидится еще больше. 872. Все девушки комплексуют по поводу своей внешности. 873. Большинство девушек не любят бодибилдеров. 874. Девушка может заплакать просто так, без повода. 875. Девушку может расстроить брошенная вами ей фраза с недовольным или обиженным тоном. Причем тон может быть и нейтральным. Просто ей так показалось. 876. Если у девушки возникла проблема, ей обязательно нужно обсудить ее с подругами. Неважно, за бутылкой какого-нибудь напитка или чашкой чая. Главное обсудить. 877. Девушки не любят молодых людей, плохо относящихся к животным. 878. Девушкам нравятся агрессивные парни, но начинать серьезные отношения они предпочитают с добрыми. 879. Почините проводку или электроприбор по просьбе девушки и вырастите в ее глазах до уровня божества. Практически все девушки боятся техники. 880. Девушки никогда не хранят контакты бывших парней, чтобы не было соблазна позвонить. 881. Поправиться на 1 килограмм для девушки фатально. По крайней мере, плохое настроение в течение недели обеспечено. 882. Девушки способны наедаться мюслями, фруктами, овсяной кашей,
то есть тем, что парни вообще не считают едой. 883. Если вы просто так написали СМС девушке, будьте уверены, что она уже не просто знает, что вы ей нравитесь, она практически уверена в том, что вы ее любите. 884. Если вы пригласили девушку на свидание к 9 вечера, знайте, что она начала собираться еще в 5, но все равно опоздает, потому что в последний момент какой-то непослушный локон не захотел укладываться. 885. Вы можете несколько месяцев встречаться с девушкой, но так и не увидеть ее ненакрашенной. Если все-таки она показалась вам без макияжа, знайте, что теперь она вам доверяет. 886. Девушку трудно оторвать от витрины магазина, в котором много всяких ярких безделушек. Внутри каждой девушки живет сорока. 887. Девушки долго хранят подаренные вами цветы. Они их засушивают. 888. Ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что запах любимого мужчины помогает женщинам перестать нервничать. Нет ничего удивительного, что девушки в разлуке с любимым порой спят с его футболкой, чтобы чувствовать себя ближе к нему. 889. Девушка может в минус 30 носить тонкую кофточку. Толстый свитер, визуально делающий ее полнее, она не оденет даже под страхом смертной казни. 890. Каждая девушка считает своим долгом кормить своего парня до отвала. Причем чем больший вес вы наберете, тем больше она будет рада. 891. Женщины влюбляются не так быстро, как мужчины. Независимо от того, что вызывает любовь мозг, сердце или гормоны, мужчина обычно влюбляется намного раньше, чем женщина. Исследования показали, что влюбились в период между первым и четвертым свиданием более 25% мужчин и всего лишь 15% женщин. При этом многие женщины признались, что даже после 20 встреч с мужчиной они все еще не испытывали ощущения тех самых бабочек в животе. Им для этого потребовалось еще какое-то время. Что ж, женскую требовательность и некоторую разборчивость вполне можно понять. 892. Практически все девушки с детства мечтают выйти замуж. И с детства планируют свадьбу. 893. Токсикоз при беременности полезен. Канадские исследователи из Торонто обнаружили, что токсикоз у беременных женщин способствует полноценному развитию ребенка. Утренняя тошнота и головная боль – результат действия защитного механизма, который оберегает плод от вредных токсинов. Так что это неприятное состояние в чем-то даже полезно для женского организма. Женщины, страдающие от утреннего недомогания, чаще вынашивают и рожают здоровых детей и меньше подвержены угрозе выкидыша. Более того, утренняя тошнота положительно сказывается и на интеллекте ребенка. Но речь не идет о гиперемезисе, чрезмерной рвоте и сильных болях в животе. В этом случае нужно срочно показаться врачу. 894. Большинство девушек не будет ждать, когда вы сделаете первый шаг. Причем пока вы в лоб ей не скажете, что она вам не нравится, она от вас не отстанет. 895. Если вам не понравилось то, что приготовила девушка, это удар ниже пояса. Вы можете этого даже не сказать, но она все равно догадается каким-то уму непостижимым способом. 896. Девушки всегда заостряют внимание на мелочах, вплоть до узора на обоях. 897. 90% девушек уверены в том, что их каждая новая влюбленность – это навсегда, это любовь, я уверена. И они уже мысленно просчитали свою последующую жизнь с парнем до самой смерти. 898. Если ресницы подруги длиннее ресниц девушки, это серьезный повод для зависти. 899. Нет девушек, довольных размером своей груди. Нужно либо больше, либо меньше. Всегда. 900. Отсутствие нужного размера понравившейся кофточки в магазине способно расстроить девушку минимум на неделю.
901. Красивые сережки, колечко и тому подобное у знакомой – серьезный повод не просто для неприязни, а настоящей ненависти. 902. Не уметь танцевать для девушки – серьезная проблема. 903. Если вы нелестно высказались о внешних данных девушки, это может спровоцировать развитие комплекса. 904. Девушки боятся выходить ненакрашенными даже в магазин в 5 минутах ходьбы от дома. 905. Покупка и выбор подарка на день рождения парня занимает минимум 2 недели. 906. Девушки моют посуду после еды, а не перед, как парни. 907. Женская интуиция существует. Она действительно чувствует, почему ты на мгновение запнулся, прежде чем ответить на вопрос о том, как поживает твоя старая подруга. 908. В начале отношений она всегда чуть-чуть флиртует с твоими друзьями и коллегами, чтобы у тех были все основания сказать тебе: «Хороший экземпляр, надо брать». 909. На первом свидании она готова простить недостаток денег или недостаточную выбритость, но только не скуку и отсутствие у тебя воображения. 910. У всех девушек, даже если они встречаются с тобой, есть паренек этак на запас. А если она с тобой поддерживает общение тем временем, встречаясь с другим, и говорит тебе: «Ты мне дорог, ты мой друг», естественно, если вы знакомы не 10-20 лет, то этот паренек – это ты. 911. Они ненавидят не футбол, компьютер и твоих друзей, они ненавидят то, что ты тратишь все свое время не на нее. 912. Они видят мир не так, как мы абсолютно, и считают, что мы очень хорошо подчиняемся их командам, да и вообще в глубине души они нас жалеют и стараются найти хоть что-то, в чем мы умнее или лучше ее, чтобы проиграть тебе, ведь она девушка хрупкая. 913. Когда девушка начинает беседу словами: «Ты правда очень хороший парень, будь уверен, пора искать другую девушку». 914. С гораздо большим энтузиазмом девушка будет отзываться на енотика, чем на малыша или зайку, котика и так далее. Чем экстравагантнее прозвище, тем меньше шансов, что ты адресовал его другой. Она не любит всех твоих подруг, но всегда стремится с ними познакомиться и, так сказать, подружиться, как говорится, врага нужно знать в лицо. 915. Девушки обижаются, когда говорят: «Эх, это женская логика». Но ведь правда существует довольно распространенное мнение, что женская логика – это лишь отсутствие любой логики. На самом деле, часто используемое в повседневной речи словосочетание означает формат мышления, вызванный особенностями женского мозга. В 21 веке современные технологии наконец-то позволили ученым определить пол мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии было установлено, что структура и функции мозга различаются в зависимости от пола. Так, женский мозг по размеру меньше мужского, но сложнее организован. Эксперт университета Гёте во Франкфурте Айлин Лудерс утверждает, что в женском мозгу больше извилин и они глубже, нежели в мужском. По этой причине представительницы прекрасного пола проявляют больше способностей к мышлению, но не к мужскому прямолинейному, а извилистому. Собственно, в этом и заключается суть женской логики. Женщина способна воспринимать и анализировать одновременно больше информации, больше подробностей. Из-за этого ее варианты развития событий намного разнообразнее, нежели мужские. Логика сильного пола сконцентрирована на конкретном суждении, а поэтому, как правило, мужчины не улавливают окончательную связь между событием, причиной и следствием. Например, событие. Мужчина часто задерживается допоздна на работе, постоянно берет подработку. Истинная причина – нужно содержать семью, а поэтому требуются деньги. Следствие – мало времени получается уделить своей второй половинке. Мы привели мужской ход мыслей. Теперь давайте подключим женскую логику. Допустим, восприятие события остается неизменным. Истинная причина глазами женщины – он задерживается на работе, чтобы реже меня видеть. Следствие глазами женщины –
Я ему не интересна. Вероятно, у него появилась любовница. Он проводит время вовсе не на работе. И это только один из множества вариантов, которые способна накидать женская логика в ответ на одно и то же событие. Учитывая данное умение, победительницей споров чаще всего оказываются женщины. В какой-то момент мужской мозг просто перестает видеть взаимосвязь между аргументами и контраргументами, а поэтому считает, что продолжать дискуссию бесполезно. Но главное правило софистики гласит: утверждение, оставшееся без возражения, считается доказанным. При этом поставить точку в споре с женщиной практически невозможно. Согласно еще одному постулату женской логики, важно не содержание ответа, а сам его факт. Поэтому очень часто спорные ситуации перестают быть таковыми на фразах «ну и что?» или «не помню такого». 916. Если девушка действительно тебя любит, ей будет все равно, что ты ей подарил самую нелюбимую и банальную розу и плюшевого мишку за 15 рублей, естественно, с оторванным ухом. Но если ты ей не так уж и дорог, то ты будешь виноват в том, что приехал в 6 утра под ее подъезд, чтобы написать «я тебя люблю», а все потому, что ты испортил асфальт перед ее подъездом, и теперь все бабушки будут ее ругать. 917. В 2008 году исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что мутации, связанные с появлением черного меха, встречаются только у собак. Таким образом, черные волки – не что иное, как потомки гибридов. Чаще всего такие волки встречаются в Северной Америке. 918. В тех районах, где волки были подвержены массовому истреблению, процветали койоты. Последние исследования показали, что 22% всех койотов Северной Америки являются потомками волков. Такие звери, как правило, крупнее обычных койотов, но меньше волков, а также отличаются чрезвычайной хитростью. В них сочетается отсутствие страха перед человеком, ярко выраженные волчьи инстинкты и высокий уровень агрессии. 919. Волки никогда не упускают шанса поесть. Зачастую, живя в самых суровых уголках планеты, волки поедают своих раненых или больных сородичей. Кроме того, волка, угодившего в капкан, охотникам следует забрать как можно скорее, поскольку очень велик риск того, что другие волки обнаружат его и съедят. 920. Некоторые волки могут достигать веса в 100 кг. Размеры волков растут экспоненциально по степени отдаленности от экватора. Тропические волки часто бывают такого же размера, как и обычные собаки, но волки Крайнего Севера в среднем превышают вес в 60 кг. 921. Хотя волки и не являются главными переносчиками бешенства, они могут легко подхватить его от енотов и лисиц. В отличие от других животных, которые при заражении впадают в летаргию и становятся дезориентированными, волки мгновенно впадают в ярость. Большинство случаев нападения на людей спровоцированы именно бешенством, а стремление волков укусить за шею или голову нередко приводит к тому, что вирус бешенства попадает в мозг человека намного раньше, чем будет оказана медицинская помощь. 922. Волки Америки менее склонны нападать на людей, чем их остальные собратья. Исторические записи свидетельствуют о более 3000 человек, убитых волками во Франции в период между 1580 и 1830 годами. Не отстают от них волки Индии и России. В США и Канаде, напротив, существует крайне малое количество официально подтвержденных случаев нападения волков. 923. Несмотря на тесное родство, волки воспринимают собак в основном в качестве добычи. В России одно время бродячие собаки служили основным продуктом питания для волков. 924. Чума, опустошившая Европу в средние века, стала причиной напряженных отношений людей и волков. В те времена трупы намного быстрее уничтожались именно волками, а не огнем или погребением под землю. Такие методы захоронения привили вкус человеческой крови целым поколениям волков. Вероятно, именно с этих пор волки
включили человеческое мясо в свое меню. 925. Оспа, принесенная в Америку европейскими поселенцами, оказала катастрофическое воздействие на местных жителей. Ее жертвами стали от 80 до 90% всех людей, населявших континент. Чувствуя легкую добычу, волки нападали на индейские деревни, пожирая тела беспомощных больных. 926. Как мы уже говорили выше, волки едят почти все. В отличие от медведей или крупных кошек, у волков нет анатомического оружия, способного быстро убить жертву, поэтому они поглощают добычу живьем, набрасываясь всей стаей и отрывая куски плоти. 927. На территории нашей страны чаще всего встречаются обыкновенный волк и тундровый. 928. Благодаря исследованиям ученых удалось выяснить, что волки способны различать голоса людей. Когда животное слышит знакомый голос, оно поднимает голову, поворачивается в ту сторону, откуда доносятся знакомые звуки, и делает жесты, которые тут же показывают, что волк узнал голос. 929. Известно, что викинги славились безумной яростью во время боев. А для поднятия боевого духа перед сражением они пили кровь волков и надевали волчьи шкуры. 930. Самые ранние изображения волков были обнаружены в пещерах, которым более 20 тысяч лет. 931. У волков очень хорошо развито обоняние, примерно в 100 раз лучше, чем у человека. Они способны распознавать около 200 миллионов различных оттенков запахов и находить добычу на расстоянии до 3 километров. 932. Волчата рождаются с голубыми глазами, а через 8-16 недель их глаза приобретают золотисто-желтый или оранжевый оттенок. 933. Беременность волчицы обычно длится от 62 до 75 дней. Как правило, самка уединяется в логове, где на свет появляются от 3 до 13 волчат. 934. При рождении волчата глухие и слепые, первые несколько недель они не покидают логово. Обычно глаза открываются только на 10-15 день. 935. В природе в одной стае может быть от 3 до 40 особей. В волчью стаю входят пары родителей и их детей, а также одинокие особи. 936. В рацион этих животных входят копытные животные. За один прием пищи взрослый голодный волк может съесть до 10 кг мяса. В некоторых случаях они могут питаться и падалью. 937. Волки прекрасно плавают и с легкостью могут преодолеть расстояние в 13 километров. 938. Среди семейства псовых самыми маленькими представителями считаются арабские волки. Взрослые самки могут весить всего 10 килограмм. Этот вид раньше обитал на Аравийском полуострове, а в наши дни проживает на территориях Южного Израиля, в Иордании, Саудовской Аравии и Йемене. 939. Волки общаются между собой при помощи воя, лая или рыка. Когда член стаи теряется или отстает от стаи, один из волков забирается на гору и начинает выть. 940. Как правило, волков в большинстве случаев сопровождают вороны, чтобы доесть оставшуюся после хищников добычу. 941. В прошлом европейцы использовали специальный порошок, изготовленный на основе волчьей печени, чтобы облегчить родовую боль. 942. Первыми животными, попавшими под охрану исчезающих видов, стали именно волки. В наши дни они занесены в Красную книгу. 943. Волки-одиночки намного менее опасны, чем целая стая этих зверей. И дело не только в их количестве, без сородичей волки далеко не так смело себя ведут и вообще становятся очень осторожными. 944. Полярный волк способен выживать в настолько суровых климатических условиях, что подавляющее большинство других млекопитающих не протянуло бы там и нескольких дней. 945.
Еще недавно существовали уникальные сумчатые волки, водившиеся на Тасмании, принадлежащем Австралии острове. Но последний из них умер в прошлом веке. Сейчас австралийские ученые пытаются возродить вид с помощью клонирования, используя ДНК, извлеченные из заспиртованных образцов. 946. Волкособ – это гибрид собаки и волка, который обладает наиболее высоким интеллектом, большой выносливостью и развитым чутьем. Волкособы могут встречаться и в дикой природе, когда волки не относятся к бродячим собакам как к конкурентам. 947. Волки – одни из самых преданных существ. Как правило, они выбирают себе пару и образуют связь на всю жизнь. В случае гибели одного из партнеров, второй обычно проводит остаток дней в одиночестве. Некоторые представители находят замену, но это встречается довольно редко. 948. Эти животные крайне свободолюбивые существа. Они практически не поддаются дрессировке. Конечно, известны случаи, когда волк подчиняется человеку, однако это безумно долгая и сложная работа. 949. Обычно для выведения потомства волки создают логово, где самки занимаются воспитанием своих волчат и никуда от них не отходят. Самцы в это время добывают пищу для кормящих матерей. В воспитании также принимают участие все члены стаи. 950. Раньше считалось, что в каждой стае существует иерархия, на вершине которой находится доминирующая пара, затем взрослые особи, далее одинокие волки и на последнем месте щенки крайнего помета. Однако некоторые исследования показали, что это распространяется только среди волков, живущих в неволе. 951. Также исследователи определили, что волки испытывают страх и беспокойство при виде развивающейся на ветру ткани. Вероятно, это связано с тем, что волки не могут распознать необычные движения ткани. 952. Зачастую многие фермеры прибегают к использованию различных лент и флагов, чтобы отпугнуть хищников от стад. 953. Для волков снег не является преградой, и они довольно быстро передвигаются по нему, благодаря перепонкам, расположенным между пальцами лап. 954. У этих животных на передних лапах расположен рудиментарный пятый палец. Он выполняет свою функцию, помогая волку захватывать добычу. 955. Волки могут обходиться без пищи до нескольких недель. За это время они нагоняют аппетит, и по этой причине, как мы уже упоминали выше, за один присест они способны съесть большое количество мяса. 956. В 1927 году французский полицейский был осужден за расстрел мальчика, которого он посчитал за оборотня. В том же году во Франции был убит последний дикий волк. 957. Волка легко отличить от шакала или койота по его большой и крайне выразительной морде. Ученые отмечают, что у этих животных прослеживаются более 10 мимических выражений. 958. Самые маленькие представители волков живут на Ближнем Востоке, где достигают массы не более 30 килограммов. Крупнейшие волчьи особи обитают в Канаде, на Аляске и в России, где они набирают массу до 100 килограмм. 959. Полено – именно так охотники называют волчий хвост, поскольку он длинный, толстый и всегда опущен вниз, что не скажешь о собачьем. 960. Помимо этого, хвост этих хищников является своего рода языком волков. Его положение и движение говорит о статусе животного в стае и о его настроении. 961. Иногда волки кажутся массивными, так как у них несколько слоев меха. Первый слой шерсти защищает волков от грязи и воды, а второй подшерсток включает в себя так называемый пух, который согревает животное. 962. Волки издают определенные сигналы к нападению. В основном это делают вожаки стаи. Вы наверняка знаете, как рычит разъяренная собака, когда хочет на кого-то напасть. Так вот, похожие звуки
издают и волки во время призыва к атаке. 963. Многие задаются вопросом, как отличить лай собаки от лая волка. У собак он обычно долгий, выразительный и частый. У волков же он более короткий. 964. В стае серых волков размножается исключительно доминирующая пара. Как правило, спаривание приходится на зиму и весну. 965. Половая зрелость волков всегда зависит от вида и места обитания. Так, серые волки готовы к размножению в 2-3 года. 966. В дикой природе эти хищники могут жить до 15 лет. Однако средняя продолжительность их жизни составляет примерно 6 лет. Чаще всего волки погибают от голода, болезней и ранений, полученных во время схватки со своими сородичами. В неволе волки могут прожить 16 лет. 967. Волков относят к одним из самых опасных хищников, и по этой причине на протяжении многих столетий они активно преследовались. В наши дни многие виды находятся на грани исчезновения. 968. Они играют важнейшую роль в экосистеме. Волки контролируют численность животных и уничтожают слабых или больных особей. Несмотря на это, в некоторых регионах эти животные являются настоящей проблемой, нанося колоссальный вред охотничьему хозяйству и животноводству. 969. Эти хищники могут переносить такие серьезные заболевания, как бешенство, сибирская язва и эхинококоз. Это является еще одной угрозой для домашних животных и причиной, по которой раньше волков активно истребляли. 970. Койот или луговая собака принадлежит роду волков и является среди них самым спортивным представителем. Он может разгоняться до 50 км в час, а на коротких дистанциях до 65 км в час. 971. В мире Гарри Поттера был оборотень Ремус Люпин, имя которого напрямую связано с латинским словом «лупус» – «волк», а вот фамилия, скорее всего, произошла от Рема, основателя Рима, который был вскормлен волками. 972. В ночное время первым, что можно увидеть, так это яркие глаза хищника. Дело в том, что их глаза наделены светоотражающим слоем tapetum lucidum, который имеет больше палочек, чем колбочек. Это делает глаза волков светящимися в темноте и позволяет им хорошо видеть ночью. 973. У волков довольно высокий уровень умственного развития. Это помогает им ориентироваться в окружающей среде, избегать опасность и охотиться при помощи самых разнообразных способов. 974. Если волк почувствовал, что заболевает какой-нибудь инфекцией, то он покидает свою стаю. Таким образом, волк предотвращает распространение болезни. 975. Волк является территориальным животным. Если встречаются две стаи, как правило, это приводит к схватке, которая может обернуться печальными последствиями. 976. Между соседствующими волчьими кланами возникают частые стычки за территорию. В таких боях в основном убивают не всю стаю, а только ее вожаков. 977. За ночь волк может пройти расстояние в 80 километров. 978. Интересен факт, что волки могут прыгать на высоту до 5 метров. 979. У волков плохое зрение. Еще один интересный факт о волчьем зрении – оно у них хуже, чем у людей. Волки не могут различать цвета. Однако волчьи глаза обладают отличной способностью распознавать движения. 980. Семья волков. Волки собираются в стаи по 20 и более особей. Альфами волчьей стаи являются только самые сильные самец и самка, а спариваться могут только альфа-волки. Все члены волчьей стаи должны помогать друг другу, а также вынашивать детенышей. Вместе рождается не менее 4-6 детенышей. Волки размножаются только зимой и рожают весной. Перед родами они прячутся в подземных норах или берлогах. Когда они выходят на охоту,
то работают вместе, чтобы найти достаточно пищи. Во время еды волчьи стаи в первую очередь кормят своих самцов. Волк может стать альфой, только если бросит вызов альфе своей волчьей стаи. Если волк проиграет вызов, ему придется покинуть волчью стаю и стать одиноким волком. Волки – существа, ориентированные на семью, и обычно устанавливают прочные отношения со своими семьями и волчьими стаями. Они заботятся друг о друге и готовы умереть за свою семью. Они защищают всех членов своей семьи и остаются с ними на всю жизнь, поскольку смерть одного из членов семьи станет для них большой проблемой. 981. Охота. Когда волки выходят на охоту за пищей, они обычно не нападают на встреченную добычу. Вместо этого они нападают на больных, нездоровых, раненых или пожилых жертв, а здоровые убегают и продолжают размножаться. Волки даже помогают другим животным в интересах экосистемы. Падальщики, такие как орлы, обычно поедают волчьи отбросы. 982. Питание. Многие люди считают волков страшными и свирепыми животными, но волки охотятся только для того, чтобы выжить. Волки превосходят другие виды животных, потому что они заботятся о выживании и сотрудничают друг с другом. Другие животные конкурируют друг с другом за еду, а волки охотятся и собирают пищу для своих семей. 983. Волки как биологический вид удивительно разнообразны. Говоря «волк», мы чаще всего имеем в виду обычного серого волка, относящегося к самому распространенному из всех ныне существующих виду Canis lupus. Ученые полагают, что современные серые волки произошли от небольшого животного, носившего название волк Мосбаха, ныне вымершего, который жил в Евразии с середины до конца плейстоцена. Его потомки, благодаря потрясающей способности к адаптации, в течение сотен тысяч лет господствовали на огромных пространствах Евразии и Северной Америки, постепенно разделяясь на множество подвидов. Как ни странно, но споры о том, насколько велико разнообразие волков, ведутся до сих пор. По разным оценкам, ученые выделяют от 8 до 38 подвидов. В Северной Америке к ним относят призрачного арктического волка, большого северо-западного волка, маленького мексиканского волка и восточного, или лесного волка, которого некоторые специалисты вообще считают отдельным видом. Существует также загадочный красный волк Canis rufus, редкий вид, тоже классифицируемый либо как отдельный вид, либо как подвид серого волка, возникший в результате скрещивания с койотом. Евразийский волк – самый крупный из нескольких подвидов Старого Света, он же самый многочисленный и с самым большим ареалом. Он делит континент с северным тундровым волком, гималайским волком, обитающим в пустыне арабским волком и бродящим по равнинам Индостана индийским волком. Помимо собственно серых волков, род Canis включает близкородственные виды, типа койотов и золотых шакалов, а также два других вида, известных как эфиопский волк и африканский золотой волк. 984. Раньше волков было намного больше. Даже при таком разнообразии и относительном изобилии представителей Canis lupus, на Земле сейчас живет гораздо меньше волков и меньше видов, чем когда бы то ни было. Летопись окаменелостей выявила множество интересных видов волков и волкоподобных животных, например, включая знаменитого так называемого ужасного волка Aenosian dirus, а также гиперплотоядных ксеноционов или странных собак, которые могут быть предками современных африканских диких собак. Однако помимо естественного вымирания в доисторические времена, на численность волков повлияла война, которую люди веками вели с этими животными. По данным Международного союза охраны природы, серый волк когда-то был самым распространенным млекопитающим на Земле, но преследование со стороны людей сократило его ареал как минимум на треть. Попутно были уничтожены несколько уникальных подвидов, среди которых в Северной Америке оказались черный волк Флориды, волк Великих Равнин, волк долины Миссисипи и техасский волк, а в Евразии – японский волк, волк Хоккайдо и сицилийский волк. 985.
Древние так называемые ужасные волки, судя по всему, не были волками. Вымерший так называемый ужасный волк обитал по всей Северной Америке примерно 13 тысяч лет назад, то есть до того времени, как большая часть мегафауны континента исчезла в результате естественных климатических изменений. Эти животные были сопоставимы по размерам с сегодняшними самыми крупными серыми волками, но обладали очень сильными челюстями, способными без труда раздавить кости. Как полагают ученые, они специализировались на крупной добыче, такой как лошади, бизоны, наземные ленивцы и мастодонты. Опираясь на сходство окаменелостей ужасных волков и современных серых волков, ученые длительное время считали, что оба вида были тесно связаны родственными узами. Однако проведенный в начале 2021 года анализ выделенной ДНК ужасного волка показал, что они с серыми волками всего лишь очень-очень дальние родственники. Их сходство, по-видимому, является результатом конвергентной эволюции, а не тесного родства, поскольку родословная ужасного волка отделилась от линии, ведущей к современным псовым, почти 6 миллионов лет назад, и никогда больше с ней не пересекалась. 986. Альфа-волки – это просто мамы и папы. Мы уже рассказывали об иерархии волков, но есть еще одна точка зрения на это. В этом пункте мы хотели бы взглянуть на этот вопрос с другого ракурса. Серые волки обычно живут стаями, от 6 до 10 особей, во главе которых стоят доминирующие разнополые пары. Лидеров стаи принято называть альфа-волками, и они, по мнению многих, завоевывают господство грубой силой, в кровавых схватках подминая под себя остальных, чтобы буквально по их костям подняться вверх на иерархической лестнице. Эта точка зрения широко распространена, но, возможно, ошибочна. Многие эксперты считают термин «альфа-волк» устаревшим, утверждая, что он совершенно неправильно описывает то, как работает волчья стая. Один из них – биолог Дэвид Мех, который несколько десятилетий назад помогал популяризировать идею альфы, сейчас призывает отказаться от ее использования. Концепция альфы подразумевает прямое соперничество с другими, в результате которого победившая особь признается лидером, пишет Мех на своем веб-сайте. На самом деле альфа-волки – это просто родители остальных членов стаи, состоящие из подростков и молодых взрослых особей из разных пометов. Другими словами, большинство вожаков достигли своего положения, просто спариваясь и рожая щенков, которые затем и стали их стаей. 987. Волки – семейные животные. Повзрослев, некоторые волки по разным причинам покидают родную стаю и пробуют начать жить самостоятельно. Большинству из них, не в последнюю очередь благодаря общительности, через некоторое время удается найти подходящего партнера, с которым чаще всего они остаются вместе на всю жизнь. Образование пары означает рождение новой волчьей стаи или нуклеарной семьи, основной социальной единицы у волков. Волчицы приносят потомство раз в год, как правило, в конце зимы или ранней весной. Беременность длится около 63 дней, по истечении этого срока на свет появляются от 4 до 6 щенков, абсолютно слепых, глухих и полностью зависящих от своей матери. За волчатами ухаживают все члены стаи, включая их родителей, старших братьев и сестер. Щенки быстро развиваются, они начинают выходить за пределы логова уже через 3 недели с момента рождения, а к 6 месяцам вырастают почти до размеров взрослой особи. Волки достигают зрелости в 10 месяцев, но могут оставаться со своими родителями в течение нескольких лет, прежде чем решают уйти в свободное плавание. 988. Волки – настоящие мастера общения. Волки действительно воют по ночам, но вопреки распространенному мнению, их вокализации никак не связаны с полной луной. Протяжным воем они передают сообщения своим сородичам, причем услышать и понять смысл сигнала волки способны, даже находясь за 15 километров от его источника. Вой помогает волкам собрать свою стаю, найти пропавших членов семьи или защитить территорию. В ходе повседневного общения волки издают множество других звуков, таких как разного рода рычание, лай, скулёж и хныканье.
Помимо этого они широко используют язык тела, включая зрительный контакт, мимику и различные позы. Невербальные сигналы очень важны. Например, при помощи особого сигнала взглядом волки координируют действия членов стаи во время групповой охоты, не издавая звуков, которые могли бы насторожить добычу. Одну из ключевых ролей в процессе коммуникации играет мощное обоняние волков. Благодаря ему волки обмениваются большими объемами информации, используя несколько типов запаховой маркировки, включая мочеиспускание с поднятой лапой или стоя на ногах, мочеиспускание на корточках, дефекацию и почесывание. 989. Люди и собаки раздражают волков. По вполне понятным причинам мы не можем до конца понять эмоциональные переживания представителей другого вида. Один из немногих доступных способов объективной оценки уровня стресса, который испытывают дикие животные, это изучение уровня кортизола, содержащегося в фекалиях, оставленных ими в те или иные периоды жизни. Сравнение этих показателей с данными, полученными в ходе повседневного взаимодействия животных, может указать на источник и глубину стресса. Таким образом удалось выяснить, что смерть члена стаи вызывает, по словам ученых, серьезный стресс у остальной части социальной единицы. Судя по данным других исследований, волки испытывают стресс от присутствия людей. Кроме того, они беспокоятся, если рядом с местом их обитания свободно гуляет стая бродячих собак, а изучение глюкокортикоидов в кале серых волков, обитающих в 3 крупнейших национальных парках США, показало, что им еще и жутко не нравятся снегоходы. 990. Волкам нужно много места. Волчьим стаям требуются большие пространства, чтобы обеспечить их достаточным количеством ресурсов. Размер территории может очень сильно варьироваться в зависимости от климата, рельефа местности, обилия добычи и присутствия других хищников. По данным Службы по рыболовству и дикой природе США, отдельные стаи серых волков контролируют площадь от 100 до 2500 квадратных километров. Волки редко живут поодиночке, но из-за большого размера территории, контролируемой небольшой стаей, возник миф об их стремлении к уединению. Во время охоты волки могут совершать марш-броски на большие расстояния. Их крейсерская скорость неспешной рысью составляет порядка 7 км в час, но на коротких дистанциях, к примеру, в моменты активной погони, волки способны разгоняться почти до 70 км в час. 991. С помощью голоса животные способны передавать чрезвычайно сложные сообщения о нахождении определенного зверя в конкретной зоне. 992. Было бы ошибкой думать, что волки между собой совсем не дерутся. Стая будет ревниво охранять собственные охотничьи угодья от чужаков, как от волков-одиночек, так и от других семейств. Более того, молодые волки активно дерутся, друг с другом борясь за самок и территорию. Тем не менее, когда кто-то все-таки становится вожаком, в новой семье будет железный порядок. Что интересно, следит за дисциплиной не только вожак, но и его спутница жизни. 993. Размер одной волчьей стаи редко превышает 15 особей. Семьи молодых волков могут быть намного меньше. Во время длинных переходов в стаю ведут самые старые, самые опытные, но в то же время и самые слабые волки. Если что-то случится, то первыми с врагом или жертвой столкнутся именно старики. Как бы цинично это ни звучало, их, с одной стороны, не жалко. С другой стороны, старые волки самые опытные и уже скорее всего не дадут потомства. А вот молодежь в случае чего должна обязательно выжить, чтобы стая не погибла полностью. Кроме того, старые волки, идущие впереди, задают темп движения всего семейства, ведь плетись ветераны позади, они не смогли бы угнаться за буйным молодняком. 994. Столкновение двух хищников за право быть альфой со стороны выглядит жестоко. Иногда поединки волков действительно могут закончиться смертью одного из хищников. Однако такое все-таки случается очень редко. Волки – животные социальные, а потому рано или поздно один из оппонентов просто сдастся на милость более сильного.
Последний же никогда не станет целенаправленно расправляться со слабым, особенно, если тот уже признал авторитет победителя и выразил готовность подчиняться. Общаться волкам помогают многочисленные жесты и мимика. 995. В семьях волков есть что-то вроде сиделок и воспитателей. Далеко не всегда кормит и следит за волчатами именно та самка, что произвела щенков на свет. Нередко щенки передоверяются другим волчицам, пока более сильные или молодые особи охотятся. В больших стаях волков также могут появляться так называемые дядюшки. Обычно это совсем старые волки, которые уже не могут охотиться со всеми, а потому находятся у стаи на содержании. Дядюшки, в свою очередь, охраняют и воспитывают молодняк, в том числе не позволяя своим рыкам и мудрым оскалам передраться излишне активной молодежи. 996. Формально вожак стаи является лидером всего семейства. Однако организацией и воспитанием прекрасной половины волчьего общества он не занимается. За женские разборки отвечает альфа-самка, супруга вожака. Именно она возглавляет волчиц, не позволяет им драться, а также назначает сиделок для щенков, появившихся в семье. 997. Определяя погодные условия, волки способны слышать звуковые сигналы, которые звучат на расстоянии 9 километров. 998. В давние времена волки проживали лишь в пустынях и тропических лесах. 999. Волки могут пройти более 60 километров за один день в поисках пищи. 1000. Ацтеки волчьей печенью лечились от меланхолии. 1001. Некоторые древние греки верили, что поедание плоти ягненка, убитого волком, может превратить вас в вампира. По словам греческого ученого Секста Плацита, если положить под подушку голову волка, то можно вылечиться от бессонницы. 1002. Волки являются одними из немногих животных, которые могут сбивать жертву с ног при охоте на крупных животных, таких как лоси или олени. 1003. Одна из основных черт характера волка – неофобия, то есть боязнь всего нового, непривычного. И при этом очень ярко выражено любопытство, стремление выяснить, несет ли новая угрозу стая. На пике такого психологического конфликта волки и живут. 1004. Волки делают очень много запасов и схронов, особенно когда главная волчица стаи готовится к материнству. И тут же о них забывают. Оказывается, волки делают запас не для себя, а для будущих щенков. Добыть свежее мясо удается не всегда, но волчата не должны голодать. А если на семейной территории сделано много тайных кладовочек, то у малышей гораздо больше шансов прокормиться и выжить. 1005. Волки необычайно умные животные и одни из лучших охотников. Они способны считать, вычислять траекторию движения жертвы, изучать ее привычки и повадки, выбирать тактику и распределять роли в будущей охоте. Они могут затаиваться, выжидать, по несколько дней преследовать выбранную мишень. Могут запоминать запах врага, могут отомстить спустя несколько лет. 1006. Зимой, при передвижении по глубокому снегу, волки идут гуськом. Один волк следует за другим, наступая вслед предыдущего волка. Поэтому узнать по следам количество волков в стае весьма непросто. Дорожка следов волка очень ровная, выглядит как практически прямая линия. Это верный признак которой позволяет отличить след волка от следа собаки. След взрослого волка имеет длину от 9,5 до 10,5 см, ширину от 6 до 7 см. У волчицы следы значительно меньше по размерам, длина следа от 8,5 до 9,5 см, ширина от 5 до 6 см. Волк держит лапу в комке, поэтому отпечаток следа волка более рельефный, чем у следа собаки. Кроме того, два средних пальца у волка вынесены вперед, а два боковых пальца отставлены назад. Если провести прямую линию между кончиками боковых пальцев, то у волка основания средних пальцев лишь чуть-чуть зайдут за эту линию, а у собаки за линией будет около трети подушечки средних пальцев.
1007. Волки больше реагируют на движение, чем на звуки. 1008. Из органов чувств у волка лучше всего развито обоняние, на втором месте слух и на последнем месте зрение. Последние исследования показывают громадное значение обоняния для волка. При наблюдении за стаей волков в 82% случаев волки обнаруживали лося чутьем и только в 18% случаев на слух. 1009. При кусании зубами волки создают давление 300 кг. 1010. Волки являются загадочными животными, которых почитали арабы, римляне и индейцы. О волках в мифах и фольклоре мы расскажем в заключительном пункте этого видео. 1011. Если самка засыпает, то волк-самец охраняет ее. 1012. Волк способен запомнить больше информации и быстрее координировать свои действия, чем собака. 1013. Когти волков способны стачиваться от прикосновения к земле. 1014. Волки – это очень живучие и выносливые животные. 1015. Активность волка, который не получает питания, сохраняется на протяжении 10 дней. 1016. У волка в пасти обычно 42 зуба. Наиболее заметны клыки. Они могут достигать в длину более 6 сантиметров. 1017. Германия считается первой страной, которая занялась охраной волчьих стай. 1018. В человеческом обществе считается аморальным поднимать руку на женщину. Среди волков тоже существует негласный запрет на агрессию по отношению к самкам. Например, когда дерутся два волка, самка прикрывает горло своего самца, и агрессивный соперник не смеет укусить самку. 1019. Флажковая охота – популярный способ поимки волков. Принято считать, что серые разбойники боятся красного цвета, поэтому не могут перескочить через красные флажки. На самом деле это миф. Волки – дальтоники. Они видят мир исключительно в черно-белом цвете. А боятся они флажков из-за запаха. Флажки пахнут людьми, костром, порохом и множеством других пугающих запахов. Именно поэтому хищники стараются не приближаться к флажкам. 1020. Медведь – признанный царь лесов Евразии и Северной Америки. Оспорить его лидерство может разве что тигр. Считается, что волки не представляют угрозу для медведей. Это в общем-то так. Но иногда случается, что косолапые становятся жертвами волков. В особо голодные зимы серые разбойники нападают на молодых мишек. А в редких случаях они даже задирают медведей в их собственных берлогах. 1021. Волки способны бежать, не останавливаясь, на протяжении 20 минут. 1022. Зимой волчья шерсть очень устойчива к морозу. 1023. Размножаться волки могут, достигнув возраста 2 лет. 1024. Аутоиммунное заболевание волчанка или туберкулез кожи в буквальном смысле означает «красный волк», потому что в XVIII веке врачи считали, что болезнь развивалась после укуса волка. 1025. Волчата за первые 4 месяца после рождения могут увеличиться в размере до 30 раз. 1026. В брачный период волки более агрессивны. 1027. От 6000 до 7000 волчьих шкур по-прежнему ежегодно продается в мире. Поставляются они главным образом со стороны России, Монголии и Китая и используются чаще всего для пошива одежды. 1028. Многочисленные попытки дрессуры волков свидетельствуют о том, что эти хищники больше реагируют не на звуковые команды, как собаки, а на движение тела и махи руками. 1029. Волка, которого выгнали из стаи либо он сам ее покинул, называют одиночкой. 1030. Первые настоящие волки появились около 1 800 000 лет назад. 1031. Каждый волк имеет разный характер,
Одни самоуверенные и дерзкие, другие осторожные. 1032. Охотится каждая стая волков только на собственной территории. 1033. Проявляя нежность друг к другу, волки трутся мордами и облизываются. 1034. Больше всего волки двигаются по весне. 1035. Волки очень привязаны к собственным детям. 1036. Охота на волков считалась популярнейшим увлечением знатных людей. 1037. Волки способны реагировать на человека, который имитирует вой. 1038. Когда волк испытывает тревогу, он поднимает голову вверх. 1039. В Индии до сих пор используются простые ловушки для поимки волков. Эти ловушки представляют собой ямы, замаскированные ветками и листьями. Волки попадают в яму на острые колья, а люди добивают их сверху камнями. 1040. В мире насчитывается около 300 тысяч волков, 30 тысяч из них в России. 1041. Доказано, что у волка умственные способности лучше, чем у собаки. Ученые Венского ветеринарного университета провели эксперимент, в котором участвовали 15 щенков-дворняжек и 14 волчат 6-месячного возраста. Всем животным, участвовавшим в эксперименте, было продемонстрировано, как дрессированная собака с помощью зубов и лап открывает деревянный ящик с едой. Затем каждый щенок смог попробовать справиться с такой же задачей самостоятельно. Результат поразил ученых, только 4 дворняжек справилось с заданием, зато все 14 волчат смогли открыть коробку, используя те же приемы, что и дрессированная собака. Эксперимент доказывает, что волчата хорошо запоминают и способны учиться. 1042. Человека-волки не боятся ни капельки. 1043. Волчий вой может звучать в разных диапазонах. 1044. Несмотря на то, что волки являются хищными животными, они также едят морковь и арбузы. 1045. Даже при наступлении смерти волки попытаются спасти ближнего. 1046. Черные волки имеют большую сопротивляемость инфекционным заболеваниям. 1047. Волчицы весят примерно на 5-10 кг, меньше, чем самцы. 1048. Волчата, которым исполнилось 1,5 месяца, уже могут убегать от опасности. 1049. В случае дефицита питания волки питаются падалью. 1050. Волки могут убивать лисиц, но съедать их они не станут. 1051. В неволе хорошо размножаются красные волки. 1052. У серого волка большая и тяжелая голова. 1053. Большая часть волчьего подшерстка по весне выпадает, а по осени вырастает. 1054. В одном и том же логове волки-койоты живут по несколько лет. 1055. Волки-койоты имеют продолжительность жизни, которая составляет 10 лет. 1056. Уважение к вожаку волчьей стаи показывается специальными мимическими движениями этих животных. 1057. Волки в логове проживают попарно. 1058. Когда зубки новорожденного волчонка начинают прорезаться, мать натирает ему десны своим языком. 1059. В процессе охоты на других животных волки применяют метод выматывания. 1060. Держать волка в питомнике не получится, потому что он за короткое время может научиться открывать замок. 1061. Преимущественно волки оседлые животные, но при этом в поисках корма кочуют на очень большие расстояния. Как говорят биологи, в дикой природе они занимают свою нишу. 1062. Окрас волков часто соответствует тем местам, в которых они обитают. Например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых белый, а у лесных варьируется от светло-серого, серо-бурого до черного.
1063. Хвост волка – это своеобразный индикатор, выражающий его чувства. Если он высоко поднят, а кончик немного изогнут, то это означает, что волк вполне уверен в своих силах. Дружелюбно настроенное животное хвост опускает, но самый кончик его поднят вверх. Волк, поджимающий хвост, либо чего-то боится, либо сообщает о своей покорности. 1064. Волчья стая выходит на охоту только на свою, ограниченную территорию. Хозяева очень ревностно охраняют и метят ее. Это является предупреждением для соседей, что им лучше держаться от данной земли подальше. 1065. Голодный хищник без пищи может сохранять активность до 10 дней. Раненое животное уходит от охотников на несколько километров. Окруженное охотничьими собаками, оно яростно защищается до последнего вздоха. 1066. Волк – распространенный мотив в мифах народов, рядом с которыми они обитают. Волки издревле связаны с людьми. Древние скотоводы боялись и ненавидели волков из-за нападений на домашний скот, а охотники-собиратели их уважали. Страх перед волками существует во многих человеческих обществах. Интересно, что волк в разных мифах и сказках предстает то благородным охотником, предком целого рода, то глуповатым разбойником, то коварным злодеем. В иранской мифологии люди считают волка темным животным, поскольку он по поверьям одержим злым духом Ариманом. Для древних индейцев волки были учителями и следопытами, а в скандинавской мифологии их недолюбливали. В Монголии люди считают волков, особенно человека-волка, символом удачи. В Библии волки ассоциируются с разрушением и жадностью. Турецкий народ также признает волка своим предком. Древние греки ассоциировали волков с Аполлоном, богом света и порядка. Древние римляне связывали волка с богом войны и земледелия Марсом и верили, что основатели их города, Ромул и Рем, были вскормлены волчицей. Скандинавская мифология включает страшного гигантского волка Фенрира и Гэри и Фрейки, верных питомцев Одина. Многие племена считали волков своими прародителями и тотемными животными. Скандинавия, Греция и Кавказ. Одно из самых ранних письменных упоминаний волков встречается в вавилонском эпосе о Гильгамеше. Главный герой отвергает домогательство богини Иштар, напоминая ей, что она превратила предыдущего любовника, пастуха, в волка, то есть в то самое животное, от которого следует защищать стада. В скандинавской мифологии волки занимают особое место. Здесь существует гигантский Фенрисульфр, или Фенрир, старший отпрыск Локи и Ангрбоды, которого боялись и ненавидели асы, и сыновья этого волка, Скел и Хати. Фенрир был связан богами, но в конечном итоге ему суждено перерасти свои узы и поглотить Одина во время Рагнарёка. К тому времени он станет таким большим, что когда разинет пасть, его верхняя челюсть будет касаться неба, а нижняя земли. Он будет убит сыном Одина, Видаром, который ударит его ножом в сердце либо разорвет ему пасть. Два отпрыска Фенрира в Рагнарёк поглотят солнце и луну. С другой стороны, волки Гэри и Фрейки были верными питомцами бога Одина, которые считались добрыми предзнаменованиями. Подобно валькириям, они ищут отважных воинов, чтобы еще больше заполнить чертоги Вальхалы, собирая защитников для Рагнарёка. Слово «волк», «вольф» или «вульф» используется как фамилия и имя у германоязычных народов. Например, имя Адольф происходит от сочетания слов «адел» – «благородный» и «волк», Рудольф – от «хрот», «слава» и «волк». В истории святого Эдмунда говорится, что когда вторгшиеся датчане обезглавили английского короля IX века, одинокий волк целый год охранял его голову, пока король не был должным образом похоронен. Кельтские герои, такие как Талиесин и Гвидиан, также принимали облик волков. В Скандинавии, Северной Германии и Нидерландах было большой удачей встретить волка или медведя в путешествии, а встретить зайца несчастьем. Однажды Зевс превратил царя Акадии в волка, после того, как за его столом подали человеческое мясо. Некоторые говорят, что король был первым оборотнем. В другой греческой истории беременная Лето переоделась волчицей,
спасаясь от гнева Геры, спрятавшись среди стаи волков. После побега она родила Зевсу сына Аполлона, который в результате стал ассоциироваться с волками. Некоторые из его храмов считали волка священным. Баснописец Эзоп изображал волков в нескольких баснях, показывая проблемы оседлого овцеводческого мира Древней Греции. Его самая известная басня «Мальчик», который кричал «Волки», рассказывает о тех, кто нарочно поднимает ложную тревогу. В других его баснях есть тема доверия между пастухами и сторожевыми собаками против волков, а также близких отношений между волками и собаками. Хотя Эзоп показывал волков, чтобы критиковать человеческое поведение, его басни усиливали образ волка как лживого и опасного животного. Название страны Грузия происходит от арабо-персидских слов «гурджан» или «гурзан», «Гурджистан», что означает «страна волков». Волк является национальным символом Чечни. Согласно фольклору, чеченцы рождены от волчицы. Одинокий волк символизирует силу, независимость и свободу. Горцы равны и вольны, как волки. В отличие от лисы и медведя, в Финляндии волка долгое время боялись и ненавидели. Волк был символом разрушения и опустошения. Само слово «волк» на финском языке, «суси», также означает «бесполезная вещь». В то время как медведь был у финнов священным животным, на волков долгое время охотились и безжалостно убивали. Волка представляли как неумолимого и злобного хищника, убивающего больше, чем успевающего съесть. Согласно легенде, основание литовской столицы Вильнюса началось, когда великому князю Гедиминасу приснился воющий у холма железный волк. Литовскую богиню Медейну описывали как одинокую, не желающую выходить замуж, но сладострастную и красивую охотницу. Ее изображали в виде волчицы в сопровождении волков. Индия. В молодости бог Кришна превратил свои волосы в сотни волков. Ему нужно было убедить своих товарищей, что пора переезжать в другой лес. Волки поедали телят, похищали детей и нападали на случайных людей, заставляя их переселяться на новое место жительства. Поклонявшиеся богине Кали серьезно относились к волкам. Секта бандитов, служивших богине, практиковала ограбление с бескровным убийством через удушение. Каждый человек, которого они убивали или грабили, на самом деле был жертвой богини. Во время выполнения миссии, если волк переходил дорогу слева, это расценивалось как знак отменить нападение. Если волк переходил дорогу справа, это означало, что богиня хочет продолжения убийства. Если днем выл волк, бандиты должны были покинуть территорию. Вой с полуночи до рассвета тоже был плохим знаком. Предзнаменования рассматривались как прямые приказы Кали, переданные через ее волков. Иран. Ближневосточные предания считают волка доброжелательным духом и защитником людей. Согласно зороастрийским преданиям, Зороастр в детстве был отнесен девами в логово волчицы, чтобы дикий зверь убил его. Но волчица приняла его как своего детеныша и привела в логово овцу, которая вскормила ребенка. В зороастрийской легенде невозможно было, чтобы волчица сама давала молоко младенцу, так как волки считаются девскими существами и причисляются к самым жестоким из животных. Когда римляне вторглись в Северную Африку, волк вытащил меч спящего капитана и унес его прочь. Также известно, что волки охотятся и убивают злых духов и джиннов. В Ираке некоторые камни-талисманы считаются джиннами, скрывающимися от волков. Некоторые джинны похожи на волков, но они не родственники, так как волки их злейшие враги. Это добрые духи, которые противостоят джиннам. Рим. В римской мифологии волки связаны с Марсом, богом войны и земледелия. Капитолийская волчица выкормила Ромула и Рема, сыновей Марса и будущих основателей Рима. Младенцев-близнецов приказал убить их двоюродный дедушка Амулий. Слуга не смог убить их и оставил на берегу реки Тибр. Река понесла колыбели близнецов вниз по течению, где под защитой речного божества Тиберина их усыновила волчица, известная на латыни как Лупа, животное, священное для Марса. В античности волчица считалась символом Рима, как самими римлянами, так и народами, находившимися под их властью. Лупа Романа была культовой сценой,
которая в первую очередь представляла идею римского мира. Когда образ волка использовали в римских провинциях, это означало выражение верности Риму и императору. Слово «лупус» – «волк» использовалось в Риме как имя и прозвище. Отношение к волкам отличалось от отношения к другим крупным хищникам. Римляне старались не причинять волкам вреда. На них охотились не для удовольствия, а только для защиты стад, их не ловили на продажу. Волк в Азии. В китайской астрономии волк представляет Сириус и охраняет небесные врата. В Китае волк традиционно ассоциировался с жадностью и жестокостью, а эпитеты волка использовались для описания дурного поведения, такого как грубость, волчье сердце, недоверие, волчий взгляд и разврат, волчий кекс. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И в индуизме, и в буддизме на волке ездят боги-защитники. В ведическом индуизме волк является символом ночи, а дневной перепел должен вырваться из его пасти. В тантрическом буддизме волки изображаются обитателями кладбищ и разрушителями трупов. Райдзю – громовой зверь, бог синтоистской религии. Ему приписывают вызывание грома. В то время как Райдзю обычно спокоен и безвреден, во время грозы он впадает в буйство и прыгает по деревьям, полям и даже зданиям. В Японии слово «аками» означает «волк» и «великий бог». Согласно японской мифологии, волк защищает горы и леса, а также помогает нуждающимся людям. Японские фермеры, выращивающие зерно, поклонялись волкам, чтобы защитить свои фермы. В истории ацтеков волчью кость затачивали и вонзали в грудь больного. Считалось, что это отсрочивает смерть. В Ирландии раньше было много поговорок о волках. Ее называли землей волков, потому что там существовало множество волчьих стай. Там охотились на этих хищников ради забавы и спорта. В Финляндии волки считались символом разрушения, поэтому люди относились к ним как к злым животным. В сербской поэзии волк – символ мужества. В другом японском мифе пахари, выращивающие зерно, когда-то поклонялись волкам в святилищах и оставляли подношения еды возле их логова, умоляя защитить урожай от кабанов и оленей. Считалось, что талисманы и обереги, украшенные изображениями волков, защищают от огня, болезней и других бедствий и приносят плодородие. Народ айнов считал, что они родились от союза волкоподобного существа и богини. Японский волк вымер более 100 лет назад, но иногда все еще сообщают о том, что видели его. В это трудно поверить, так как волк может спрятаться за одинокой травинкой, принять форму воробья или стать полностью невидимым. Являясь стражем гор, японский волк является олицетворением дикой природы и средством общения с ней. В префектуре Вакаяма рассказывают о том, что жители деревни однажды спасли жизнь волку. Позже волк вернулся и оставил оленя у границы деревни в знак благодарности. Японский волк мал по сравнению с другими волками, но бесстрашен, особенно ночью. Одинокий волк будет следовать за идущим через лес, защищая его, если это честный человек, и съедая его, если это злодей. Считается, что волосинки с бровей японского волка обладают магическими свойствами. Они всегда даются волкам добровольно, их нельзя отнять силой. В некоторых историях волосы дают владельцу возможность видеть истинные формы людей и приносят удачу. В тайной истории монголов говорится, что монгольские народы произошли от союза лани и волка. Чингисхан был их прямым потомком. В современной Монголии волк до сих пор считается символом удачи, особенно для мужчин. В монгольской народной медицине считается, что употребление в пищу кишечника волка облегчает расстройство желудка. Монгольские мифы объясняют привычку волка убивать без разбора. Когда небо создало всех животных, оно объяснило волку, что он может съесть одну овцу из 1000. Однако волк неправильно понял и подумал, что небо велело ему убить 1000 овец и съесть одну. В тюркской мифологии волк почитается как предок этого народа. В Северном Китае солдаты совершили набег на маленькую тюркскую деревню, но там остался один маленький ребенок. Старая волчица с небесно-голубой гривой по имени Ашина нашла младенца и выкормила его. Затем волчица родила 10 сыновей, полуволков-полулюдей, от которых и произошли тюрки.
Их потомки в течение нескольких поколений выли перед тем, как отправиться в бой, призывая своего предка-волка помочь им одержать победу. Арктика и Северная Америка. В большинстве культур коренных американцев волки ассоциируются с храбростью, силой, верностью и успехом в охоте. В Северной Америке коренные жители почти всегда считают волков своими родственниками. Народы, которые когда-то полагались на охоту больше, чем на сельское хозяйство, больше всего восхищаются волком. Инуиты говорят, что самый первый мужчина женился на волчице. Их дети рождались парами, одна девочка и один мальчик, и каждый говорил на своем языке. Дети покинули логово и бродили повсюду, в конце концов заселив всю землю. Истории о браках с волками встречаются в преданиях и других коренных народов Америки. Истории часто похожи друг на друга. Родственник или односельчанин предает мужчину или женщину и бросает умирать. Затем волки спасут изгоя, и один из них женится на нем или на ней. В конце концов человек вернется в свою деревню или племя. У них почти всегда есть силы, подаренные им волками, которые помогут им вернуть свое и отомстить. Союзы между людьми и волками могут объяснить, почему глаза волка похожи на человеческие. Белла Кула на Тихоокеанском северо-западе говорят, что кто-то однажды пытался превратить всех животных в людей, но ему удалось изменить только глаза волка. Тихоокеанские индейцы и коренные народы традиционно верят, что касатка и волк на самом деле одно и то же существо. Волчья стая ныряет в волны и становится стаей в море, используя те же стратегии охоты под водой. Затем они выпрыгивают на берег и снова становятся волками, охотясь на берегу и в лесах. Возможно, в Северной Америке волк никогда не считался пищей. Обычно после убийства забирали только шкуру и другие части тела, как лекарство. Перед традиционной охотой на волков Шайены и другие народы сначала проводили церемонию очищения. Чероки также считают, что следует проявлять почтение, потому что охота на волков может вызвать месть других хищников и лишить племя дичи. Оружие, убившее волка, больше никогда не сработает. Многие племена считают настоящим создателем земли волка. Арикара и Аджибви верили, что дух человека-волка создал великие равнины для них и других животных. Многие племена считают волков близким родственником человека. Волк предан своей стае, как и индейцы преданы племени. Племя Навахо было известно проведением церемоний исцеления, во время которых они призывали волков восстанавливать здоровье больным. Перед битвами воины Апачи молились, пели и танцевали, чтобы обрести силу и храбрость волков. Навахо традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков, надевая волчьи шкуры, убивают людей и совершают набеги на кладбище. Индейцы Сиу называют декабрьскую луну луной, когда волки бегут вместе. Христианство. В Библии волки упоминаются, обычно как метафоры жадности и разрушительности. В Новом Завете Иисус использовал волков как иллюстрацию опасностей, с которыми столкнутся его последователи, если пойдут за ним. Волк неоднократно упоминается в священных писаниях, как враг стада, метафора злых людей с жаждой власти и нечестной наживы, а также метафора сатаны, который охотится на души невинных христиан, противопоставленная пастырю Иисусу, который хранит свое стадо в безопасности. Большая часть символики, которую Иисус использовал в Новом Завете, вращалась вокруг пастырской культуры. Христос использует образ волка в овечьей шкуре, предостерегая людей от лжепророков. Католическая церковь часто очерняла волков, дабы создать образ настоящих дьяволов, бродящих по миру. Волки являются либо посланцами Бога для наказания грешников, либо агентами дьявола, посланными с Божьего благословения, преследовать истинно верующих и проверить их веру. Легенды о святом Франциске Ассизском говорят, что он подружился с волком. Город Губия страдал от нападений волка, который пожирал домашний скот и людей. Франциск Ассизский жалился над горожанами и отправился в горы, чтобы найти волка. Страх перед зверем заставил всех его спутников бежать, но святой продолжал идти вперед и, найдя волка, перекрестился и велел никому не причинять вреда. Чудесным образом волк сомкнул пасть и лег к ногам святого Франциска.
«Брат-волк, ты причиняешь много вреда в этих краях и наделал большого зла», — сказал Франциск. «Все эти люди обвиняют и проклинают тебя. Но, брат-волк, я хотел бы помирить тебя с людьми». Затем Франциск привел волка в город и, окруженный испуганными горожанами, заключил договор между ними и волком. Поскольку волк сделал зло от голода, горожане должны были регулярно кормить волка, а взамен волк обещал больше не охотиться ни на них, ни на их стада. В песне номер 1 Ада Данте главный герой встречает волчицу, преграждающую путь к холму, залитому светом. Волчица олицетворяет грехи вожделения. В жизнеописании блаженного Себастьяна де Апарисия в XVI веке есть рассказ о том, что в юности его жизнь была чудесным образом спасена волком. Во время вспышки бубонной чумы его родители вывезли его из города на карантин и оставили его в хижине в лесу. Он лежал беспомощный и больной, но волчица нашла хижину и понюхала, а затем укусила и лизнула зараженное место на его теле. С этого момента он начал выздоравливать. Оборотни. Концепция превращения людей в волков и наоборот присутствовала во многих культурах. В одном греческом мифе говорится о том, что Ликаон был превращен Зевсом в волка в наказание за злые дела. Легенда об оборотне широко распространена в европейском фольклоре и включает людей, добровольно превращающихся в волков, чтобы нападать и убивать других. Наваха традиционно считали, что ведьмы превращаются в волков, надевая волчьи шкуры. Динаины верили, что волки когда-то были людьми и считали их братьями. Верный способ обнаружить оборотня – это узнать его по человеческим глазам. Глаза – это зеркало души и не меняются при смене обличия. В Швеции волки служат лесным ведьмам, варгаморам. Говорят, что животные находятся под защитой и контролем ведьм. Некоторые считают, что старые женщины умеют превращать своих жертв в рабов-волков. Истории об оборотнях были распространены по всей Европе до относительно недавнего времени. В Боснии такое могло случиться просто, если волк лизнул кровь человека. В другом месте существовало поверье, что глоток воды из отпечатка лапы также может сделать оборотнем. В Польше полоска человеческой кожи, перекинутая через порог дома, где проходила свадьба, превращала всех, кто переступит через нее, в волков. По всей Европе волки стали ассоциироваться со смертью и миром духов. В 11 приходят волки, в 12 открываются могилы мертвецов, гласит немецкая народная поговорка. В славянских преданиях волк был самой частой личиной вампира. В славянских языках используется термин «оборотень», происходящий от общеславянского «вукадлак» – волчий мех. Традиционное сербское поверье гласило, что вампиры должны превращаться в волков. Другое поверье, что вампир не может навредить волку, но укус волка может его уничтожить. Считалось, что греческому оборотню суждено стать вампиром. Душа живого человека покинет его тело и войдет в волка, которым он одержим. Но после смерти они стали нежитью. Еще одно славянское поверье о смерти гласило, что человек, рожденный в один день с волком, умрет вместе с животным. Со временем церковь начала преследовать оборотней и волчьи братания. Одна женщина в Швейцарии была приговорена к смертной казни в 1423 году за общение с волками, в том числе за верховую езду на них по ночному небу, так же, как это делает великанша Херокин в «Младшей Эдди». В 1487 году трактат «Молот ведьм» Malleus Maleficarum заявил, что оборотни служат дьяволу, что придало сельским легендам легитимность. Обычно считалось, что ведьмы могут принимать форму волка. Потом в районах, где волк был искоренен, колдовскими животными стали кошки, зайцы и собаки. Валлийская история XIII века иллюстрирует, как относились к волкам в христианских общинах. Однажды принц Левелин отправился на охоту, оставив свою верную собаку Геллерта охранять сына. Когда он вернулся, его сын пропал без вести, а пасть собаки была в крови. Принц в ярости убил свою собаку. Однако вскоре принц обнаружил своего сына живым под опрокинутой колыбелью. Он также нашел тушу убитого волка. Волк проник в крепость в поисках добычи и был убит собакой-защитником.
Раздавленный горем из-за смерти верного пса, принц Левелин похоронил верную собаку и, как говорят, больше никогда не улыбался. В конце концов, волки стали настолько злыми, что обычным явлением стали истории о том, как они охотятся на христиан под Рождество. Некоторые оборотни могли стать волками только на Рождество и во время летнего солнцестояния. Считалось, что рожденным в канун Рождества или на Рождество суждено стать оборотнями. Это может быть отголоском веры, силу зимнего солнцестояния и темного времени года. Страх перед волками привел к их массовому истреблению во многих местах северного полушария. Волков так ненавидели, что убивали миллионами. Охотникам на волков в Европе и Канаде предлагались большие награды. До 20 века люди рассказывали истории об особо злых и коварных волках. Им придумывали злодейские имена, такие как оборотень с Орехового озера или призрачный волк из скалистых гор. Волк в сказках. Волки часто являются персонажами сказок. Волк Изенгрим – персонаж, впервые появившийся в латинской поэме XII века Исингримус, является главным персонажем в цикле Рейнарда, где он выступает за низкое дворянство, в то время как его противник, лис Рейнард, представляет крестьянского героя. Волк Изенгрим навсегда стал жертвой остроумия и жестокости Рейнарда, часто умирая в конце каждой истории. Считается, что сказка «Красная шапочка», впервые записанная в 1697 году Шарлем Перро, еще больше способствовала дурной репутации волка в западном мире. Большой злой волк стал злодеем, способным имитировать человеческую речь и маскироваться под человека. Он предстал в сказках как аллегорический сексуальный хищник. Вспомним мифы о волке-предке племени, и давайте представим, как могла происходить встреча волка-перевертыша и юной девушки на темной лесной дорожке. В этой истории много общего с историями из классической Греции и Рима. Ученый Грэм Андерсон сравнил эту историю с местной легендой, в которой каждый год непорочная девушка предлагалась в жертву злобному духу, одетому в шкуру волка. Затем однажды появился борец Евтимос, который убил духа и женился на девушке, предназначенной в жертву. Диалог между волком и красной шапочкой имеет аналогии со скандинавской старшей Эдой. Великан Тримр украл Мьёльнир, молот Тора, и потребовал себе богиню Фрейю в жены как выкуп за молот. Вместо этого боги нарядили Тора невестой. Когда гиганты замечают, что глаза переодетого Тора не похожи на глаза девицы, Локи объясняет им, что Фрейя не спала, не ела и не пила из-за тоски по жениху. Тема хищного волка и существа, вышедшего целым и невредимым из его чрева, также отражена в русской сказке «Петя и волк» и в другой сказке братьев Гримм «Волк» и «Семеро козлят», но общая тема восходит к библейской истории Йоны, вышедшего из чрева кита. Злодейские персонажи волки также появляются в сказке о 3 поросятах и многих других. Впрочем, не только злодеем или хулиганом может выступать волк в сказках. В сказках об Иване Царевиче серый волк – верный друг и помощник Ивана в походе за жар-птицей, оберегающий его от опасностей. Когда царь посылает сыновей добыть жар-птицу, обещая в награду полцарства, младший, Иван-Царевич, встречает говорящего серого волка, который предлагает стать его скакуном и помощником в поисках. Благодаря серому волку Ивану удается добыть жар-птицу и выкрасть Елену Прекрасную. Однако коварные братья Ивана убивают его и отнимают добычу. Но волк спасает царевича, принеся мертвую и живую воду. Тот живым возвращается домой и женится на Елене Прекрасной. А как вы думаете, серый волк добрый или злой персонаж? Напишите в комментариях. 1067. Волк занимает позицию суперхищника в современных экосистемах, и его удаление из них не приводит ни к чему хорошему. Как и многие высшие хищники, волки играют важную экологическую роль, поддерживая стабильность своей среды обитания. Речь не только о том, что волки, санитары леса, избавляют популяцию травоядных от больных и слабых особей. Ярким примером влияния волков на экосистему стали широко известные события, произошедшие около 100 лет назад в Йеллоустонском национальном парке,
где к 1920 году по соображениям безопасности серые волки были полностью уничтожены. Идея сделать Йеллоустон свободным от хищников поначалу казалась чиновникам многообещающей. Осознание того, какую ошибку они совершили, пришло позже, когда в парке резко возросла популяция лосей. Без волков, которые могли бы сократить их численность или заставить травоядных мигрировать в другие районы, растущие стада лосей в Йеллоустоуне начали наносить природе парка непоправимый вред. Они ели молодые осины настолько быстро, что рощи не успевали восстановиться, пожирали источники пищи, необходимые другим видам, уничтожали растительность вдоль берегов ручьев и болот, усиливая эрозию. Также, из-за отсутствия конкуренции, увеличилось количество койотов, что поставило под удар местных велорогов. По сути, парк умирал. В 1995 году, после 30 лет попыток исправить ситуацию силами охотников, было принято решение вернуть в парк волков. Началась реинтродукция волков в Йеллоустоун, благодаря чему численность лосей быстро сократилась с 20 тысяч до менее чем 5 тысяч особей. Исследования показали продолжающееся восстановление осиновых, тополевых и ивовых деревьев, рост численности бобров и прибрежных певчих птиц в районах, где их популяция устойчиво сокращалась или совсем отсутствовала с 1930-х годов. Для баланса нужно было не так много хищников. Сейчас в Йеллоустонском национальном парке живут чуть более сотни волков в 8 стаях, и еще несколько сотен обитают в прилегающей к парку экосистеме. На этом я бы хотел закончить этот ролик с 1000 фактов в одном видео. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Почему люди не могут регенерировать конечности, как некоторые другие животные? У нас есть гены регенерации, как у морских звезд и саламандр. Они находятся в той же хромосоме, что и гены образования рубцовой ткани. Однако они у нас не включены, в отличие от тех же генов рубцовой ткани. Так что технически мы могли бы регенерировать конечности, как морская звезда. Но мы этого не делаем, вероятно, потому, что это требовало бы слишком быстрого метаболизма и отнимало слишком много энергии. Если бы мы могли это делать, то потратили бы на этот процесс годы своей жизни. Вместо этого мы создаем рубцовую ткань, чтобы укрепить поврежденную область кожи. Вот такими у нас получились 1000 фактов в одном видео. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.